Дорогие участники форума, приветствую вас. Рада очень видеть вас всех. Прошло 5 лет со времени проведения первого Сибирского форума, и наконец-то вот мы собрались. Из-за пандемии вы знаете, что мы уже трижды откладывали это событие, поскольку во время проведения первого Сибирского форума фольклористов было решено, что мы проводим через 4 года. Но видите, как жизнь вмешалась, внесла свои коррективы. Сейчас слово предоставляется для приветствия директору Института филологии, доктору филологических наук Игорю Витальевичу Силантьеву. Большое спасибо, Евгения Николаевна. В общем-то, главную мысль вступления моего Евгения Николаевна уже произнесла. Этот форум, он задумывался давно. Я так знаю, что еще в планах Александра Бадмаевича он был, Сактоева. И вот 5 лет назад нам удалось сдвинуть это дело и провести первый форум при поддержке не только Российской академии наук, но и Министерства культуры Российской Федерации и Совета Федерации. Я-то думал даже, что года 3 прошло, как-то время быстро летит. Оказывается, 5 лет уже. Ну вот, ни много ни мало, несмотря на всю сложность ситуации, связанные, сами понимаете, с чем мы его проводим снова, правда, вот в таком нематериальном формате. Ну что делать? В этот раз форум поддержан, естественно, Академией наук и мегагрантом, который получил институт, и в рамках этого проекта мы занимаемся дополнительными и независимыми от государственного задания изысканиями в области фольклористики, литературоведения и лингвистики. Мне представляется чрезвычайно важным проведение форума фольклористов в Сибири по той причине, что именно в Сибири остаются очаги живого бытования фольклора. Именно в Сибири фольклористы работают не только с документами, но и с информаторами и носителями живой фольклорной традиции. И именно в Сибири богатство методологии фольклористики представлена в максимальном виде в настоящий момент. Поэтому, в общем, есть чем сибирским фольклористам поделиться со своими коллегами и опытом, и знаниями, и методами, и подходами, и характеристикой наличной ситуации. Поэтому успехов замечательному форуму, очень большому мероприятию научному, предвкушаю очень интересные дни работы и, в общем, в добрый путь. Спасибо. Спасибо, Игорь Витальевич. Дорогие коллеги, приступая к работе форума, нельзя не вспомнить наших коллег. За время проведения первого Сибирского форума фольклористов мы потеряли многих наших коллег, которые работали вместе с нами, сотрудничали, и почтим их память минутой молчания.
Продолжим нашу работу. Простите. Слово предоставляется для информации секретарю оргкомитета Тирон Екатерине Леонидовне. Дорогие коллеги, рада вас приветствовать на открытии второго Сибирского форума фольклористов. Довожу до вас следующую информацию. Мы организовали трансляцию для докладчиков в Zoom и трансляцию для слушателей на YouTube-канале Института филологии СОРАН. Участники форума могут задавать вопросы напрямую в чате. Слушателей просим выбирать YouTube-канал, поскольку Zoom может вместить ограниченное количество участников. Программу форума, за исключением пленарного заседания, мы разделили на 3 потока вещания, каждая со своей ссылкой. Ссылки можно найти в таблице в начале программы, а также они указаны под названием каждой секции. В случае форс-мажорных обстоятельств просим докладчиков оперативно связываться с секретарями секций через чат по электронной почте форума, либо по телефону сектора фольклора Института филологии +7 383 330 14 52. Нами организована запись докладов, которые по окончанию мероприятия будут доступны на YouTube-канале Института филологии СОРАН. В случае нежелания размещения вашего доклада на YouTube, просим сообщить об этом до 25 октября 2021 года. Электронный вариант сборника тезисов второго Сибирского форума фольклористов будет размещен на сайте Института филологии СОРАН в дни работы форума. Ссылка имеется в программе в разделе «Стендовые доклады». Печатный вариант сборника авторы тезисов могут получить в Институте филологии либо доставкой курьерской службы за свой счет. Регламент выступления: 25 минут для пленарного доклада и 20 минут для секционного доклада, включая вопросы и обсуждения. Просим онлайн-докладчиков в начале демонстрации экрана презентации включить галочку «Совместный доступ к звуку». Кнопка находится слева в окне, которая появится при подключении демонстрации. На форум заявлено 15 пленарных, 128 секционных и 16 стендовых докладов. Во время перерыва с часу до 2 по новосибирскому времени будет транслироваться запись концерта первого Сибирского форума фольклористов. Так мы решили осуществить преемственность 2 форумов. А сейчас я хотела бы передать слово Евгении Николаевне Кузьминой для прочтения доклада на тему «Традиционный фольклор, устремленный в будущее», о научных принципах серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Спасибо, Екатерина Леонидовна. Это мое выступление посвящено 90-летию Александра Бадмаевича Сактоева. Нет, включишь? Угу. Так. Демонстрация экрана. Так, я не вижу. Так, ага, теперь вижу. Вот такая, сейчас вот, поделиться. Угу. Так. Казалось бы, в этой формулировке заложено противоречие. С одной стороны, наблюдается угасание традиционного фольклора, а с другой говорю о его импульсе, устремленном в будущее. Особенность современной сибирской фольклорной ситуации проявляется в том, что народы до последнего времени, сохранявшие свою эпическую традицию, это наблюдаем мы у алтайцев, хакасов, якутов, не желают расставаться с ней навсегда. Поколение исполнителей, пришедшие на смену ушедшим сказителям, проявляют все более настойчивое желание слушать и сказывать героические сказания. Например, в Республике Хакасия этот год объявлен годом хакасского эпоса. В связи с этим проводятся в республике смотры и конкурсы исполнительского мастерства. Выявляются лучшие исполнители. Не надо. А почему-то уже. Ну ладно, потом еще раз это придется. Конкурсы исполнительского мастерства выявляются лучшие исполнители и знатоки сказительского искусства. И недавно, в июне, прошла ночь богатырских сказаний, во время которой, как сообщила Наталья Шулбаева, выступили 13 участников возрастной категории от 18, а также среднего и старшего возраста.
Фестиваль-конкурс состоялся при поддержке правительства и Министерства культуры Республики Хакасия. Организатором выступил Центр культуры народного творчества имени Кадышева. В конце сентября состоялась научная конференция, посвященная проблемам изучения эпоса, в рамках которой также выступали исполнители героических сказаний. Конференция была организована Хакасским институтом языка, литературы и истории. На Алтае, как свидетельствует эпосовед Аркадий Канунов, в связи с проведением народного праздника Элаин и международного курултая сказителей практикуется состязание исполнителей горлового пения, что очень стимулирует молодых исполнителей к практике исполнительства героических сказаний. Сегодня на статус кайчи, сказывающих традиционный героический эпос, претендуют такие исполнители, как Айдын Курманов, 70-го года рождения. Просто обратите внимание на годы рождения, это удивительно, это молодое поколение уже. Эмиль Киркишев, 79-го года рождения, Мерген Тельденов, 88-го года, Баир Турлунов, 96-го года рождения, Николай Сагерткишев, 97-го года рождения, которые усваивают сказания из репертуара известных в прошлом кайчи Улагашева, Елатова, Калкина, Чичиякова, конечно же, по опубликованным текстам и архивным записям. Алтайская исследовательница Тамара Стадалова, принимающая активное участие в становлении молодых сказителей и занимающаяся полевой работой, пишет: «Не менее важное в этом процессе то, что начала восстанавливаться эпическая среда, когда не просто группа любителей горлового пения собирается послушать отрывки эпоса, а молодых сказителей стали слушать целыми деревнями и приглашать в другие поселения. Особо хочется отметить фольклорную ситуацию в республике Саха-Якутия, где на государственном уровне принимаются меры к сохранению духовного наследия. Конечно, определяющим фактором этого стало признание в ноябре 2005 года якутского героического эпоса «Алахо» шедевром устного и нематериального наследия человечества по линии ЮНЕСКО. Этому способствовало во многом общее стремление на уровне общества и науки сохранять свою традиционную культуру. Очень многое делалось для того, чтобы поддерживать знатоков и исполнителей фольклора, исследователей, собирателей фольклорных произведений. Благодаря этому в якутской фольклористике сохранилась преемственность. Здесь нет явного разрыва между поколениями, как нет и полной утраты эпического наследия. Сейчас фольклористика, развивающаяся в республике Саха-Якутия, может похвастаться талантливыми молодыми исследователями, которые с присущей им энергией принимают участие в реализации и крупных исследовательских проектов и ведут свои индивидуальные разработки. К Аланхо в обществе сохраняется устойчивый интерес, чему способствуют различные культурные, научные, общественно-социальные мероприятия, направленные на сохранение и стабилизацию традиционной культуры, которая обретает сегодня иные формы бытования. Надо отметить, что к чести нашей фольклорной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», подготовившей и опубликовавшей в составе серии том якутского героического сказания «Кыз де Белье», в 1993 году режиссер-постановщик Андрей Борисов обратился к нашему тому и в 2000 году поставил спектакль «Аланхо», который чаще характеризует как оперу, на сцене драматического театра. С тех пор «Кыз де Белье» остается в репертуаре театров, и в 2010 году состоялись гастроли с этим спектаклем в Японию, и в этом году он вновь был показан на сцене Дома дружбы народов имени Кулаковского и в новом прочтении в студенческом театре Института Арктики. Героические сказания являются прекрасным материалом для их постановки. Многие аланхо, как Нюргум Ботур стремительный, Элес Ботур, Эрсагатох, неизменно ставятся и в театре аланхо, и в Саха академическом театре имени Аюнского, и в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Художественная фактура героических сказаний якутов, в которых каждый персонаж имеет свое запевное слово, маркирующее данного героя, свой узнаваемый характер, располагает к тому, чтобы быть воплощенными на сцене. В этом заключается особенность художественно-стилевой природы якутского эпоса. Складывается впечатление устойчивости интереса к своему эпическому наследию, которое наблюдается и у наших соседей. Например, в Киргизской республике
каждые 4 года проводится фестиваль «Эпосы народов мира», куда съезжаются исполнители со всего мира. Конечно, далеко не все исполняют традиционный эпос, но интерес к нему проявляют все. По информации доктора филологических наук, который и сам является исполнителем грандиозного эпоса «Манас» Таланталы Аламбековича Бакчиева, недавно в Бишкеке постановлением Кабинета министров открылся Кыргызский государственный театр «Манас», куда зачислены в штат 20 сказителей. Это означает, что проявляется внимание со стороны государственной власти и общества, оказывается финансовая и психологическая поддержка сказителей. В Республике Узбекистан также проводятся подобные регулярные фестивали «Бахши», где выступают сказители и в рамках которых идут научные конференции. Так бок о бок со сказителями находятся исследователи, занимающиеся проблемами эпосоведения. Можно сказать, что повсеместно у народов, имеющих эпическую традицию, заметен интерес к своим духовным корням, становится востребованным фольклорное знание. И вот тут встает вопрос об ответственности исследователей-фольклористов перед обществом, перед народом и исполнителями. И вот почему фольклор, и в том числе эпосотворчество, на наших глазах обретает иные формы функционирования. То есть он продолжает жизнь уже в письменных публикациях и мультимедийном формате. Перед фольклористами стала новая серьезная задача через публикацию фольклорных текстов и в том числе героических сказаний вернуть народу записи традиционного фольклора в достоверном виде, как он звучал в пору его активной жизни, увидеть их ценность и духовный посыл, закодированный в его содержании. В отношении обрядового фольклора есть уже четкий запрос народа показать обряды вживую, как они должны проводиться правильно, иметь под рукой подробный сценарий традиционного проведения. Вы знаете, что у сибирских народов в традиции строгое соблюдение в исполнении героического эпоса и в проведении обрядов. Искажение этого наказывается свыше. Поэтому так важно найти хорошего знатока фольклорного знания, зафиксировать от них информацию, записать современными техническими средствами традиционный обряд, исполненный в естественных условиях, опубликовать его в книге и на электронных носителях как практическое руководство. В такой работе универсальным подходом, как показали жизнь и развитие науки, может быть междисциплинарный подход, когда соединяются усилия многих специалистов, этнологов, этномузыковедов, фольклористов, лингвистов. Фольклористам необходимо при издании фольклорных произведений снабжать их аудио и видеозаписями, готовить тексты к изданию качественно, вдумчиво, никоим образом не искажая их, снабжая издание исчерпывающими комментариями и переводом на русский язык, которые будут не бесполезны молодым исполнителям. Особенно тщательной подготовки требует издание героического эпоса и обрядового фольклора, в которых сохраняются очень древние пласты мировоззрения и архаичный язык. Таким образом, фольклористам Сибири необходимо глубоко, всерьез и постоянно заниматься текстологической работой. Вот здесь обращаю ваше внимание на научный принцип академической двуязычной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Представляя уникальный текстовый материал, тут у меня уже презентация своей жизни живет. Так, надо к началу вернуться. Здесь я хочу показать вам минуточку тома серии. Вот эти тома серии. Вот представляет уникальный текстовый материал. Серия задала высокий научный уровень, намного опередив и воплотив в опубликованных томах те междисциплинарные подходы, которые сейчас активно используются современной наукой. Эта серия известна многим из вас. Но допускаю, что сегодня не все исследователи придают значение томам сибирской серии. Но полагаю, что со временем ценность этого издания только будет возрастать, ибо уже не станет тех исполнителей и знатоков, от которых сейчас мы фиксируем тексты. Значимость серии заключается прежде всего в текстах, которые лежали в архивах не раскрытые, а порой и недоступные исследователям, и в современных записях, показывающих живое бытование фольклора во времени.
Идея об издании сибирского фольклора в таком формате родилась в среде старшего поколения сибирских фольклористов в 70-е годы, теперь уже прошлого века. И посмотрите, как концепция и задачи серии откликаются на современную ситуацию и, более того, влекут исследователей в будущее. Серия с самого начала видела актуальность в том, чтобы представить во всей полноте устно-поэтическое и музыкальное творчество коренных сибирских народов, бурят, тувинцев, якутов, алтайцев, хакасов, сибирских татар, большой группы народов Севера и Дальнего Востока, ненцев, ивенков, хантов, манси, чукчи, ивенов, нанайцев и других народов, а также переселенческого населения Сибири, русских, белорусов, украинцев, чувашей. Есть много других национальных диаспор в Сибири, но я называю те народы, фольклор которых уже опубликован в серии или идет подготовительная работа над материалом. То есть тома фольклора этих народов обеспечены своим авторским коллективом. Междисциплинарность серии видна в том, что в ней обеспечено комплексное представление материала в единстве филологической, историко-культурной, этнографической и музыковедческой интерпретации фольклорных произведений во вступительных статьях, примечаниях, комментариях, то есть в научном аппарате томов. Кроме этого, прослеживается и в аналитике, и в размещении публикуемого фольклора многовековая ретроспектива издаваемых памятников, историческая поэтика и межэтнические фольклорные взаимосвязи. В томах соблюдается академическая публикация подлинно национальных текстов с параллельным научно-адекватным переводом на русский язык. При этом уделяется особое внимание нотным записям напевов и фоноприложениям к каждому тому, что позволяет услышать звучание публикуемых текстов на всех национальных языках, в том числе на исчезающих языках малочисленных народностей, и дает возможность ощутить повествовательное интонационное мастерство талантливых певцов и сказителей. Последняя задача архиважная. Ее реализация предполагала изначально демонстрацию живого фольклора в Сибири. Во главе всего этого грандиозного по своим целям и задачам научного гуманитарного проекта встал незаурядный по своим масштабам, таланту и целеустремленности Александр Бадмаевич Сактоев. На презентации книг... Так, сейчас, минуточку, еще раз. Портрет хотела Александра Бадмаевича показать. На презентации книг, организованной на втором конгрессе фольклористов в Москве, после демонстрации очередного 31-го тома «Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока», один уважаемый ученый позволил себе стучать об стол и кричать, что в сибирской серии нет науки, что мы собираем фольклор и тут же его издаем. Да, действительно, одной из самых сложных составляющих серии является экспедиционная работа. Сотрудники сектора фольклора ездят по всей Сибири, насколько это позволительно в новых финансовых условиях, делают аудио и видеофиксации фольклора во всех ее видах и жанрах, чтобы представить звучащий фольклор и опубликовать его в книгах. Публикуется в томах и собранный современный материал, и архивные аудиозаписи, если они есть на носителях. Сначала это были грампластинки, а теперь компакт-диски, прикладываем к томам, чтобы читатель, а вместе с ним и исследователь услышали живое звучание фольклора, подчеркиваю, живое. Причем фольклор в томах представлен и записями, взятыми из классических архивных коллекций, созданных предыдущими поколениями собирателей. В основном вербальные записи сделаны чернилом и карандашом. Услышать их звучание невозможно, за очень редким исключением. Поэтому те современные образцы, записанные нашими фольклорно-этнографическими отрядами в тех же местах бытования аналогичных сюжетов и мотивов, помещенные на аудионосителях, дают представление об исполнительской традиции. Таким образом, фольклор показан в томах сибирской серии в развитии и трансформации, то есть показана его жизнь во времени. Этот ученый, не удосужившись хотя бы полистать один из 34 томов и посмотреть принципы подачи текстов, обвинил нас во всех научных грехах. Кстати, в каждом томе серии есть такая статья «Сведения о текстах и принципах их публикации», где все это подробным образом объясняется и излагаются все процедуры, которые производятся с текстами. Об истории создания серии, ее перипетиях, трудностях, организаторского, полиграфического, шрифтового плана
Я писала и говорила неоднократно. Только человек, обладающий такой энергией и харизмой, каким был Александр Бадмаевич Сактоев, мог сдвинуть с места эту серию громадину со всеми его проблемами, трудностями и неожиданностями. Ему в этом году исполнилось бы 90 лет со дня рождения, а не стало его, когда ему было 66 лет. Он успел при жизни увидеть 17 томов. В подготовке находился 18-й том, который он видел в рукописи и который был опубликован уже после него в 1998 году. Это был том «Фольклор дэгейцев». Инициатива сибирских ученых и самого Александра Бадмаевича была поддержана в 1981 году на уровне Президиума Сибирского отделения и в лице его председателя, академика Коптюга Валентина Афанасьевича. Валентин Афанасьевич увидел в Александре Бадмаевиче его удивительный талант организатора, умение находить общий язык со всеми, его бесконечную веру в правое дело, способность превращать оппонентов в своих сторонников, и поэтому он поручил Сактоеву воплотить в реальность мечту сибирских ученых. Поскольку серия явилась пионерской, инноваторской во всем, начиная с оформления ее обложки, то многие работы и этапы этой работы нужно было согласовывать в различных инстанциях, получить то или иное решение. И выражать фигурально, эти инстанции часто были с наглухо запертыми дверями. И Александр Бадмаевич со своей целеустремленностью, упорством и ответственностью, возложенной на него, умел находить пути решений, казалось бы, в безвыходных ситуациях. И рядом с Александром Бадмаевичем находилась работоспособная, высокопрофессиональная главная редколлегия, состоящая из ведущих ученых страны. Это Эдуард Ефимович Алексеев, Гацак, Караглыб, Путилов, Смирнов и большая армия ученых Сибири, стремящихся раскрыть сокровища, которые лежат без движения в фольклорных архивах. Таким образом, приступая к созданию рукописи, главная редколлегия сделала все возможное для того, чтобы авторские коллективы были вооружены регламентирующими документами, в которых были расписаны все этапы работы. Вот здесь привлекательность серии в том, что каждый ее том уникален по-своему. Каждый из них представляет самобытный материал, в большинстве своем малоизвестной или вовсе неизвестной науки. При этом каждая книга содержит свою изюминку, которая может проявляться в подаче материала, его осмыслении или в оформлении научного аппарата. Сейчас тома включают в себя цветные фотоиллюстрации, фонозаписи помещаются на компакт-дисках, которые намного больше по объему звучания, чем грамм-пластинки. Обряды фольклор планируется представлять на 9 дисках, чтобы реально можно было увидеть проводимые ритуалы. Важно то, что серия нацелена на совершенствование и развитие как в техническом плане, так и в научном. Мультимедийные технологии впредь будут активно использоваться в подготовке серии. Серия всколыхнула фольклористические силы Сибирско-Дальневосточного региона. Она продолжила традиции сибирских фольклористов в сборе и фиксации полевого материала. Активнее стали проводиться экспедиционные работы по сбору фольклорно-этнографического материала. Процессы подготовки, отбора образцов для томов авторскими коллективами был поднят огромный массив фольклорного наследия. Кроме этого, в Сибири опубликованные тома стали достоверной источниковой базой, активно используемой в теоретических исследованиях. В одном из своих выступлений член-корреспондент Российской академии наук Виктор Михайлович Гацак, он же являлся заместителем главного редактора серии, сказал: фольклористы разных профилей слишком долго работали преимущественно сепаратно. Это всякий раз старался оттенить Александр Бадмаевич Сактоев, противопоставляя сложившейся практике то реальное, что уже достигнуто серией. Благодаря ей совершен крупный прорыв вперед к реальной комплексности, ибо впервые как раз текстологически уже представлены в единстве несколько субстанций, составляющих фольклор. Это прежде всего речь своих это диалектных особенностях, это поэтика вербального фольклора, это субстанции музыкальные, пение, инструментальные нагрыши. Это этнологическая реальность.
Впервые в эдиционной практике дается музыкальный и иной материал этнобытового содержания. Все это становится существенной частью каждой книги и достигается аутентичностью текста и перевода, уравненного в своем статусе фольклористической, филологической и музыковедческой статьями и звукоприложениями. Особая заслуга Александра Бадмаевича Сактоева проявилась еще и в том, что, приведя в действие серию, он сумел объединить усилия фольклористов России, который сложился в единый коллектив, работающий над глобальной темой. И каждая опубликованная книга серии подтверждает своевременность и актуальность издания фольклорных памятников сибирских народов и подчеркивает значимую роль Александра Бадмаевича в реализации этой идеи. Созданный им штаб серии «Сектор фольклора народов Сибири» продолжает заложенные традиции работы с коллективом составителей томов. Ну и, пожалуй, подытоживая это сказанное, можно констатировать, что, несмотря на возникающие трудности, серия продолжает сохранять ту свою целевую направленность и реальность воплощения, которую задал его организатор Александр Бадмаевич Сактоев. Ну и здесь я уже показывала адрес сайта института. Тома серии полностью оцифрованы, и они находятся в бесплатном доступе для всех интересующихся исследователей. Можно читать, листать и слушать аудиозаписи вживую. Спасибо за внимание. Ну, если будут вопросы, можно в чате задать и написать. И я думаю, что уже время исчерпано. Еще 2 минуты. Ну, тогда, если кому-то захочется задать вопрос, у вас еще есть время небольшое. Так, сейчас я закрою. Угу. Ой, это кто-то уже говорит? Что-то не слышно? Если слышно, Ой, Теперь слышно. Угу. Что, Татьяна Григорьевна, слышно? да. Всем здравствуйте. Пыталась по чату поздороваться, но я с этой машиной очень плохо справляюсь, и за Лёсевича особенно. Евгений Николаевич, спасибо большое за интересный доклад. У меня такой вопрос. Я знаю, что в Якутии действительно проводится большая работа по поддержанию, так сказать, вашего эпоса, по его использованию в каких-то театральных формах и так далее. У меня вопрос, как молодое поколение слушателей относится вот к тому, что предлагается, и можно ли сравнить восприятие Аланхо, скажем, в абсолютно традиционных, так сказать, условиях и в современных? Есть ли какие-то различия? Различия, конечно, есть. Различия, вот я начала с последнего такого предложения. Различия есть в том, какая среда эпическая. Поскольку сейчас подключается все более молодое поколение, интерес проявляется в том, как, ну, к внешней, скажем так, атрибутике исполнения, как сказитель сидит, как он исполняет, как поет. Конечно, вот эти молодые исполнители, они стараются подражать ушедшим сказителям, то есть они принимают ту же позу сказывания, это вы знаете, как они должны сидеть, сказители, пытаются использовать те же общие места, но надо отдать, видите, должен тому, что все-таки опубликованный текст, письменный текст, он отличается от живого исполнения. Если сказитель, допустим, традиционный сказитель, он часто прибегал к импровизации, то современный сказитель, он очень строго придерживается текста, он заучил его. И поэтому тут, конечно, сказывается вот это, в этом сказывается, вот, ну, эпическая среда это чувствует, особенно старшее поколение это чувствует, что за текст перед ним. Ну и то, что вот в театрах это уже ставится Аланхо в разных видах, да, народ ходит, молодое поколение ходит, воспринимает, но это воспринимается как театральное действие. Но тем не менее, приобщаются они, конечно, к фольклору все же. Традиционный фольклор в таком виде, это уже современное бытование. Не уйти от этого. Ответила на ваш вопрос? Спасибо, но это как бы материал для размышлений, конечно. Так, еще вопросы? Так. Здравствуйте. Меня слышно, да?
Слышно, слышно. Алло. Да, слышно, Евгения слышно. Николаевна, скажите, здравствуйте. Доклад был очень, в общем, рада вас слышать. И у меня вот такой вопрос, да. Евгения Николаевна, у нас же очень много накопилось фотоматериалов. Они будут издаваться? Я вот сейчас заметила и Николая Васильевича и так далее, и прочее, всех наших вот. И хотелось бы, чтобы и фотографии, в общем-то, издавались. Вот экспедиции. Фотографии очень шикарные. Светлана Дмитриевна, спасибо вам большое. Вот эта идея давно у нас витает в секторе, создать историю создания серии и сектора, и всех авторских коллективов, которые участвовали в нашей экспедиционной общей работе. Есть такая идея. Но видите, у нас вот мы пока разрываемся между планами НИР, серией и личными научно-исследовательскими работами. Просто коллектив не очень большой сектора, поэтому сложно, конечно. Но, конечно, эта идея есть. Вот как она воплотится? Коллеги, нам нужно двигаться дальше, придерживаться регламента. И сейчас Евгения Николаевна... Слово предоставляется Изалию Иосифовичу Земцовскому, который был членом главной редколлегии. Вот сейчас из-за отъезда в далекие страны мы меньше общаемся. Рада видеть вас, Изалий Иосифович. Предоставляем вам слово. Для присутствующих я скажу, Изалий Иосифович доктор искусствоведения, профессор, директор Калифорнийского культурного и образовательного центра «Дом на Шелковом пути». Пожалуйста, Изалий Иосифович, вот познакомились слушатели с вами. Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, позвольте начать со слов благодарности Евгении Николаевне Кузьминой и всему оргкомитету форума за почетное приглашение принять участие в его пленарном заседании. Мне очень дорого, что форум посвящен светлой памяти Александра Бадмаевича Сактоева. В 1984 году мы с Алмой Бектурсыновной Кунанбаевой познакомились с ним в Новосибирске. Начинали сотрудничать, имели радость принимать его у себя в доме в Петербурге. Как вы, наверное, знаете также, в конце 70-х годов прошлого века Юрий Ильич Шейкин был моим аспирантом в Санкт-Петербурге. За прошедшие годы профессор Шейкин воспитал в Сибири целую плеяду специалистов и этномузыковедов, которые по факту являются моими научными внучками и внуками. Я сердечно приветствую их. Но не только это связывает меня с Новосибирском. Большая часть моей научной библиотеки нашла приют в Новосибирской государственной консерватории имени Глинки. Оставшиеся у меня тысячи книг и компакт-дисков ждут своего счастливого часа воссоединиться с уже прибывшими и возродиться как единое целое. Спасибо вам. Ну а теперь, собственно, текст моего выступления. Проблема универсалий продолжает будоражить умы специалистов уже не первое столетие. Напомню только две незаурядные книги на русском языке. Светланы Неретиной и Александр Огурцов «Пути к универсалиям. Санкт-Петербург, 2006 год. 1000 страниц». Вторая книга замечательная «Универсалии восточных культур». Коллективная монография. Москва, 2001 год. 431 страница. Было бы наивно надеяться на разрешение этой проблемы сегодня. Я задаю два вопроса. Где искать универсалии? И почему юкагирские шаманы камлали на деревьях? И отвечаю на них двумя гипотезами. Прямой связи между ними не существует. Во всяком случае, я не предлагаю искать универсалии на деревьях Северо-Восточной Сибири. Но считаю необходимым сразу обозначить исходный парадокс. С одной стороны, учитывая бездонное разнообразие музык мира, собственно, музыкальных универсалий нет и быть не может. С другой стороны, мы убежденно следуем немеркнущему кредо Льва Штенберга. Все человечество едино. Если это так, то универсалии должны быть. И действительно, нам уже известны конкретно обозримые культурные универсалии, эпические, шаманские, мифологические и другие. О некоторых из них мы услышим в докладах форума. Но я говорю о другом. Где и как, спрашиваю я, искать абсолютные универсалии, то есть не имеющие культурных, исторических
географических ограничений и при этом не знающие исключений. Если таковые все же имеются, то сколько их, в принципе, может быть? Я осознаю, ниже следующие гипотезы не бесспорны, но таково уже их призвание. Как заметил философ науки Джон Плат, нет смысла выдвигать гипотезы, которые не могут оказаться ошибочными, ибо подобные гипотезы ничего не говорят. Конец цитаты. Так о чем же говорят мои гипотезы? Обе они, и про универсалии, и про юкагирских шаманов, находятся в диалоге с идеями блистательного грузинского ученого, музыковеда-дарвиниста Иосифа Жордания, профессора Мельбурнского университета. Имея в виду две его программные англоязычные публикации, вышедшие ровно 10 лет тому назад. Статью «Универсалии в музыках мира» в соавторстве с канадским неврологом Стивеном Брауном, увидевшую свет сначала онлайн, а спустя 2 года в журнале Psychology of Music, и книгу «Почему люди поют. Музыка в эволюции человека», увидевшую свет в Грузии, Тбилиси, издательство «Логос». Эти публикации различны как день и ночь. Одна следует схематично описательной установке крупнейшего американского этномузыколога Бруно Нетла, вторая – ослепительно оригинальной собственной концепции Жордания. Кратко напомню их принципиальную позицию, не вдаваясь в детали. Нетл, а вслед за ним Браун и Жордания, явно подменяют категорию универсального категории типологического, забывая при этом, что типология рознь. К сожалению, ими не осмыслена типологическая концепция наших отечественных учителей Виктора Максимовича Жермунского, Владимира Яковлевича Пропа, Бориса Николаевича Путилова. Авторами статьи типология понимается не исторически, но описательно, так сказать, градиентно-номенклатурно, как они пишут. И с этих сугубо наблюдательных позиций они предлагают типологию, обнаруженную таким образом, по сути, псевдоуниверсалии. Пытаясь ответить на вопрос о бесспорных универсалиях, я решил пойти принципиально другим путем. Кратко обозначу его. Недавно мною завершена небольшая книжка «Антропология музыкального существования», сокращенно АМС, с загадочным подзаголовком «Книга об универсалии». Именно так, в единственном числе, вопреки тому, что все существующие публикации говорят о музыкальных универсалиях только во множественном числе. Я исхожу из того, что в изучении универсалий необходим методологический прорыв. В рутинном понимании соотношения уникального и универсального проясняется ничто иное, как методологическая слабость этномузыкознания. Универсальные ищут на том же конкретном уровне существования феномена музыки, на котором с очевидностью обнаруживается уникальное, то есть ее уникальные истории, культуры, обусловленные черты. А между тем универсальное и уникальное находятся на принципиально разных уровнях, которые никогда не совпадают. Безнадежно искать глубинно общее там же, где находятся обозримые отличия. Поэтому и типологическое с его перечнями распространенных свойств и признаков не в состоянии заменить собой действительно универсальное. Так где же искать его? Это неуловимое универсальное. Исходя из обозначенного выше закона о соотношении уникального и универсального, я говорю не о музыке как искусстве, памятуя о том, что абсолютных, то есть не имеющих исключений, и притом нетривиальных универсалий музыка не знает, а ее акустические, биологические и психофизиологические механизмы, как сами собой разумеющиеся, меня вообще не занимают. Я говорю о существовании музыки. Оно следует некому принципу, раскрытие которого высветляет то неочевидное, что, реализуясь в разных культурах по-разному, по сути своей остается неизменным. Что это за суть? Я полагаю, она сосредоточена и воплощена не в музыке, не в ее художественном тексте, а в фигуре активно музицирующего человека, то есть человека-творца. В процессе творчества он обретает феноменальную двумерность, то есть, попросту говоря, способность переноситься в иную воображаемую действительность, при этом физически никуда не перемещаясь. Таков герой АМС, получивший в книге свое концептуальное имя – человек, музицирующий двумирный. Поэтому АМС выступает наукой про человека,
захваченного аналитическим вниманием в самый момент творчества. Позвольте повторить. Антропология музыкального существования – это наука про человека, захваченного аналитическим вниманием в самый момент творчества. Творческая личность неизбежно двумерна. Находясь в этом мире, творит другой мир. Ее художественный текст звучит здесь, но он продукт другого мира. Эти два мира должны быть объединены, и это доступно только человеку, музицирующему двумерному. Он как шаман камлающий, существо двух гравитаций. Шаманы всегда двумерны. Своим камланием они охватывают и землю, и небо. Двумирны именно и только в момент камлания, если угодно, в момент шаманского музицирования. Поэтому ярчайшую модель двумирности, как универсалии художественного творчества, дает, по моему убеждению, акт шаманского камлания. В нем обнаруживается неочевидное глубинное единство художественного и нехудожественного, единство, воплощаемого в самом художественном. Оно не лежит на поверхности. Каждому необходимо ощутить, распознать, открыть его самостоятельно. Никто за нас это не совершит. Человек, музицирующий двумирный, существует, живет, действует, творит в двух реальностях. Реальный и воображаемый одновременно. Поэтому его существование всегда сосуществование. Отсюда же необходимость в аналитическом сосуществовании как в методе познания художественного процесса. Вот почему АМС расшифровывается еще и как антропология музыкального сосуществования. Будь мы практикующие музыканты или музыковеды, музыкально мы никогда не одни, мы все время соинтонируем. Двумерность не одно из свойств, но основа основ АМС на любом уровне ее рассмотрения. Двумерность тотальна, она пронизывает собой все и вся в художественном бытие. Но никогда и ни для кого она не лежит при этом на поверхности. Мы все и всегда наслаждаемся, ищем, узнаем и разгадываем именно его, человека, сумевшего стать двумерным. Если мы этого не делаем, то есть не способны делать, то этой музыки и этого исполнения для нас не существует. И, наконец, самое главное. АМС превращает каждого музыканта в центр своей вселенной. Каждый из нас может стать ее двумерным героем. Нас всех различает лишь яркость и глубина таланта, его творящая мощь, но не его природа. АМС как раз об этой природе человека, музицирующего двумерного, о двумирии Творца и его творения. Итак, где нет двумерности, там нет искусства, там нет АМС, ее единственной фундаментальной универсалии творческого бытия, бытия как процесса творения. Такова в нескольких словах, признаю, нелегких для устного восприятия, моя первая гипотеза. Теперь немного о второй. И снова о шаманах, только уже не как о образном сравнении, но как исторически реальном документе. И для этого обратимся сначала к эволюционной гипотезе Жордания о том, где и как миллионы лет назад пели древнейшие предки человека. Жордания обратил внимание на то, что существа, живущие на земле, то есть наземные обитатели, вообще не поют. Даже птицы поют только на деревьях, но спускаясь на землю, замолкают. Логично предположить, что предки человека начали петь в ту далекую эпоху, когда они еще жили на деревьях. Но только они, спустившись вниз, не замолкли, а наоборот, почему-то стали петь еще больше, громче, в ритмически организованных группах, тем самым, считает Жордания, спасаясь от хищников. Загадкой, однако, остается и, видимо, навсегда останется их репертуар тех чрезвычайно далеких времен, когда они жили еще на деревьях. Во всяком случае, гипотезы Жордания не идут так далеко. Мое же внимание, обостренное чтением его книги, привлекла информация о юкагирских шаманах, буквально потрясшая меня. Опубликована она в издании «Мифологическая проза малых народов Сибири и Дальнего Востока», составитель Елена Семеновна Новиков, Москва, 95 год, номер 41, «Поющая девушка», в разделе «Древние сказания».
рассказал в августе 1986 года Лихачев Николай Михайлович, поселок Нелемное, магнитофонная запись записала Николаева Ирина Алексеевна. Цитирую начало текста с пропусками. «Одна девушка запела, поднявшись на вершину дерева. Так поет и сидит, долго пела. Когда долго пела, еще одна женщина запела с неба, с тучи, пропуск. Так она пела, а та, что пела с неба, была девушкой-дьяволом. Все время дразнит, пропуск. А значит, победила юкагирская девушка». Цитирую комментарий Василия Гавриловича Шалугина, выдающегося знатока юкагирского языка и культуры. Шалугин, вы знаете, скончался в 2003 году уже в преклонном возрасте. По традиционным представлениям, писал Шалугин, обычно, сидя на деревьях, пели шаманы, шаманки или помощники шамана. Состязание в пении – один из распространеннейших видов шаманских состязаний. Здесь каждое слово на вес золота. По традиционным представлениям, обычно, сидя на деревьях, пели шаманы. Невероятно. Наблюдение Шалугина о как бы птичьем поведении шамана может быть подкреплено свидетельствами из других традиций. Ограничусь двумя-тремя напоминаниями. Сибирские шаманы иногда превращаются в птиц, нередко одеваются птицами. У тюрко-монгольских народов Сибири шаман, цитирую, молился голосом поющих птиц. Цитирую книгу «Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири», выпуск 3, 90-й год. У Саха по Гавриилу Ксенофонтову. Мифологический ворон – первый шаман, и он же был воспитателем души шамана. На шаманском дереве он взращивал ее и пел свою песню. Этот мифологический ворон, по Элиазару Мелитинскому, посредник между мирами, между сферами космоса. И отсюда продолжу. Один шаг к шаману, поющему, камлающему на дереве. Связующим миллионы лет эволюции звеном является, разумеется, не язык, не терминология, шаман, камлание, пение и тому подобное, а само дерево. Можно допустить, что то доисторическое дерево, как эволюционная генетическая память о сравнительно безопасной жизни на нем, очень постепенно превращается, пофантазируем, в райское древо жизни, переосмысляемое затем в шаманское древо во главе с шаманом, птицей, демиургом, посредником и так дальше. Причина камлания на верхушке дерева, разумеется, не одна. И символика шаманизма вообще еще далека от сколь-либо полного осмысления. Но среди всех гипотез мне особенно близка сегодня та, которая образно связывает обе части моего микродоклада, а именно, только в момент творчества, читай камлание, творец становится больше и выше самого себя, выше буквально и переносно. Такова логика антропологии музыкального существования. Такова сила человека, музицирующего двумирного. Такова гипотеза, выносимая мной на обсуждение. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Изалий Иосифович. Очень интересно. Вот это образы девушек, сидящих на деревьях, перекликаются с героическим эпосом «Бурят». Там девушки, дочери птицы Города, они тоже сидят на деревьях. 3 девушки Города. Это просто эта информация к размышлению, очень интересный материал. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо. Мы так построили программу, что у нас идет программа участники с востока, север и уже дальше идет уже на запад. Изалий Иосифович, у нас разрыв во времени очень большой. У него сейчас уже ночь, а у нас вот утро. Так что благодарим вас за мужество, вытерпеть это все. Спасибо за участие. Изалий Спасибо, я еще немножко побуду с вами. Да, спасибо. Сейчас слово предоставляется. Да? У нас еще есть вопросы в зале. Вопросы. Изалий Иосифович. Я нарочно оставил время для вопросов. Я хотела вас поприветствовать, это Галина Солдатова. Я очень рада вас видеть, и огромное спасибо за ваш доклад. Доклад блестящий, я думаю, что мы еще будем обдумывать, особенно вот эту первую философскую часть, и оценивать себя в антропологии музыкального
существования и сосуществования. Спасибо огромное. Спасибо вам. Коллеги, а можно вопрос? Да, Татьяна Конечно. Григорьевна, пожалуйста. Ага. Да, Татьяна Денис Григорьевна. Олегович, тоже здравствуйте, здравствуйте и здравствуйте. Рада очень вас. Здравствуйте, дорогая Татьяна Григорьевна. У меня, знаете, такой как бы несколько хулиганская мысль родилась, вот, когда я слушала. Если все это перекладывать на былины, да, которые мне близки и дороги. Соловей-разбойник, сидящий на 9 дубах и свистящий. Вот его, так сказать, свист, его это можно воспринимать как пение и как вот некое, ну, так сказать, отражение, что ли, шаманства и так далее, и так далее. Или Браво, это совсем Татьяна Григорьевна, браво, браво, спасибо вам, браво, прекрасная мысль. То есть это не совсем завирально. Нет, нет, вы знаете, чем более завирально, тем более действительно так и было. Ну, это хорошо, тогда подумаем. Вы знаете, как говорят, достаточно ли сумасшедшая мысль для того, чтобы она была верной? Спасибо. Еще будут вопросы? Пожалуйста, вопросы из зала? Нет, да? Участники? Коллеги, можно я зачитаю чат? Поступила такая радостная новость, хотелось бы ее озвучить для участников. Вышел сборник научных трудов «Гетерофония творчества Эдуарда Алексеева», посвященный одному из главных редакторов 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Это издание выиграло в номинации «Лучшее историко-биографическое и краеведческое издание» в дальневосточном конкурсе «Университетская книга-2021». Спасибо, интересно это очень. Ага, интересно. А где ее приобрести? Там нету, ничего не сказано. Где находится эта книга, как ее приобрести, у кого? Пожалуйста, напишите в чате, где приобрести эту книгу, у кого, кому обратиться. Это очень интересно. Вопросы, пожалуйста. Нет вопросов, да? Вопросов нет. Слово предоставляется Леоновой Наталье Владимировне, профессору кафедры этномузыкознания Новосибирской государственной консерватории имени Глинки. Доклад Эдуард Алексеев как исследователь фольклорной мелодики. Пожалуйста, Наталья Владимировна. Да. Приветствую всех. Какое-то тут эхо такое идет. Ну вот как раз объявление про такое успешное продвижение книги «Гетерофония» Эдуарда Алексеева, да, как раз вот вовремя очень, потому что мы все принимали участие, наверное, в том числе у меня опубликована статья моих каких-то встречах с Эдуардом Ефимовичем, там, где была эта вот работа и где было это не совсем какие-то его помощь с его стороны. Да, поэтому я очень рада, что эта книга дошла до издания и что эта книга очень интересная, там очень много хороших статей, там замечательный фотоматериал, поэтому очень хотелось бы, чтобы книга действительно это дошла до Новосибирска и очень до многих других мест, где, собственно говоря, имя Алексеева известно. Значит, я не смогу в полном объеме раскрыть, конечно, эту тему, и на всякий случай я уже приготовила такие варианты, как сказитель, да, который может рассказывать неделю, может рассказывать за 3 дня, может рассказать за 1 день, если в случае это необходимости какой-то, да, поэтому я вот такие возможности некоторого регулирования объема своего выступления, да, я запрограммировала. Значит, почему мне захотелось рассказать о Эдуарде Алексееве как исследователе фольклорной мелодики? Наверное, потому что, на мой взгляд, он занимает какое-то особое, довольно специфическое место в нашей этномузыкологии. И потому что он все внимание давал
тому направлению, да, тому материалу для изучения, который, в общем-то, не был, пожалуй, основным во второй половине XX века, да, потому что, хотя мелодия – это первичная форма музыки, но если говорить о фольклоре, да, наверное, и не только, если говорить и об изучении музыки, профессиональной музыки, да, то в большей степени изучалось вообще-то все-таки не мелодика, да, а изучались какие-то другие сопутствующие ей компоненты, да, то есть вот у нас замечательная сформировалась школа исследователей, например, гармонии по отношению к академической музыке, да, или по отношению к фольклорной музыке. У нас, конечно, главенствующее положение получил структурно-типологическая методология изучения все-таки ритмо-синтаксических закономерностей фольклора. Да, и вот в этом смысле, значит, Алексеев поддерживал какой-то такой ручеек, который, в общем-то, ну, подспудно, может быть, а может и не совсем подспудно, но вот как-то пунктирно, что ли, вот он шел, начиная, там, не знаю, от Асафьева, через там какие-то теории, которые в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, вернее, тогда, значит, развивались, я имею в виду и теории ладовых основ Феодосия Антоновича Рубцова, и то, о чем писал наш уважаемый вот собеседник, только что выступавший передо мной, Изалий Иосифович Земцовский, когда он уделял какие-то вот свои, ну, труды крупные, да, труды именно проблемам мелодики, да, вот мелодика календарных песен, это, наверное, такое исследование, где вот это вот появилось название именно мелодика, да, мелодика, хотя там тоже речь идет о мелодике в очень таком широком контексте, но тем не менее это про это. Значит, почему я говорю, что Алексеев занимает какое-то специфическое, наверное, место в нашей этномузыкологии, но это вот связано с его какими-то, ну, событиями, во многом жизненными, образовательными, и вот я из них выбираю, например, такие. То, что Алексеев окончил Московскую консерваторию по классу Лео Абрамовича Мазеля, одного из классиков отечественного теоретического музыкознания. Да, у него, мы знаем, известные совершенно, но, во всяком случае, всем музыковедам известные имена его учеников. Это Протопопов, это Холопова, это Дьячкова, да, то есть мы их знаем именно как исследователи профессиональной культуры. И вот в его, из его класса вышел и Эдуард Ефимович Алексеев, да, и это вот сразу сказывается на том, что он теоретик, и он теоретик, который как бы находится между этномузыкологией и между теорией, как бы вот такой вот общего, что ли, вот характера. Может быть, поэтому он был инициатором организации уже вот в какие-то последние годы в Государственном институте искусствознания, где он работал с сектором лаборатории общей теории музыкального фольклора. Да, и, может быть, поэтому на его работы так откликались, ну, собственно говоря, теоретики, музыковеды академического профиля. Да, то есть вот он им был в значительной степени как бы понятен, и ну, вот его идеи они готовы были обсуждать. Значит, следующая позиция. В аспирантуре Института истории искусств, как тогда он прежде назывался, занимался он с Виктором Михайловичем Беляевым. Да, это тоже очень интересная фигура. Да, это специалист, который внес большой вклад в изучение музыки разных народов Советского Союза и зарубежного Востока. Да, то есть здесь вот получается, что он попадает вот в такую как бы вот среду изучения многого разного.
И вот и какие-то вот следующие, там, его жизненная позиция, да, это то, что Алексеев был одним из организаторов и бессменных руководителей 1972 года фольклорной комиссии Союза композиторов СССР. И благодаря вот этому факту сформировались направления деятельности вот в тех формах и масштабах, ну, далеко не рядовых для того периода времени, да, и имеется в виду, и речь идет и о собирательской деятельности, и об издательской деятельности, и о творческо-просветительских каких-то акциях. Достаточно вспомнить проект «Фольклор на экране», который продемонстрировал огромное количество фильмов, которые были сняты про фольклорных исполнителей, про фольклорные жанры, про многие какие-то явления, связанные с традиционной культурой. Да? Ну и то, что он, в общем-то, сам принял участие в съемках фильма «Времена сновидений», это тоже вот этот какой-то момент. И, наверное, вся эта работа привела к тому, что вот были у него отлажены вот в этих формах деятельности какие-то междисциплинарные связи, о которых вот сегодня Евгения Николаевна говорила, как это важно, чтобы это было в деятельности научной. Но у него это в значительной степени было в деятельности вот такой общественно-собирательской, вот какой-то другой, что ли. Да? Ну и то, что он уже в те времена занимался какими-то акциями, которые вот мы сейчас бы назвали проектами, да, то есть вот проектный характер. И вот известно, что именно как председатель фольклорной комиссии Эдуард Ефимович Алексеев был одной из точек притяжения в Москве для многих этномузыкологов. Второй точкой притяжения, несомненно, являлся Евгений Владимирович Гиппиус, который действовал при фольклорной комиссии всероссийской. И вот от этого я хотела просто как бы мостик перекинуть вот к тому большому вот действительно проекту, который у него, значит, был, издательский проект, да, то есть вот Алексеев был одним из немногих отечественных этномузыкологов, который записывал, редактировал, издавал и изучал фольклор многих народов, не только своего региона или не только вот родственных по отношению к изучаемому этносу традиций. И в частности, вот один из проектов, это серия из коллекции фольклориста, которая издавалась советским композитором, издательством, совместно со Всесоюзной комиссией по народному музыкальному творчеству. Надо сказать, что для того времени это совершенно революционный проект, да, то есть Алексей был его инициатором и редактором. Это небольшие сборники, примерно 20-30 песен. В 1974 году вот вышел первый сборник Дубравина «Русские календарные песни на Украине», там 32 песни из записей второй половины 1960-х годов. Значит, серия издавалась до 1989 года, всего вышло 20 выпусков. Это концепционная серия, потому что публикация новых экспедиционных записей, и плюс к сборникам, как правило, прилагалась пластинка, да, то есть это 70-е годы. Отсюда квадратный формат издания под гибкую пластинку, а затем в некоторых сборниках было миньон виниловый, который помогал готовить Игорь Аркадьевич Богданов-Бродский. И вот такое мультимедийное издание, да, это говорит о том, что, в общем-то, Алексеев отвлекался на какие-то новые веяния, потому что незадолго до этого появился знаменитый такой журнал «Кругозор» мультимедийный, за которым все гонялись, да, это вот новый был такой, это значит вот формат, где мы не только почитаем, мы еще послушаем, да, и вот это вот уже было сделано. Ну и надо сказать, напомню, что эта же идея реализуется, собственно говоря, и в Сибирской научной серии «Памятники фольклора». Да, и тоже вот там проблемы были, как выбрать какой формат для сборника, да, вот как упаковать там в какой-то супер короб такой, да, для того, чтобы можно было туда пластинку или вот диск или что-то там такое поставить. Ну и вот в этой серии из коллекции фольклориста там издавались
материалы русские, причем записанные в очень разных республиках, очень часто там, где русские не были основным населением. Да, там вышли мордовские эрзяпричитания, вышли песни гагаузов, татарско-мешчарские песни, марийские песни. То есть вот это вот какая-то такая всеохватность, которая вот была вот там. Ну и в принципе как редактор этой серии, Эдуард Ефимович не только ездил в экспедиции, но вот он еще внимательно изучал мелодику, он там пропагандировал вот этот аналитический принцип нотной записи, и вот тем самым как бы определял новые горизонты, новые направления работы и подготовки своих материалов для этномузыкологов. Ну и теперь, собственно говоря, о его трудах научных, вот, в которых он выступает как исследователь фольклорной мелодики. Надо сказать, что здесь нужно сказать о том, что вот с одной стороны он теоретик, очень хорошо подкованный, с другой стороны он практик, собиратель, издатель и он еще практик нотной записи. Вот это вот очень важно, да, что изучает, собственно говоря, Алексеев, и не только, вернее, этномузыковед, что он изучает, да, какие материалы он изучает. Да, и ведь эта вот проблема, она действительно встала очень остро где-то вот в 70-е годы. Сама система записи и то, что вот это записанное и осмысленное, это очень тесно связано, да, об этом тоже Алексеев постоянно говорил. И вот в своих работах он дал вот для начала хотя бы какие-то образцовые, очень новые по внешнему виду нотные записи, ну вот в проблемах формирования лада и в предшествующих статьях именно вот якутского материала, да, про который вот, никто, в общем, в тот период времени не знал вот такой детализированной, такой тщательной фиксации, да, и здесь надо сказать, вот забегу чуть-чуть, значит, куда-то там вперед, и, может быть, дальше я про это просто не буду говорить, да, то есть вот то, что вот эти вот образцы якутского песенного фольклора, да, вот просто вот напомню, вот это вот издание, все, конечно, музыковеды его знают, это издание, оно, кстати, тоже квадратного формата, да, но оно квадратного формата из-за того, что надо было выдержать аналитическую нотацию, и для этого необходимо было просто-напросто большее пространство, нежели это дает по горизонтали, да, нежели эти возможности дает обычный книжный формат. Так вот, до этого сборника, вот этот сборник, вот покажу, значит, эту вот страничку, вот где впервые появляется такое большое количество уточняющих знаков, да, для нотной записи. Ну, больше знаков, наверное, я видела только вот в издании, которое редактировал Изалий Иосифович Земцовский, это «Облические песни». Да, и там тоже вот есть целая страничка, которая вот посвящена вот этим уточнениям. Да, то есть вот этот вот период, я просто хочу показать, что это была настоятельная проблема этого времени, увеличить достоверность нотных записей. Да. И вот здесь Алексеев тоже шел как бы в курсе тенденции и возглавлял эту тенденцию во многих ситуациях. Значит, Эдуарду Ефимовичу принадлежит 4 книги, в которых в той или иной мере он обращался к этим проблемам изучения фольклорной мелодики. Большое количество статей, вот часть статей
готовили появление первой его книги «Проблемы формирования лада» на материале якутской народной песни. Значит, эта книга была встречена с большим энтузиазмом. Да, вот из рецензии Татьяны Бершацкой. Книга написана талантливым, нетривиально мыслящим исследователем. Исследование привлекает нечасто встречающимся с сочетанием превосходного слышания народно-песенного материала, отличающим чуткого и тонкого профессионала-фольклориста с подлинно современным научным уровнем мышления. Но Бершацкая, как мы знаем, это, в общем-то, преимущественно теоретик все-таки музыки, хотя она занималась изучением и народно-песенных традиций, занималась фактурой, многоголосием, занималась ладовыми особенностями народной песни. Но вот очень интересно, да, что она одной из первых откликается на эту работу, и она пишет, отмечает, что вот его беспрерывную активность мысли очень привлекательную, но затрудняющую чтение. И надо сказать, что вот эта вот ситуация, вот этой какой-то активной мысли, которая не останавливается вот в тексте маленькой статьи и в тексте большой работы. И действительно, иногда бывает трудно уследить, какая вот эта вот мысль здесь стержневая, центральная, а какая вот здесь вот такой подголосок, да, потому что иногда он туда заворачивает для того, чтобы ему показать какие-то очень интересные положения. Вот монография была подготовлена рядом статей, первая из которых следует выделить статью о динамической природе лада, которая опубликована была в советской музыке в 1969 году. И вторая статья «Некоторые особенности звуковысотной организации традиционной якутской мелодики». Вот, опубликованная в сборнике, в первом выпуске сборника «Музыкальная фольклористика» в 1973 году. И вот в этих уже статьях вот с одной стороны присутствуют вот моменты, связанные с тем, что вот он считал необходимым вот подготовить какой-то вот материал для исследования, да, вот какие-то нотные записи нового уровня, да, и вот уже в этих статьях существует предложение его о микроальтерационном нотировании мелоса, да, с делением от полутона, то, что мы все знаем, не на 2 части, а на 3 части. Да? Да, то есть это вот тоже его такое предложение здесь было. И здесь же он устанавливает и более крупные уже какие-то вот моменты, связанные с его концепцией. Он уже устанавливает 3 исторических этапа в развитии ладовых систем. Да, как он выявляет, значит, их и называет опорный, устойный и тоникальный. И здесь же есть уже положение о динамической природе тона ступени лада вот с неопределенным объемом, интервальным, да, когда в качестве секунды, да, он в кавычках ее вот берет, эту секунду, интервалы между соседними ступенями звукоряда могут интонироваться промежутки, начиная от 3 тона, он называет это узкий полутон, и вплоть до 3 тона. Да, то есть вот это вот вообще неимоверная совершенно вот ситуация для такого звукорядного, что ли, вот представления. Вот она уже появляется вот в первых его статьях, а книга «Проблемы формирования лада», она была опубликована в 1976 году. Ну и еще раз скажу, что эта книга написана преимущественно на якутском материале, именно преимущественно на якутском материале, потому что на самом деле он предлагает еще, там апеллирует и к другим традициям. И вот здесь он уже и формулирует все в основном какие-то свои положения о развитии фольклорно-песенных ладов в процессе стабилизации интервалики и исследовательской и последовательной дифференциации ступеневых функций
и эволюция ладов направлена к формированию диатоники, да, то есть вот эту всю концепцию он там прописывает. И затем уже через 10 лет в работе «Раннефольклорное интонирование», звуковысотный аспект, он как бы вот эти вот свои позиции, которые он излагал здесь, да, об изменчивости и подвижности мелодики, текучести интервалики, об особом ладовом мышлении вне фиксированных звукорядов, да, он проверяет на более широком материале, да, вот такому ранней фольклорной мелодике. Ну, не могу не сказать, что эта работа была удостоена первой премии Всесоюзного конкурса научных работ имени Асафьева. И, может быть, как раз и в том, что, с одной стороны, он берет ранний фольклорный, он пытается дать вот самый такой какой-то архаический пласт от шаманских заклинаний до концертов Моцарта, да, которые там у него тоже фигурируют, да, и тем самым как бы пытается обнаружить общие принципы становления и развития мелодики, да, и центральная проблема книги – становление, развитие форм мелодической звуковысотности. Она рассматривается вот как на материале наиболее архаичных жанров разных этнических традиций. Да, я примерно за этим слежу. Да, и вот здесь очень интересный, на мой взгляд, что его идея, что ему удалось выявить основную типологическую черту, это не универсалия, это типологическая черта раннего фольклора, продуктивная для анализа современного там какого-то музицирования, да, что мелодическое сознание оперирует не столько отдельными тонами и их отношениями, сколько звуковым полем. И творческая фантазия певца вышивает по конве этого поля. Да? То есть мне вот показалось вот это вот чрезвычайно интересным, да, и что вот это вот само по себе, вот это вот какое-то состояние, да, которое основу мелодическую составляет для исполнителя, да, оно вот существеннее может быть конкретных напевов, фигур, формул и чего-то там другого, да, о чем, собственно, говорят, когда изучают фольклорный мелос, опираясь прежде всего вот на традиции структурно-типологического, что ли, этномузыкознания. Ну и дальше, наверное, я просто произнесу то, что Алексеев вот выделяет какие-то первичные интонационные структуры на основании учета двух параметров: высотной направленности мелодического движения. Да, и мы знаем, что наиболее специфический компонент мелодии – это как раз его звуковысотная линия. Да? Ну и еще он учитывает временные пропорции. И вот по первому параметру в формах мелодического пения Алексеев выделяет вот три всем этномузыкологам известных типа. Это первый тип – контрастно-регистровые мелодические образования, высота звуков которых не стабилизирована, так называемые беззвукорядные конструкции. Второй тип – это неустойчиво глиссандирующее образование и ступенчато-нисходящая мелодика, ну, дыхательного, наверное, характера, да, то есть вспомним, что нисходящая линия – это древнейшая модель вообще мелодии. И третий тип – в некоторой степени или частично, как пишет Алексеев, высотно стабилизированные образования, возникающие при освоении горизонтали, то есть в пределах одного голосового регистра. И вот это как раз ну, следующее вот какое-то вот достижение, и на основании вот этих вот, наверное, он пишет, это не единственные вот эти вот первичные какие-то интонационные структуры, на самом деле их
достаточно выделить, наверное, можно еще и другие, но вот он выделил эти три, которые помогают проанализировать раннефольклорную мелодику, и он дает очень много образцов подробного анализа. Ну, я не буду вдаваться в последующее его заключения и выводы, которые есть в книге «Раннефольклорное интонирование», он их очень хорошо резюмирует в конце. Они могут быть достаточно спорными, да? Но просто это вот какие-то предложения, которые вот рождались в процессе вот такого активной мысли деятельности Алексеева. Поэтому и они очень специфические этномузыкологические, учитывая вот пленарный характер, да, когда здесь присутствуют не только этномузыкологи, а многие другие, я этим, значит, ограничусь. Я скажу только, что пытаются наши замечательные этномузыкологи попробовать применить вот к каким-то изучению именно сибирских музыкальных традиций, ну вот эти его находки. Ну и последняя книга, о которой я не могу не сказать, или последнее даже какое-то вот явление, наверное, это вклад в научную, педагогическую, просветительскую какую-то сферу, который сделал Алексеев. Ну, во-первых, я должна всем напомнить, что под редакцией Алексеева в 1983 году вышла книга Анны Чекановской «Музыкальная этнография. Методология и методика», которая познакомила нас вот с программой польской этномузыкологии. Но Чекановская там опирается на мировой музыкальный материал и какие-то вот традиции, которые там были. Ну и нотная запись народной музыки. Я не рискнула принести свой экземпляр, значит, этой книги у Натальи Михайловны Кондратьевой, которая ведет практику нотирования у студентов-музыковедов, примерно такая же потрепанная, припотрепанная, говорит о том, что эта книга востребована нами, педагогами, которые учат этномузыкологов в Новосибирской консерватории, и нашими несчастными студентами, которые это все осваивают. Всем спасибо за внимание. Наталья Владимировна, спасибо вам за такое подробное и серьезное аналитическое исследование. Я горжусь тем, что вот такие люди, как Эдуард Ефимович Алексеев, были членами главной редколлегии. Надо сказать, что мне кажется, что биография каждого члена главной редколлегии тянет на целое исследование, на целую книгу. Вот такие вот научные концепции, положения, которые они разрабатывают у себя, воплощаются в томах серии. И Эдуард Ефимович был руководителем. Вот до конца жизни он сотрудничал с нами и был руководителем многих якутских томов, вернее, всех якутских томов. Слово предоставляется следующему нашему докладчику. Это Оксана Эдуардовна Добжанская, доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения Арктического государственного института культуры и искусств. Тема звучит «Личная песня как культурный универсаль в фольклоре арктических кочевников. Таймыр». Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое организаторам за возможность выступить на пленарном заседании. Я с удовольствием приветствую всех коллег, желаю вам доброго здоровья и желаю нам всем встречаться не только в Zoom, но в скором времени и лично. Отдельное спасибо за доклад и большой привет вам, Изалий Иосифович, от вашей научной внучки и от других ваших научных внуков, которые живут и работают в Якутске, в Арктическом государственном институте культуры и искусства и продолжают научные традиции ЛГИТМИКа, Новосибирской консерватории и продолжаем изучать музыкальный фольклор народов Сибири. И как-то с большой теплотой хочу обратиться ко всем жителям Новосибирска и коллегам из Новосибирска, потому что часть моей биография связана с Новосибирской консерваторией. В общем, очень приятно, что мы сегодня вместе собрались, и это какой-то даже такой жизненный, приятная ситуация, когда мы все вместе пообщаемся. И переходя к теме моего доклада, к личной песне, как культурной универсалии, хочу сказать, что сегодня будем говорить на примере полуострова Таймыр, где
сходятся самодийская группа языков, здесь живут ненцы, энцы, нганасаны, тунгуса-маньчжурская группа языков, где есть эвенки, тюркский народ, долганы. Однако, в общем, личные песни будут рассматриваться на примере самодийских народов, так как, во-первых, это в основном места моих полевых сборов, моих научных интересов, культурные традиции самодийских народов. И, во-вторых, потому что именно в их фольклоре личная песня в полной мере и представлена. Нужно сказать, что первым, кто на личные песни в целом обратили внимание музыковеды уже в последней трети XX века в связи с полевыми сборами материалов и их осмыслением. Причем одним из первых обращает на личные песни внимание Игорь Аркадьевич Богданов, Бродский. Он собирает интересные данные среди чукчей и среди других народов и считает, что жанр личных песен – это тот жанр, который характерен практически для всего Севера и выделяет 3 разновидности песен. Первая из них – ребенок получает именную песню от родителей, как песню «Оберег». Затем в пору совершеннолетия сочиняет личную песню уже сам человек, а в предчувствии смерти исполняется еще и похоронная песня. И вот сразу скажу, что данная 3-я разновидность, которую фиксирует Богданов, в моих полевых материалах нигде не встретилась, и на Таймыре такие песни не были зафиксированы не только мною, но и другими исследователями. Возможно, они являются региональной особенностью Северо-Востока. Хотелось бы сказать о фольклористе Елене Сергеевне Новик, которая обобщила имеющиеся к концу XX века этнографические и музыкально-фольклорные данные и вывела ряд важных социальных функций личной песни. Причем она их называет метафорически. Личная песня является акустической метрикой, паспортом или удостоверением личности. То есть имеется в виду неповторимый и узнаваемый другими людьми звуковой облик напева, как своего рода знак гражданского состояния. Личная песня является фамилией и пропиской. Напев определяют стилистические нормы, характерные для родовой, семейной и территориальной группы певца, а также звуковым автопортретом. Прежде чем мы поговорим о звуковом автопортрете, я хочу сказать, что Елена Сергеевна Новик, многие годы работая в фольклорной комиссии Союза композиторов СССР, плодотворно сотрудничала и с Эдуардом Ефимовичем Алексеевым, и с Юрием Ильичем Шейкиным, и с другими музыковедами, и была знакома именно с полевыми сборами, а также с актуальными исследовательскими концепциями, поэтому ее, собственно, высказывания, они абсолютно актуальны, интересны и не потеряли своей значимости до сегодняшнего дня. Итак, личная песня как автопортрет. Одной из существенных черт этих напевов является их установка на индивидуальное вокальное самовыражение и избегание похожести на чужие голоса. Иными словами, они функционируют в культуре в качестве своего рода звукового автопортрета конкретного лица, служат средством выражения его духовной неповторимости и индивидуальности. Также личная песня – это музыкальная эмблема человека, музыкальная эмблема его самости. Так данные высказывания, они очень хорошо коррелируют с сведениями этнографов, так как этнографы зафиксировали запреты на исполнение чужих личных песен, либо обычай спрашивать разрешение у родственников на исполнение песни умершего человека. Это все отражает архаическое представление о голосе и личной мелодии как одной из субстанций души человека. В частности, данные мысли выражены в работах Андрея Сагалаева, Галины Грачевой. Это коррелирует с представлениями народа Севера о том, что звучащие объекты понимаются как существа, обладающие жизнью, дыханием, душой, а голос, мелодия или инструментальный наигрыш как материальная субстанция или самостоятельный персонаж.
Очень важно познакомиться также со взглядом Юрия Ильича Шейкина, который определяет личный напев как инстинктивное самовыражение в звуках и как факт персональной фонации «я пою». То есть он проводит различия между напевом личной песни и жанром песни как таковой, где в жанре песни, где стабилизирована мелодия, есть стационарный текст, особые приемности по сложению и так далее. В личном напеве, как считает Шейкин, такого нет. Это в основном тембровое пение. В каждой культуре поющие личности формируют свой специфический набор звуков, слогов, слов и даже целых фраз, которые представляют собой распеваемые тембровые тексты. Они являются дополнительным фонетико-артикуляционным признаком пения, реализующим его отличительные черты. И Юрий Ильич объясняет технологию составления личной песни как вокальной импровизации. Таким образом, фольклорный напев чаще всего начинается с тембрового текста, а потом смысловые и тембровые островки текста чередуются в импровизационном потоке пения. То есть в пении будет смысловые тексты и чередоваться, и просто непонятные, лишенные семантического смысла слоги. И это мы увидим далее. В разделе под названием «От пения к личной песне» в исследовании «История музыкальной культуры народов Сибири» он справедливо отмечает, что личные песни существуют не во всех регионах Сибири. Они не упоминаются вовсе в юго-западном и юго-центральном регионе, и чисто декларативными выглядят свидетельства о личных песнях у народов Центральной и Юго-Восточной Сибири. Юрий Ильич считает, что классические формы проявления принципа личных песен есть у народов Арктики – чукчей, коряков, кериков, юкагиров, эвенов, ганасан, ненцев, энцев, манси и хантов, с чем мы не можем согласиться. И самодийские народы – ненцы, энцы, ганасаны – дождались своих исследователей, музыковедов, личные песни привлекли к себе внимание, и существуют публикации песенных мелодий и текстов, а также специальные исследования этого жанра. Они выведены здесь на слайд. Хочется указать фамилии и зарубежных ученых, финского исследователя Ярко Ниеми, эстонской исследовательницы Трину Ояма, а также мои публикации, должна сказать. Далее, говоря по ганасанам, мы будем опираться на материалы, опубликованные в сборнике «Певцы и песни Авамской тундры». Тексты к этому сборнику готовила Надежда Тубяковна-Костеркина, дочка знаменитого сказителя Тубяку Дюхадовича Костеркина, сама фольклорист профессиональный и знаток фольклора. Итак, личная песня «Нганана Балымы», меня одного песня, меня самого песня «Унганасан» – это напев, который придумывается взрослым человеком самостоятельно в определенный период жизни и в течение таковой не подвергается никакому изменению. Меняется лишь содержание песни, ее текст. У Унганасан существовала также практика исполнения песен умерших людей. Этому предшествовало и спрашивание разрешения у родственников умершего. Некоторые личные песни, особенно удачные по поэтическим и музыкальным достоинствам, становились фольклорными произведениями. Сейчас мы с вами познакомимся с личной песней Сыку Мудереевны Яродской из поселка Волочанка. Эта песня – импровизация. Сыку Мудереевна рассказывает о своей жизни, о том, что она мастерица, о том, что она всегда шила одежду для своих 7 детей собственными руками. И последняя строка песни «Сейчас-то я стала плоха, глаза не видят, не могу шить» указывает на то, что это именно импровизация, потому что Сыку Мудереевна поет, когда уже ей под 70, и она действительно зрение ее уже пострадало.
Mana jap tu kiem hangko sama balema. Tara jelu te bina manten. Mana wo hangko sama wo balema wo jap to wo keu. Amate me na ko lua sai manante ne. Te ye kana wo kolu tano wo. Amaya le ye na ye hanko sama wo. Mananga sai ba ma mo ba to yo manau ngoi ko yo ka le ba to yo. Amante me nyakwa wo ni me o manachi yo ako amante me nyako. Здесь мы остановим из-за недостатка времени и обратимся к материалам Трину Ояма, которая считает, что в последнее время, в 20 веке, в 21-м, среди нганасан самое большее распространение получает жанр пьяной песни, как бы песни пьяного человека. Она приводит термины «мана балыма» – моя песня, «хонкупсана балыма», «хонкуто былы», «хонкудя былы». И нельзя с ней не согласиться, однако Трину Ояма считает, что пьяные песни полностью вытеснили личные песни. Но Надежда Костёркина считает, что застольные песни появляются значительно позднее личных, и у многих людей напевы этих песен разнились. Сейчас мы послушаем «Хонкуто былы» в исполнении Нумуму Курсакевича Тургагина, запись 90-го года, и как раз такая песня человека, который хочет подраться. Карвоу тумка вар боту зле карвоу тако камау музу танду мника матау нечо мачо нанава усанау мнесе замбе карвотом Татео Мансо, Никай Лао Ято, Ято, Танико Венедо, Манау Камхауамо, Тананелянонта, Тати Балта. Очень интересный фрагмент, это была фонограмма, на которой вы слышали другой голос, присутствовал приятель Юльсымяку Костёркин, который как бы наводящие вопросы задавал во время исполнения песен, удивлялся и тем самым подогревал интерес к пению данной песни у исполнителя. И вот этот момент, когда песня является своего рода диалогом, рассказом, его тоже необходимо отметить. Детские песни. Напевы детских именных песен «Мио-балы» придумываются для детей родителями. Это короткие напевы формулы шутливого характера, своего рода музыкальные игрушки для ребенка. Они могут наполняться разным содержанием, исполняются в веселые, счастливые минуты общения между родителями и детьми. Сейчас мы услышим Надину песню Дингимяку. И нужно сказать, что Тубяку Дюхадович Костёркин исполнил несколько песен, во всех их фигурировали имена его детей, и это очень важно, потому что детские песни, они именные. Вот, очень характерный смех
приятные воспоминания о ребенке. И действительно, эта песня веселит не только ребенка, когда он маленький, но является и такой музыкальной эмблемой ребенка, который остается, ну, как фотография на память. Мы же все любим смотреть фотографии, когда наши дети бывали маленькие. И вот Тубяк Дюхатович также умиляется, потому что вспоминает, насколько интересным, милой была его доченька. И вот это именно момент, что в песне упоминается имя ребенка, является отличительной чертой. Действительно, эта песня оберег ребенка. У ненцев, в музыкальном фольклоре таймырских ненцев, как и у других диалектных групп энцев, личные песни называются термином «сё», «шо», голос, горло, песни. Кроме личных песен распространены также ябе-сё, хмельные песни автобиографического характера, а также детские именные песни «нюкупц». И в целом жанры ненецких личных песен по функции соотносимы с песенными жанрами нгонасан. Вот сейчас мы можем познакомиться с ябе-сё, как бы хмельной песней, которая поется не от имени человека, а от имени Куропатки, что тоже какую-то дополнительную грань в нашем докладе показывает, потому что душой и личностью наделены не только люди, но есть у нас личные песни оленя, личные песни Куропатки. Давайте послушаем. Ой, простите, какая-то, видно, техническая погрешность. Ну вот самец Куропатка просит свою жену налить ему рюмочку, наполнить брусникой рюмочку в предвестии своей скорой гибели. То есть даже психологическая какая-то ситуация обрисовывается в этой песне. Роза Янковна Яптуне споет песню детскую «Нюкупц», детскую песню Едей Хасовы, мальчика по имени Едей Хасова. Песня содержит благопожелание ребенку быть хорошим, умелым охотником, много стрелять в куропаток, быстро управлять оленями. Ей хасаво, педово хасаво, сатако хасаво, муевито хасаво, чанико мхаданко, тевесей мхаданко, нохоко мхаданко, хоркейм таттанго. Нянаей переко, нянаей саттако, нянаей ервако, нянаей тетако, едаей хасаво, едаей хасаво. И далее, переходя к музыкальному фольклору энцев, необходимо сказать, что энецкие модь-бары, моя песня, к сожалению, зафиксированы в небольшом количестве и описаны слабо до сих пор. Юрий Ильич пишет, у энцев существует представление, что не только каждый человек, но и животное, и даже предмет имеют свой напев. А в качестве примера давайте послушаем песню «Дяди» в исполнении Николая Ивановича Силкина. Байду, байт хаты фоту не надели, сугроб не боится. Кинус. Байду хаты, Ольгаду асейги. Ольга Тасимовна, байт хаты, он свой... Кинус. Ну, керта пундиристида. Очекте он, ну, те пундиристида, очекте он бунте эзор. Ой, те... Имего девлуде, мамню, байт хаты. Yeah.
бригада эти. Байт хате очень. Это очень краткая такая импровизация. Она повествует о дяде как о умелом погонщике оленей, у которого упряжка идет через любые сугробы, не боится глубины снега. При исполнении, конечно, вы обратили внимание на то, что исполнитель как бы нащупывает напев, и речь его спонтанно переходит в пение, то есть вот такая очень подвижная граница между речью и пением, между разными типами интонирования речитативного, вокально-речевого и вокального. Это очень характерная черта для как раз личных песен. Так, здесь немножко давайте сократим и перейдем к заключению, когда необходимо отметить психологическую роль личных песен, о чем пишут исследователи современные. В частности, Тирон Екатерина, исследуя песни коряков, она подчеркивает важную психологическую роль личной песни как рефлексии человека на события своей жизни, так как во время пения происходит осмысление, отстранение, психологическая разгрузка человека. И особенно это касается песен за шитьем, песен, которые женщины исполняют при ручном труде. Никольский и соавторы высказывают мнение, что отсутствие личной песни у индивида может вести к весьма тяжелым последствиям, исключению человека из традиционного сообщества и подпадания под руководство сверхъестественных сил. То есть они видят, что в личной песне, в личной мелодии как раз проявляется жизненная энергия человека и его способность. И в целом необходимо отметить, что современное состояние жанра личных песен, к сожалению, критическое. Это связано с критическим состоянием языка и культуры самодийских народов Таймыра. Но, тем не менее, многие представители национальной интеллигенции, неравнодушные к своей культуре люди, стараются сохранять личные песни. Они рассматривают их в русле национальной идентичности. А мне хочется добавить, что рассмотренные аспекты показывают нам, что личные песни в музыкальной культуре народов Севера – это не только и не столько музыкальный жанр, но очень важные традиции. И это важная часть нематериального культурного наследия народов. Спасибо за внимание. Спасибо, Оксана Эдуардовна. Время вышло у нас, на вопросы нет. Пожалуйста, если будут вопросы, то в чате. Следующий у нас докладчик Илларионов Василий Васильевич, доктор филологических наук, профессор кафедры фольклора и культуры Института языков и культуры народов Северо-Восточного федерального университета, город Якутск. Василий Васильевич есть у нас в чате, но мы включим видеозапись его доклада. И если останется время, то будут вопросы. Если не будет времени, то в чате, пожалуйста, тоже пишите. Пожалуйста. Илларионов. Издание произведений устного народного творчества является одним из основных по значимости постепенно развивающимся особым направлением фольклористики. Этой работе качество базового проекта пользуется ставшее традиционным серийное издание произведений устного народного творчества. Издание ряда книг с произведениями родственного жанра или объединенных одной основной темой на нескольких языках очень удобно как для чтения, ознакомления, так и для обследования произведений фольклора Лонко. Якутские фольклористы еще задолго до революции проводили существенную работу по изданию и отдельных Лонко и сериями об этом в своих монографиях нередко упоминали и особо отмечали Георгий Стинович Эргис, Иннокентий Васильевич Пухов, Николай Васильевич Емельянов, Владимир Никифоров. В последнее время наиболее
Полно об этом написали Идларионов, Вера Васильевна Идларионова, учил нам пословие ведения в курс арховедения, Агафья Еремеевна Захарова, Светлана Дмитриевна Махуплева в статье «Путь к шедевру». Этой статье мы ставим цель ответить издание научно-популярной серии «Якутские батуры». Первое серийное издание «Лонхо» якутской фольклористики в начале прошлого века осуществил Эдуард Карлович Пекарский. Академик Василий Васильевич Радлов подготовил и издал подготовкой своей серии Эдуард Карлович разработал технологические принципы для издания Лонхо и придерживался их неукоснительно. Он исправлял ошибки, совершенные малограмотными людьми, записавшими Лонхо, скрупулезно присматривал тексты, советовался с носителями языка, относился очень бережно к письменным текстам, стремился сохранить диалектные и устаревшие слова и выражения. Основной целью плана работы отдела литературы и искусства, созданного в 1935 году Института языка и культуры во главе Платоном Алексеевичем Уюнским, являлось собирание и изучение произведений устного народного творчества. Рамка этой перед фольклористами были поставлены задачи успеть записать Лонхо у носителя Лонхо своих современников, а уже имеющиеся записи произведений фольклора подготовить к изданию. Первым этом добром деле показал пример Георгий Стинович Эргис. В 1947 году он из первой книги первого тома серии Пекарская перевел Лонхо Константина писал к нему комментарии и подготовил к печати в соответствии со всеми требованиями академического издания. Отец якутской фольклориста Эргис и Гусянин Емельянов всегда вступали за издание серии якутского Лонхо. Несколько раз они обращались с этим вопросом к академику Черскому, председателю президиума Сибирского отделения Академии наук СССР, при этом ссылался на то, что архивы Сибирского отделения Академии наук СССР, из имеющихся там свыше 120 полных Лонхо, с 30-х годов 20 века ни одно Лонхо, кроме Говорова Дмитрия Михайловича, неповодимый Медведева, не было опубликовано и привели в качестве примера десятитомную серию «Алтайские батры», подготовленные алтайским ученым Суразаковым. В 1999 году в Якутске была создана ассоциация Лонхо. Основными ее задачами определили возрождение, бережное сохранение, вековечение и популяризация Лонхо. Председателем ассоциации был избран президент Михаил Ефимович Николаев, вице-президентом народный писатель Якутии Саба Иванович Тарасов, руководителем научно-информационного центра, председателем постоянного комитета ЛТМН Александр Николаевич Жирков. Ассоциация начала активную работу по пропаганде Лонхо. Одной из них стала подготовка сборников Лонхо «Якутские батуры» Сахаватур Дара. Концепцию серии составили профессор Идларионов,
Досен Макапылева и Семенова Лена Николаевна, ей были поставлены следующие задачи. Найти в архивах, составленные якутскими фольклористами и собирателями фольклора, запись Олонхо, талантливых олонхосутов якутского народа, подготовить к печати и издать их. Довести до широкой массы читателей, вести научный оборот эпической традиции якутского Олонхо, ознакомить с региональными традициями исполнения Олонхо, с биографиями знаменитых олонхосутов прошлого, с особенностями их Олонхо. Было принято согласованное решение расширить подготовленный в свое время аксакалом якутской фольклористики Николаем Васильевичем Емельяновым проект издания 10-томной серии и довести серию до 21 тома. При этом было запланировано поставить по одному тому каждому из самых известных Олонхо центральных юридических групп улусов и издать Олонхо из северных и южных улусов совместно в одном томе. В первом томе серии тремя книгами было издано трехвековое Олонхо Романа Петровича Алексеева «Ала Туйгун». Написание Олонхо Романа Алексеева началось с выезда Георгия Стиновича Эргиса в Усть-Алданский улус в составе фольклорной экспедиции, где он, познакомившись с олонхосутом, приступил к записи. Впоследствии дочь олонхосута Акулина Романова Шелковника вместе с внучатым племянником Василием Ильичем Федоровым в течение нескольких лет упорно работали, записывая Олонхо. Услышавший об их работе, Николай Васильевич Емельянов посоветовал завершить записи всех трех веков и сдать институт. В результате запись трехвекового Олонхо стала делом всей семьи, которая, завершив запись, распечатала текст в 3 экземплярах, передав первый экземпляр институту, второй по совету Иннокентия Васильевича Пухова, третий оставив в семейном архиве. Вначале была решена эта серия отобрана лучшим Олонхо осветить выпуск одной книги, но во время подготовки оказалось, что некоторые улусы объема записанного Олонхо совсем небольшие, потому некоторые тома изданы с несколькими Олонхо. Так, том Мунского улуса вошли наряду с записанными в 1940 году полными Олонхо Слепцова Данила Михайловича, Василия Васильевича Атласова, небольшие Олонхо Петра Хабарова и Романа Варовского. Подобным образом были изданы тома с Олонхо Горного и Среднеколымского улусов. Этот том Ямаканского улуса вошло Олонхо Аммосова Дугуябева, имеющие полную запись, а также вошли сюжеты других Олонхо. Олонхо Абыского Олонхосута Никулина, Сын неба Эрсото, Алапхара и Алатуйгун, написанные Савиным и Георгием Митрофановичем Васильевым, оба вошли в один том. Решающую серию 21 тома составлен как сборник написанных о разные периоды Олонхо, Оленевского, Анабарского, Лайховского, Нижнеколымского улуса.
Как видно отсюда, в серии якутской батры представлены все улусы, где был популярен жанр олонха. Если вышедшие в серию «Пекарская образцы народной литературы якутов» и издания позже олонха были в основном центральных южных улусах, то в серии якутской батры вошли также олонха с локальными эпическими традициями северных улусов. В связи с этим особенности Испании довольно подробно освещается в вступительной статье, примечаниях, текстовических комментариях, краткое содержание олонхо, указателях имен персонажей. Это станет хорошей подмогой исследователям и любителям олонхо в изучении локальных традиций исполнительства. Мы надеемся, что вышедшая эта серия олонхо, исполнение олонхосутов, старшими членами Союза писателей СССР Николая Юсевича Абрамова Кнат Иргунбева, Шарабой Накумара Улударин, Оленевский улус, Егора Герасимовича Охлопка Боратай Алантай Батур, Намский улус, известного южского олонхосута Каратаева Дагияр, богатырь Тамусар, знаменитого народного певца Нохсорова, сын лошади Дыры Берген, Амгинский улус, разнообразием своих сюжетов и образов, богатством изобразительных средств языка привлекут внимание как широких масс читателей, так и фольклористов. Увлекание олонхо в соответствии с требованием научного издания даст возможность для более близкого ознакомления и научного издания и дальнейшего изучения репертуара и мастерства прославленных и талантливых созидателей художественного слова. При подготовке среднего выпуска строго придерживалась принцип сохранения языка рукописи без внесения каких-либо изменений. В этом плане мы имеем ряд спорных моментов, а именно начиная с изложения по современным правилам рукописи до применения различных способов принципа сохранения текста, работая с текстами, находящимися на хранении архива, неукоснительно придерживались всех требований по работе с оригиналами. При этом ставят требование брать во внимание индивидуальные истории каждой рукописи и относиться к ней со всей тщательностью. Проводилась большая текстовическая работа, начиная с верного прочтения алфавита, на котором сделана запись произведения, до очищения от признаков любого редактирования, способствующего приведению текста в состояние оригинала. Таким образом, выпуска данной серии придерживалась качества основного требования не допускать никакого литературного вмешательства, и даже если случались моменты исправления или ставки, тут же делалась об этом пометка, согласно которой безотлагательно принималось решение. Если в первых томах серии наряду с подачей текста под записью от самого олонхосута применялся только комментарий по толкованию диалектных слов. В последующих томах заметно был расширен научный аппарат, так был подготовлен комментарий со схемой, где указывалась строки, сюжетно-композиционная строка,
В данном случае была использована схема, которую подготовили Емельянов и Илрина при опубликовании Олонко Каратая Мадун Эрцотох в серии «Памятник фольклора Сибири и Дальнего Востока». Такой способ является наиболее подходящим для понимания содержания Олонко, поиска основных мотивов и нужных эпизодов. Указатель имен персонажей, помещенных в примечаниях, также поможет изучающим Олонко. Серия «Якутские бодры» издана по инициативе Республиканского национального комитета Олонко и Ассоциация Олонко, подготовлена к печати сектором фольклора, ныне отделом фольклора и литературы Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Сибирского отделения Российской академии наук, фольклористами Института языков, культур народов Северо-Востока России. Конкретно фольклористам Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Сибири и подготовлено к печати и выпущен в свет 8 томов серии фольклористы Северо-Восточного федерального университета Илларионов и Илларионова подготовили к печати 9 том. Совместным усилием фольклористов института и университета было подготовлено 4 тома. Вместе с тем, кроме вышеназванных фольклористов, подготовка книг и популяризация Олонко приняли участие отдельные авторы, такие как народный артист Герасим Васильев и краевед Григорий Федотов. Вышедшая книга Олонко по рукописям, хранимым архива рукописного фонда научного центра Якутское отделение, были опубликованы в соответствии со всеми требованиями по подготовке к печати устных художественных произведений. При этом мы отмечаем поддержку и помощь заведующей архива Лены Борисовны Степановой, опытного архивариса Лидии Филипповны Ружиной. Добрые слова благодарности адресуем Новгородовой за увлеченную работу в течение многих лет со дня основания архива. От имени всех нынешних исследователей фольклора вручаем сердечными словами благодарности к фольклористам старших поколений Эргиса, Васильева, Емельянова, Ефремова, Дмитриева, профессиональным собирателям фольклора Дешковскому Сехенболо, Савина, по собственному желанию, занимающимся записыванием текстов локального Олонко Лукину, Тюмельдигора, Дмитрия Гавриловича Жиркова, Ильяса Алексеевича Колковскому, Дмитрия Петровича Лазарева, талантливому поэту Пантелеймона Яковлевича Туласову, также всем другим вековечившим Олонко, своевременно зафиксировав их письменным текстом и вперед никогда в течение многих поколений не забудется, что именно они сделали записи текстов Олонко, ведь что написано пером, то не вырвешь топором. Завершено издание специальной серии «Якутская баутра», представляющей собой собрание множества Олонко народа Саха, над опубликованием которых в течение длительного времени упорно трудились очень многие люди. В издании томов серии были использованы репродукции художников Афанасия Петровича Мунхалова, Карамзина, Тимофея Андреевича Степанова по тематике Олонко, что из них самих
их наследникам было получено добро. Все книги серии печатались так и планировалось издательство «Бещик» под руководством директора издательства Егорова Августа Васильевича, главного редактора Валерия Николаевича Луковского, заведующая редакцией Иванова, Степанова, Филиппова, редакторы Саминова, Петров. При издании каждого дома относились к этому с большой ответственностью и отеческим вниманием. Таким образом, с 2002 года до 2019 года запланированная работа по публикованию серии «Якутская Батура» завершена. В дальнейшем будет продолжена работа по описанию, изучению и переводу Аллахо на другие языки. Так, по инициативе Жиркова, фольклористы Института языков и культур народов Северо-Востока СВПУ приступили к работе над серией «Эпические памятники народов мира» и проводят перекрестный перевод эпических текстов других народов. Рамка это молодые фольклористы Института языков и культур народов Северо-Востока России и Института Аллахо вместе с работником кафедры перевода перевели обретший мировую славу эпос «Манас» по тексту, составленному народным представителем Киргизии Бексултаном Жакиевым, а киргизы перевели на свой язык написанный уюнским текст Аллахо Юргун Батур, стремительный, переведенный на русский Владимиром Державным, так переведенный на якутский язык алтайский героический эпос Мада Хара, башкирский эпос Урал Батыр вышли у нас отдельными книгами. Они, в свою очередь, перевели наше Аллахо на свои языки. В дальнейшем будет переведена подобная работа с эпосом народов тюрко-монгольской группы языков. Эта работа является одним из путей широкого распространения эпических памятников народов мира. При этом серия «Якутская Батура» представляет собой добрый пример издания эпического текста. Основной задачей, стоящей перед якутскими фольклористами в настоящее время, является перевод на русский язык некоторых особо популярных Аллахо, вошедших в серии «Якутские Батуры». Спасибо за внимание. Спасибо, Василий Васильевич. Время вышло у нас, на обсуждение не остается, поэтому пишите в чат и обращайтесь туда. Следующий у нас докладчик Наталья Константиновна Козлова, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и культурологии Омского государственного педагогического университета. Тема выступления – проблема систематизации устойчивых элементов жанров фольклора, или еще раз к вопросу, что есть мотив. Это самый сложный вопрос у нас фольклористический, поэтому, конечно, очень внимательно будем слушать Наталью Константиновну. Пожалуйста. Спасибо, Евгения Николаевна. Добрый день, уважаемые участники конференции. Большое спасибо за возможность выступить мне в пленарном. Это большая честь для меня. Ну, я попробую вот еще раз свой взгляд на мотив вот осветить в этом докладе. Второй слайд, пожалуйста. Вот. Я думаю, вы, пока я буду говорить, вы прочитаете эту цитату Сергея Юрьевича Неклюдова из его статьи «Мотив и текст». Что же это за исчислимые и единообразные сущности, о которых говорит Сергей Юрьевич Неклюдов? В первую очередь к ним относится мотив.
В своих выступлениях и статьях я уже неоднократно обращалась к проблеме беспорядочного и необоснованного употребления этого термина при систематизации или даже просто при анализе фольклорных произведений. Не раз подчеркивала, что нельзя называть мотивом любой устойчивый элемент, любой объект текстуального анализа, любой фрагмент текста любого жанра, единицу его архитектоники и тому подобное. Почему сложилась вот такая практика вольного обращения с этим термином? Видимо, потому что авторам легче назвать любое общее место в череде текста мотивом, чем вникать в теоретические основы этой категории. Вольное употребление термина характерно не только для молодых исследователей. Об актуальности рассмотрения теоретических аспектов проблемы фольклорного мотива, стремление каким-то образом упорядочить эту стихию, свидетельствует прошедший в апреле сего года в Центре типологии и семиотики фольклора Российского гуманитарного государственного университета международный круглый стол «Фольклорный мотив. Инструмент анализа и объект изучения». К сожалению, у меня не получилось подключиться к круглому столу, а тезисы докладов еще не опубликованы на сайте «Фольклор и постфольклор», поэтому будем ждать, когда их опубликуют, чтобы посмотреть, пришли ли выступающие к общему знаменателю или каждый остался при своем мнении. Проблемы мотива рассматриваются в различных работах. В первую очередь назовем саму историческую поэтику Александра Николаевича Веселовского. Третий слайд, пожалуйста. Меня не перестает удивлять, почему в современных исследованиях наполнение термина «мотив» так далеко ушло от того определения, которое ему дал Александр Николаевич. Значит, вот его цитата. «Под мотивом я разумею простейшую повествовательную единицу, образно ответившую на разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения». Ведь в этом определении как раз заключена вся специфика мотива. Это прояснил Игорь Витальевич Силантьев в своем историографическом очерке «Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике». 4-й слайд, пожалуйста. Игорь Витальевич, анализируя основополагающие идеи ученого в отношении мотива, отмечает следующее. Речь идет о мотиве повествовательном. Ученый неизменно подчеркивает свойства неразложимости мотива. В качестве критерия неразложимости у Александра Николаевича Веселовского выступает семантическая целостность мотива. И на страницах своего очерка Силантьев показывает, что Веселовский имел в виду именно семантическую, а не морфологическую разложимость мотива, что морфологическая сложность и морфологическая разложимость для него вполне очевидна, и что последняя обоснована в трудах Владимира Яковлевича Пропа. При этом снимается кажущееся противоречие между подходами к категории мотива у Веселовского и Пропа. Игорь Витальевич рассматривает работы исследователей, которые признают морфологическую структуру мотива сходной со структурой предложения, то есть субъект, действие, объект, то есть дополнение и мотивировки. Над некоторыми аспектами теории мотива размышляет Сергей Юрьевич Неклюдов в своей статье «Мотив и текст». Его статья в основном посвящена проблемам взаимоотношения мотива и текста. Разбирать ее подробно, анализировать не буду, так как нет времени, она доступна на сайте РГГУ. Остановлюсь лишь, 5-й слайд, пожалуйста, остановлюсь лишь на ключевых для прояснения сути мотива. Итак, Неклюдов подчеркивает парадигматическую и синтагматическую сущность мотива. Я не буду повторять, что написано на слайде, прочитайте, пожалуйста, а просто акцентирую то, что применительно к мотиву парадигма – это мировоззренческий смысл, который в нем заключен, так как мотив – это семантическая универсалия, а синтагматичность мотива – это его форма, то есть то, как он выражен в речи. По сути дела, эти свойства мотива уже обозначены в формулировке Александра Николаевича Веселовского. 6-й слайд, пожалуйста. В силу своей универсальности мотив не может быть и цитатой из текста, как иногда его представляют. Это акцентировано и Игорем Витальевичем Силантьевым. Мотив – это фикция, извлекаемая из текста. Это же отмечает и Сергей Юрьевич Неклюдов.
Выделение мотивов требует специфического препарирования текста. В своем естественном сыром виде он для подобной операции не пригоден. А теперь давайте обобщим все сказанное и выделим основные специфические черты мотива. И тогда станет ясно, только ли на исследовательскую интуицию мы можем уповать, когда выделяем его из текста. Для этого вернемся к исходному, к определению Веселовского. Не надо слайд, я просто его еще разочек произнесу. Под мотивом я разумею простейшую повествовательную единицу, образно ответившую на разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения. Итак, слайд 7. Начнем с того, что мотив – это единица повествовательная. Что из этого следует? Во-первых, то, что мотивы присущи лишь повествовательным жанрам. Мы ведем речь о фольклоре в данном случае. А какие это жанры? Не сказочная и сказочная проза, эпическая поэзия. Все. Таким образом, из области применения этого понятия мы исключаем песенный фольклор. А сплошь и рядом там констатируют мотивы. Вот судите даже по названиям статей, которые на сайте РГГУ я специально просмотрела. Например, статья Головина «Колыбельная песня, двоеточие, классификация мотивов». А анализируется так называемый мотив качания. Или Башарин «Проблемы составления мотивно-тематического указателя современного городского песенного фольклора». И он выделяет мотивы, вот послушайте только, «Течет речка», «Гуляй, мой парнишка», «Споем жиган» и тому подобное. Татьяна Агапкина составила указатель «Сюжеты и мотивы весенних закличек». Под мотивами здесь понимаются, например, обращение к живоронкам. «Живоронушки, прилетите». Думаю, этих примеров достаточно, чтобы понять, что перед нами не мотивы, а общие места, требующие применения какой-то иной категории, но не мотив. Итак, мотив – это повествовательная единица. В повествовательных жанрах его и будем искать. Из повествовательной природы мотива вытекает и его морфология, то есть структура или синтагматика, как угодно можно назвать. Раз это повествовательная единица, то мотив имеет структуру предложения, я уже это говорила. То есть, еще раз повторю, субъект, предикат действия, объект, обстоятельства и мотивировки. Именно по этой схеме должно формулировать мотив, а не мотив инцеста, мотив тоски и прочее. 8 слайд, пожалуйста. Второе специфическое свойство мотива содержится в формулировке. Это образный ответ на запросы первобытного ума или бытового наблюдения. Что под этим подразумевал Веселовский? Делает запросы первобытный ум. А это значит, что речь идет о мировоззрении. В первую очередь, может быть, о мифологическом мировоззрении, хотя иные аспекты мировоззрения тоже могут отражаться в мотиве. А под бытовым наблюдением можно подразумевать народный опыт в любой сфере, например, исторической, поэтому предание тоже имеет мотивы. Отсюда и универсальность мотива, семантическая инвариантность, поэтому никаких мотивов качания, мотивов речки, парнишки, жигана, живоронков, руки, ноги, слез, тоски, любви просто быть не может. 9 слайд, пожалуйста. Это не может быть мотивами и потому, что назывная формулировка обозначает лишь запрос ума и не имеет его второй части ответа. Вот на это свойство мотива обратил внимание исследователь еще в 1977 году, Мальцев, извините, ГИ, знаю инициалы, отчество не знаю, в статье «Проблема систематизации народной лирики в зарубежной фольклористике». Автор прекрасно показал, почему в систематизации лирики не может быть применена категория мотива. И хотя статья была напечатана в 17-м выпуске ежегодника «Русский фольклор» в рамках обсуждения проблем создания свода русского фольклора, она оказалась незаслуженно забытой, а выводы автора не принятыми ко вниманию. Хотя теоретические положения этой статьи актуальны, очень современны и в наше время. Я его процитирую на слайде коротко, его цитаты, я чуть-чуть пошире. Подход к мотиву как чисто тематической единицы наиболее последовательно был сформулирован Томпсоном, который при работе над своим указателем выделил мотивы только на основе содержания, безотносительно к литературной форме, в которой они могут проявляться. Томпсон, который создал аппарат для каталогизации повествовательного фольклора во всемирном масштабе, не ставит при этом цели, не ставил жанровой спецификации материала.
он имел основания для использования таких единиц. Но он сам оговаривает возможность, даже необходимость иного подхода к мотиву на жанровом уровне. Это вызвано прежде всего тем, что один и тот же тематический элемент получает различное содержание, различную эстетическую модальность в зависимости от жанра. Потом дальше я это покажу. То есть тематические мотивы – это, скорее всего, запросы ума, не поставленные в соответствии с образными ответами. Иными словами, мотив должен иметь обе составляющие – запросы ума и образные ответы. Возможно, именно система Томпсона повлияла на то, что эту тему часто путают с мотивом. Итак, слайд 10. Такая категория, как тема, делает запрос. Такая категория, как мотив, содержит запрос и ответ. Простой пример приведем. Дорога, например. Часто говорят, мотив дороги. Дорога – это тема. Она может разрабатываться различными жанрами, в том числе и мифологической, несказочной прозы. Само слово «дорога», само слово, не может считаться мотивом, так как объединяет очень широкий и разноплановый материал. Оно не имеет повествовательного характера и образного ответа на запросы первобытного ума. Оно ни о чем не говорит и имеет только конкретное значение – полоса земли, предназначенная для передвижения. Это устойчивая, то есть классификационная единица. Кроме того, Веселовский писал, что мотив – это семантически неразложимое, а дорога – это семантически разложимое. Тут столько смыслов можно в это определение. Поэтому это тема. А внутри темы изменчивые единицы, единицы систематизации. Например, такая конструкция. Мифические существа обитают на перекрестках дорог, уже мотив, так как содержит и запрос, и ответ, и является мировоззренческой единицей. А в пределах этой темы могут быть и не мотивы, а поэтические формулы. Например, из былин «заколодила дороженька» или «прямоезжая дорога», ну и прочее. Вот, собственно, в этих чертах заключается специфика мотива. И если мы в это вникнем и будем это учитывать, то никогда не назовем мотивом то, что им не является. Функция мотива – давать ответы на запросы первобытного ума тесно связана с функцией жанров, в произведениях которых мотивы содержатся. Какие жанры в первую очередь имеют эти функции? Мифологические рассказы и поверья, легенды, предания. А сказки? Сказка имеет свою специфическую функцию. Я не буду сейчас говорить, какую, потому что многие уже не соглашаются с тем, что она только эстетическую функцию, но все-таки имеет. Но все-таки функция переводит в сказки нас уже в сферу художественного творчества, а не в сферу передачи мировоззренческой информации. То есть получается, что ни запросов первобытного ума, ни ответов на них в сказке, в общем-то, нет. У нее другая функция. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Но, может быть, я не права. И мне смогут доказать, что в сказке мотивы есть. В таком случае к ним нужно обязательно прикрепить определение «сказочный». Хотя пример именно такого сказочного мотива я могу и сама привести. Слайд 11, пожалуйста. Так, в теме «Мифическая жена» есть мотив. Мифическая жена покидает мужа при определенных обстоятельствах. Ну и дальше можно эти обстоятельства, то есть мотивировки, вариацию, я их перечисляю на слайде. То есть он нарушил предсвадебные условия, он узнал ее нечеловеческую отвратительную сущность, он отдал ей похищенную у нее в самом начале вещь, сжигает шкурку, ну и так далее. Перечень можно продолжить. С исчезновением жены мифологический сюжет заканчивается. Здесь определенное мировоззренческое зерно. Определенное мировоззренческое зерно. Брак мужчины с мифическим существом противоестественен. Он стоит на грани миров. Человек никогда не поднимется до уровня мифического существа. Мифическое существо не опустится до уровня человеческого. Хотя это зерно эволюционно более позднее по отношению к другому мировоззренческому зерну о том, что человек и мифическое существо, человек и животное могут вступать в брак и иметь потомство, чем обосновывается происхождение родов от тотемного животного. Но вернемся к анализируемому мотиву. Существуют сказки, в которых такой мифологический сюжет переосмысливается согласно уже сказочной функции, сказочной фантастики, сказочному художественному миру, где должен быть счастливый конец. И появляется мотив сказочный. Муж ищет и возвращает мифическую жену.
То есть происходит преодоление мифологической модели, перекодировка ее в сказочную. Ну, классический пример – сказка «Царевна лягушка». Есть болгарская сказка, например, «Невеста из Кушкундалева». Она вообще четко соблюдает. Сначала идет мифологическая часть, потом муж ищет и возвращает пропавшую жену птицу. Так что вопрос о наличии мотива в сказке для меня остается открытым. Но в чем я убеждена, так это в том, что если в сказке и есть мотивы, то они не могут быть единицами каталогизации сказок. Здесь нужны иные категории. Если мотивы в эпических песнях, былинах, например, несомненно есть, особенно в ранних эпических песнях, сохранившись мифологические смыслы или иные мировоззренческие категории. Их тоже можно и нужно выделять. Но при этом мотивами нельзя считать этапы развития эпического действия, архитектонику текста, например, герой отправляется на бой с врагом, это не мотив. Общие места, устоявшиеся эпические формулы и так далее, так как во всем этом нет запроса-ответа, характерного для сути мотива. Но простой пример, вот, например, замечательная есть монография небольшая Юрия Ивановича Смирнова «Авдотья Рязаночка». И он показывает, он доказывает, что ее нельзя относить к историческим песням XIII века, и показывает, что в основе ее лежит международный архаический мотив, раскрывающий внутриродовые отношения, которые в самом общем плане можно сформулировать следующим образом. Ну, такая формулировка не очень точная. Женщина, пытающаяся... это следующий слайд, пожалуйста. Женщина, пытающаяся выручить свою родню из плена, на предложение выбрать только кого-то одного выбирает брата. Я не берусь отвечать на вопрос, могут ли или нет мотивы эпических песен быть единицами, систематизациями, и отсылаю слушателей к указателю, составленному Юрием Ивановичем Смирновым. Ну а теперь о песнях. Если там мотивы, могут ли они быть единицами систематизации? В лирических песнях, по моему глубокому убеждению, мотивов нет. А вот в обрядовых они могут быть. Следующий слайд, пожалуйста. Но для какой цели они нам нужны? Если мы зададимся целью создать систему, чтобы учесть формально-содержательную сторону, например, обрядового песенного фольклора, и так, чтобы в этой системе мы легко могли найти и определить нужный материал, то обращение к мотивам нам не поможет. Здесь нужно искать иные единицы систематизации, и этого требует сама природа песенного материала. Но если в этом материале нам нужно исследовать мировоззренческие зерна, которые в нем заложены, то обращение к категории мотива не лишено основания. И вот, я думаю, вы уже прочитали презентацию, как это делает Людмила Николаевна Виноградова в монографии «Зимняя календарная поэзия славян». Я не буду зачитывать этот слайд. А какой же категорией мы должны пользоваться, если хотим создать поисковую систему, каталог обрядового песенного фольклора? Ясно, что мы выберем какую-то устойчивую единицу, которая будет повторяться в ряде текстов и объединять их. Но почему эти единицы нельзя считать мотивами? Я покажу немножко на примере. Слайд 14, следующий, пожалуйста. Рассмотрим на примере песен, имеющие устойчивую фразу «летела пава, перья роняла». Далее в песне поется о том, что она собирает, перья вьет венок, ну и так далее. Прочитайте на слайде. Есть даже лирические песни, где этот есть элемент. Она не вьет венок, а набивает подушку милому, чтобы ему было мягко спать. Почему эта фраза не мотив? Да потому что в ней есть только форма, но нет содержания. То есть есть запрос, но нет ответа. Ну и что из того, что пава летела и роняла перья? Смысл этого устойчивого элемента может быть понят только из дальнейшего контекста, но не из самой фразы. То есть перед нами формула или устойчивый сегмент песни, но не мотив. Конечно, сам образ павы символичен, как символичная потеря перьев. Это устоялась традиция, но это уже анализ образа, анализ символа, а не мировоззренческого смысла. Вот в этой вот фразе его просто нет. Следующий слайд. Мальцев считал слишком односторонним называть мотивом устойчивый сегмент песни, вот что я только что продемонстрировала. Процитирую: использование в качестве критерия только формы выражения может привести к таким же затруднениям, как и оперирование чисто тематическими единицами. Неучет содержательной стороны мотива может привести к искажениям при распределении материала. С этим сложно не согласиться.
Таким образом, исходя из природы мотива, его только тогда можно брать за единицу систематизации и пытаться извлечь из текста, когда мы задаемся целью выявить мировоззренческий уровень, содержащийся произведения того или иного жанра. Для иных целей должны быть применены иные категории, а их очень много. Общие места, поэтические формулы, художественные образы, поэтические константы, схождения, семантические единицы и прочее. Следующий слайд, вы его сами прочитаете. Это вот Сергей Юрьевич Неклюдов обозначил те проблемы, не отрефлексированные в мотиве. Вот, я повторять их не буду. Неклюдов перечисляет ряд вопросов, которые встают, когда речь заходит о процедуре, которую проделывает исследователь, переходя от текста к формулировке мотива. Следующий слайд, последний, пожалуйста, вот его вопросы. Прочитайте, пожалуйста, тоже. Ответы на эти вопросы – это уже тема другого доклада и даже некоего практического занятия, вот, которое, допустим, я со своей стороны могу провести, если это потребуется. Но скажу вот что. Браться за выделение и систематизацию, то есть составление мотивного указателя, например, мифологической темы, можно лишь в том случае, если ты глубоко в эту тему погружен, если ты пропустил через себя большой корпус текстов, как говорил Юрий Иванович, если ты владеешь дополнительными внетекстовыми сведениями, то есть широким мифологическим контекстом. И тогда мотив не будет трудноуловимым и трудно определяемым. Тогда он легко извлекается из текста, и только тогда выделяется его инвариантная, то есть обобщенная схема. И дело здесь не в интуиции исследования, а в его знании того материала, который он берется систематизировать. Спасибо за внимание. Константиновна, осталось немножечко времени, по-моему, да? Нет уже времени. Наталья Константиновна, придется вот следить за чатом, скорее всего, там появятся вопросы, потому что это очень важная тема и очень сложная. Действительно, у нас такая путаница в фольклористике, путаются и эпизоды, и мотивы, и прочие вещи, которые, конечно, в них надо разбираться. Мы уже как-то говорили о том, что нам надо устроить семинар, где бы вот Наталья Константиновна могла бы провести и практикум, и прочесть. Вот все это остается в силе. Надо думать, когда это мы можем провести. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что Владимир Леонидович на связи, у нас в чате он был. Кляус Владимир Леонидович, доктор филологических наук, заместитель академика секретаря отделения историко-филологических наук Российской академии наук по научно-организационной работе, заведующий отделом фольклора Института мировой литературы имени Горького, доложит нам следующую тему. Песни как социокультурный маркер на примере русского населения северо-восточных районов Китая. Владимир Леонидович, да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, огромное спасибо, Евгения Николаевна, за представление. Вот, и огромный привет с Москвы. Я постарался раньше встать, чтобы послушать как можно больше докладов, и получаю огромное удовольствие от того, что происходит сегодня в Новосибирске. Новосибирск является такой точкой сборки, которая собирает сибирских фольклористов со всего земного шарика. Ну, собственно говоря, вот я сейчас включу свою презентацию. Ее видно, да? Видно. Видно. Да. А у вас не видно, да? Ага. Так, сейчас еще. Так, вот так вот. Видно? Владимир Леонидович, нет. полный экран, пожалуйста. Видно, да? Угу. Вот. Ну, в общем-то, речь пойдет об территории, из которой вышли и на которой проживают ряд русских людей. Это территория Китая. Вот, данная карта, она из книги Жернакова. Жернаков был одним из этнографов, он проживал в Харбине, вот, потом уехал из Харбина в Австралию, и эта книга вышла в 70-е годы в Сан-Франциско, и здесь он показал, в общем-то, те территории, где проживали русские. Сегодня они, потомки, точнее, русские, проживают исключительно вот на той территории, которая
отмечена циферкой 1. Это так называемое трехречие. Вот вы видите на карте 3 реки. И, собственно говоря, сегодня эта территория входит в состав, административно входит в состав городского округа Эргуна, автономного района Внутренней Монголии. Вот. Я буду говорить в основном о песнях, но прежде всего, конечно, нужно сказать, что значит, вот на эту территорию, так сказать, в основном пришли выходцы из Восточного Забайкалья. И в значительной степени это было казачье население, хотя, конечно, не только казачье, это были и выходцы из городов, которые находились на этой территории, начиная с Нерчинского завода. Это были крестьяне. И вот и понятно, если говорить о территории выхода, то необходимо, конечно же, значит, прежде всего, размышляя о песнях, иметь в виду, какие песни подавали на территории Восточного Забайкалья. И, собственно говоря, мы имеем, в общем-то, только 2 таких значительных сборника. Первый сборник – это сборник песен Забайкальского казачьего войска 1916 года. Он был создан по, значит, постановлению забайкальского атамана того периода. И, собственно говоря, по типу тех песенных сборников казачьих войск, которые уже выходили на территорию России. В 2006 году он был, если, значит, раньше это была такая библиографическая редкость, и можно было только в одной библиотеке фактически познакомиться с этим сборником в Чите, то в 2006 году этот сборник переиздан благодаря стараниями Виктора Степановича Левашова, читинского исследователя из Читы, и, в общем-то, сегодня он вполне, так сказать, доступен. Если посмотреть на состав этого сборника, да, то, конечно же, вы обратите внимание, что здесь значительное число – это так называемые, в общем-то, воинские песни, хотя очень много бытовых. Много песен таких, что называется, обыденных, плясовых, хороводных, обрядовых. Здесь есть разделы свадебный, но фактически это как бы такая переработка того, что было сделано и собрано Логиновским. Значит, понятно, что казачьи или воинские песни, значит, да, они здесь составляют, собственно говоря, основу, базу, потому что для составителей сборников, ну и, в общем-то, надо сказать, что к этому времени уже Забайкальское казачье войско создано в 1851 году, оно уже ощущало себя как одно из таких, понятно, не самых старших войск в России, но, в общем-то, вполне уверенно и показало себя, значит, на различных театрах, на военных действиях России и на Западе, и на Востоке вполне, так сказать, хорошо, и вписала несколько таких славных страниц в свою историю. Второй такой очень важный сборник, на который мы должны обратить внимание, это, конечно, сборник Валерия Петровича Зиновьева. Он был создан уже после ухода из жизни исследователя русской песни Восточной Сибири в 2006 году. Ну, на самом деле, тоже достаточно библиографическая редкость, но вот в прошлом году фактически он был переиздан в двухтомнике «Русский фольклор Восточной Сибири». Если посмотреть на состав песенных текстов, то мы увидим их, ну, в общем-то, значительное разнообразие. При этом, конечно же, называется он «Песни Восточной Сибири», но вы обратите внимание, что 319 текстов — это Читинская область, и это в основном, конечно, Восточное Забайкалье. Не Западное Забайкалье, там, где проживают семейские, которые обладают совершенно особой, уникальной песенной традицией, а это Восточное Забайкалье, вот как раз из тех регионов, откуда уходили за границу на Аргунь казаки и другое население. И, в общем-то, тут такая, так сказать, вполне равноценная, так сказать, в жанровом отношении
И понятно, что вот воинские песни, они в значительной степени не выделяются. Ну, надо сказать, что Валерий Петрович, он работал, понятно, во многих районах Читинской области, именно в восточной части. И это население, в общем-то, было чрезвычайно разнообразным, и оно как-то значит, в казачьем отношении не выделялось, и, понятно, для того времени это было очень и очень сложно. Но, возвращаясь как бы из тех, кто вышел из Китая, фактически это потомки забайкальских казаков, которые сегодня проживают в Австралии. Вот мне посчастливилось проводить среди них полевые исследования, записывать разные жанры, в том числе и песенные. И, конечно же, если говорить о песнях, то вот значительная часть это, опять же, казачий фольклор. Вот здесь перечислены некоторые из них. Значит, это песни и довольно-таки уникальные, которые зафиксированы только среди австралийских потомков забайкальских казаков, в частности, это «Прощай, наш Забайкал», но некоторые достаточно известны и распространены среди вообще Восточной Сибири и других регионов. Но вот здесь я хотел бы обратить одно ваше внимание. Я вам сейчас покажу фрагмент из фильма «Забайкальская Одиссея», это режиссер Сергей Головецкий, где вот братья Родионовы, носители казачьей, собственно, традиции, так сказать, носители, которые сохранили специфику мужского пения, то, что даже я, когда в 1992 году впервые оказался в бывших станицах Забайкальского казачьего войска, практически уже не застал. Значит, они исполняют песню, но песню совершенно не казачью, песню тюремную, которую, в общем-то, называют «Собачка». Но обратите внимание, что как бы, насколько эта песня в их исполнении, она стала казачья, и как она получила, какое она особое получила звучание в этих, значит, в условиях миграции. Коллеги, слышат или нет? Нет. Коллеги, извините, звук слышен? Звук не слышно. Так, секундочку. Это я виноват. Это я виноват. Ну, конечно же, молодец я. Да. Я же не нажал. Так. А сейчас? Это Костина отец. Сейчас слышно. Да, это мать. Я с ним косил вместе. Да, где в Это на главном пище. Где на здесь? Где по длине? Вот здесь вот протоиерей Иоанн Кудрин, священник. Царство ему небесное. Меня не будет здесь, не выйдя в той стране, братцы, родной, в которой я рожден, а быть мне в той стране, братцы, чужой, в которой суждено, судьба несчастная, братцы моя, к разлуке привела. Разлуки привела, ой, разлучила, меня развела, ну вот, если посмотреть комментарии вот к этой песне из книги Майкла и Лидии Джекобсон, значит, да, то они пишут, что в основе ее лежит стихотворение «Прощание» из поэмы Джорджа Байрона. Автором переделки был, наверное, непрофессиональный или даже политический преступник. У Крестовского она названа «Душечкой». И вот как арестант
значит, респондент Крестовского, так сказать, описывал эту песню. Голос, которым поют протяжный, грустный, заунывный, голос ровно, что жизнь наша. Вот. И, собственно говоря, по свидетельству Ядринцева, в «Сибирских острогах» она была самой любимой песней. Называлась или «Собачка», или «Последний день». Ну, в общем, здесь в таком казачьем исполнении она, конечно, уже перестала быть заунывной. Это достаточно такая, ну, витальная, так сказать, ну, песня, которая, в общем-то, которой говорится о том, что вот они вне Родины, но они продолжают, собственно говоря, о ней помнить и думать. И здесь своеобразное такое как бы дрожание жанра, как бы я выразился, да, когда вот, так сказать, песня, собственно, другой тематической группы, она переходит в иную, более важную для исполнителей, носителей. Округа Аргуна проживают, значит, потомки, значит, китайско-русских браков, старшее поколение говорит по-русски, и, в общем-то, собирание среди них фольклора, в том числе и песенного, оно, в общем-то, ну, достаточно продуктивно оказалось. И, собственно говоря, вот если посмотреть на тот репертуар, который, в общем-то, от них записан, на сегодня это более 100 текстов, и это максимальное, в общем-то, мной было использовано и записи коллег из Читы, записи коллег из Улан-Удэ, мои собственные записи, значит, вот, то, что я смог подглядеть в социальных сетях за последние 2-3 года. И обратите внимание, наибольшее, собственно говоря, число текстов относится к тюремным бродягам. И вторая, как бы, по количеству, это вот так называемые городские романсы. Городские романсы. Ну, в качестве примера вот такого рода песен я, да, ну вот, я, вот это вот список, собственно говоря, тому, к чему относится вот как раз раздел, связанный с тюремными блатными песнями. Ну, значит, здесь достаточно редкие такие «Тюрьма» какое-то слово, вот, значит, это эти сосны, калины, малины. По диким степям Забайкалья, конечно же, значит, да, но обратите внимание, значит, вечер спил, гулял. Это переделка пушкинского «Узника». Она записана в 6 вариантах, чрезвычайно популярна. Значит, и она как бы становится такой песней, собственно говоря, о такой, ну, как бы мечта о какой-то счастливой жизни, но той счастливой жизни, которая совсем происходит в ином мире. «При саду, при долине», громко пел соловей, значит, ну, это такая, так сказать, барельежная песня. «Чубчик» чрезвычайно популярен. Вот. Значит, очень любопытная песня «Проеду станция Халар», это переделка блатной песни, значит, но она как бы приурочена как бы к моменту отъезда русских с этого региона. В городе Ирхань, это, собственно говоря, переделка блатной песни в городе, в Николаеве городе, значит, фарфоровый завод, когда минуло 16 лет. «Зачем же я вас, Родина, узнала», чрезвычайно популярно, 5 вариантов. Начинаются «Дни золотые» и так далее, и так далее. То есть, обратите внимание, что, конечно, это не только, значит, единичные записи, но это те песни, которые поются постоянно на гулянках. Именно поэтому объясняется такое количество вариантов. Некоторые как бы в единичном, но вот, значит, переделка «Узника», «Чубчик», «Зачем же я вас, Родину, узнал», начинаются «Дни золотые». Это весьма популярные песни. Ну вот, Семена Ивановича Балябина, 41-го года рождения, вот мне летом удалось съездить в Читу, и от него, он, собственно говоря, китайско-русский, не имеет гражданства, но проживает последние там лет 20 в Чите, каждое лето приезжая к себе на родину. Вот одна из блатных песен, которая была записана. Я уж, у меня лишь голос. Ничего. Сейчас маленький. Когда, говорит, мне минуло 16 лет, умер папаша мой отец, не стала я матери бояться своей,
и сбился с пути я в конец. По квартирам я шатался и научился водку пить. Воровством я занимался и стал по тюрьмам и быть. 20-й год меня минуло, ушел солдат я служить. Солдатская служба надоела мне, нашел я дорожку по пути. Уехал в город я Одессу, нашел своих товарищев, друзей и продал казенную шинельку, купил себе черный суртучок. Ну вот спрашивается, где городской округ Эргуна и где Одесса. А вот следующий, так сказать, небольшая видеозапись, которая была подсмотрена в социальных сетях, значит, это Руша Ерохина. Я с ней никогда не встречался, но, значит, очень, потому что она живет, так сказать, не в городском округе Эргуна, а за его пределами. А вот с ее сестрой Тамарой Ерохина, она была одна из лучших песенниц, к сожалению, сейчас ушла из жизни. Но вот от нее был записан такой как бы фрагмент городского романса. Говорят, что я ветрено бывала, все говорят, что я многих люблю. Многих я любила, многих позабыла, одного ли я забыть не могу. Многих я любила, многих позабыла, а его я забыть не могу. Все говорят, из лица я похудела, все говорят, провалились глаза. День я не увижу, ночь я не усну, а потом навалится тоска. День я не увижу, ночь я не усну, а потом навалится тоска. Все говорят, что я ветрено бывала, все говорят, что я многих люблю. 8 я любила, 7 я позабыла, а его я забыть не могу. Ну, видите, это как бы ТикТок современный, который активно используется китайскими и русскими, вот, несмотря на их преклонный возраст, и размещается в этой социальной сети и распространяется среди. Что здесь очень любопытно было заметить, что вот как раз песни вот этой тематической группы, тюремные, там, блатные песни городские, вот, подобного типа, которые пропела Руша Ерохина, они особенно любимы. Особенно, то есть как бы при их исполнении, значит, но, в общем-то, как-то они им особенно близки. И если вообще пытаться сопоставлять тот фольклор, который был записан среди них, значит, это и сказки, мифологические рассказы, легенды, предания, частушки, вот, то, скажем, понятно, что это часть забайкальской русской традиции, именно в ее восточном таком изводе, восточном Забайкале. И какие-то особенно характерные черты, они могут объясняться, ну, только спецификой жизненных. Ну, к примеру, значительное число различного рода христианских легенд, конечно же, объясняется тем, что гонение на христианство началось очень поздно, и, собственно говоря, вот все китайские пожилого возраста, они как бы, значит, крещеные, и они помнят церкви, они помнят, как в них ходили, и сейчас как-то так или иначе стараются вспоминать о русских праздниках, считать себя православными. Да? Чего, так сказать, фактически мы с трудом порой видим на территории Восточного Забайкалья, где борьба с религией, борьба с церковью была очень продолжительной и имела, конечно же, успехи. Но это вот объясняется такими социокультурными особенностями. Да?
да? Но вот особое внимание именно вот такой как бы песни, которая находится вроде бы среди и является как бы таким, значит, ну что ли, песнями социальных низов, это на самом деле совершенно не случайно, так как, значит, мамы, бабушки китайских русских, вот, их русские мамы, их русские бабушки, они выходили замуж, женились на своих, значит, на своих китайских избранниках, живя, вот первые браки, они происходили на приисках. А понятно, что забайкальские прииски это была как бы территория такая, ну, социально неблагополучная. Это была территория, в которую Все. Туристы, которые хотели, так сказать, быть, и понятно, что это была, так сказать, та территория, где, значит, куда, так сказать, съезжались и ссыльные, и вообще забайкальские прииски, они начинались с каторги, по сути дела. Первые рабочие, которые работали на серебряных рудах, потом на забайкальских приисках, это были каторжники, только во второй половине 19 века они постепенно сменились вольнонаемными, так как оказалось, что вольнонаемный труд он более эффективен в добыче золота. Именно поэтому только песня указывает нам на то, вот песня, записанная среди китайских русских, указывает нам на то, что они принесли с собой, в общем-то, фольклорную традицию золотых приисков, которая практически не изучена. И сегодня эту фольклорную традицию мы, именно забайкальских приисков мы можем изучать на том материале, который был записан среди китайских русских городского округа Эргуна. И только песня нам указывает вот тот социальный пласт, который вышел из Забайкалья, и который вот тот социальный пласт той фольклорной группы, которую вынесли с собой китайские русские, в отличие от казаков, уехавших в Австралию или вернувшихся в Советский Союз и проживающих, и только проживают сейчас в Казахстане и в Омской области. Но в частности, вот Наталья Константиновна, конечно же, здесь укажет на казаков из села Соляное, которые туда приехали, значит, выходцы из Забайкалья, и туда принесли свою именно казачью традицию, и ее воспринимают как казачью, и омские фольклористы, они записывали именно казачий фольклор. А вот среди китайских русских это, конечно же, фольклор приисков, и в этом смысле, конечно же, их традиция, она уникальна, позволяет нам ознакомиться с тем, какова была фольклорная традиция забайкальских приисков в конце 19-го, начале 20-го. Владимир Леонидович, уважаемые коллеги, у вас время вышло. Спасибо вам за доклад, очень интересный. Мы вас поздравляем с выходом вашей очередной интереснейшей книги. Желаем. Еще она не вышла, она не вышла. Я еще. ее знаю она уже с первых. Очень интересно. Да. Так что желаем вам успехов и желаем успехов вам на новом поприще. Теперь вы курируете и нас тоже, так что будем сотрудничать. Спасибо. Спасибо, Владимир Леонидович. Ага, пожалуйста, если будут вопросы, пишите в чат. Потом сейчас на время вот до 14:00 вам будет предложен фильм. Если будет желание, смотрите, мы это включим трансляцию. А присутствующие участники, Татьяна Александровна скажет, куда идти. Ваш пароль, вы подходите к кассе, да? Итак, я хочу вам представить еще раз замечательную исполнительницу из Якутии, Айдарину Майтамонову. Она признанный импровизатор и запевала якутского традиционного кругового танца под названием «Осоколь». Можно поприветствовать ее, да?
рассказывали, да, свои куски танца слуха, и это мастер-классы мы будем практику показывать, да? Вот особенно левая рука вот у соседей, да, вот кнат называется, да? Ага. Крылья. Ага. Я запевала слухая, да? Вот если я запевала, да, я импровизатор. Вот слухая, как мы прежде сказали, да, 3 вида. С правой стороны дна я и по кругу, по часовой стрелке, по кругу солнца должны мы сделать хороший круг, красивый хороший круг. Идите сюда, круг хороший должен сделать. Как солнце должно быть. И... Вы назад отходите немножко. Место есть. А там да. Ваша И этим мы поклоняемся солнцу, верхним божествам. И если мы держим руки вот так, значит, это мы кисло соединяемся, улучшаем энергию. Так, и левая нога, правая нога. И ходим, да? Чуть-чуть, не вот так. Раз. Не вот, нет, это не хоровод, да? Вот сразу с руки, нога вот прямо сейчас. Раз, два, и коленки сгибаются. Сразу с руки, нога прямо open. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. И вот берем так вот бедрами. Раз, два, и начинаем, да? По счету. Сначала мы этот танец, ритм изучим, По счету раз, два, три, 4, я говорю, и мы танцуем. Мы попросили разрешение. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Или 4. Ага. Вот. И это самый ритм танец, да? И сейчас это песня «Огокай дыр», «Огокай», повторяем. «Огокай дыр», «Огокай», «Огокай дыр», «Огокай», «Эгекай дыр», «Эгекай», «Огокай дыр», «Огокай», «Огокай дыр», «Огокай», «Эгекай дыр», «Эгекай», «Эгекай дыр», «Эгекай». «Огокай дыр», «Огокай». Это вступительные сейчас. А вот «Огокай дыр», «Огокай», «Эгекай дыр», «Эгекай». «Огокай дыр», «Огокай». И я запевала, да, значит, я пою, и вы повторяете. Слушай, «Огокай дыр, огокай, огокай дыр, огокай, эгекай дыр, эгекай, эгекай дыр, эгекай, огокай дыр, огокай, огокай дыр, огокай, эгекай дыр, эгекай, эгекай дыр, эгекай. И так поем, танцуем, и идем по часовой стрелке по кругу, да? Начинаем, да? Я сама пою. Сначала я, потом вы повторяете. И огокай дыр, огокай, огокай дыр, огокай, эгекай дыр, эгекай, эгекай дыр, эгекай. Вы тоже профессиональными стали, да? Сейчас вы начинаете.
Охокай, мы все повторяем. Потом вы вот эхекай, мы все повторяем. И вот так охокай. Якут перед девушками будем сейчас. Начинаем. И... И третья часть уже прыгать будем. Так. Темпе, да? Да. Чуть впереди. Темп. У нас, да? Темп. Ага. Уже прибавляется. И... Я запевала. Не забываем. Вот, молодцы. Сейчас держимся. Чуть-чуть прибавляем темп, да? Раз, два, три. По счету пойдем сейчас, да? Я тут вас что мужчина нас видит? Руки вверх-вниз. Вверх-вниз. Вперед. Нас видишь? Какие мы красавицы, да? Я? Раз, два, три. Сейчас это импровизированные. Постарайтесь это главный слова. Постарайтесь правильно повторять. И вот так. Не упадет? Нормально. Yeah.
давайте. Здесь подвижники мы все. Здесь подвижники мы все. Собираем мы фольклор. Собираем мы фольклор. Расшифровываем тексты. Расшифровываем тексты. Переводим все на русский. Переводим все на русский. Нотировки делаем. Нотировки делаем. И пластинки прилагаем. И пластинки прилагаем. А вокай ты равокай. А вокай ты равокай. Эй-эй-кай ты эй-эй-кай. Эй-эй-кай ты эй-эй-кай. А придумал наш проект. А придумал наш проект. Александр Бадмаевич Сактоев. Александр Бадмаевич Сактоев. Материалов он собрал. Материалов он собрал. По единым требованиям. По единым требованиям. На 600 томов вперед. На 600 томов вперед. Эй-эй-кай ты эй-эй-кай. Эй-эй-кай ты эй-эй-кай. Теперь Евгения Николаевна. Всем процессом управляет. Всем процессом управляет. Сектор весь как на подбор. Сектор весь как на подбор. Александр Бадмаевич был бы рад. Александр Бадмаевич был бы рад. Ну-ка сдвинем темп быстрее. Ну-ка сдвинем темп быстрее. Ведь пришли уже на видео. Пришли уже на видео. Будут и фильмы, кроме аудио. Сагалаев Константин. Сагалаев Константин. Постарается об этом. Постарается об этом. А вчера библиотека. А вчера библиотека. Нас порадовала очень. Нас порадовала очень. Ведь отныне все тома. Ведь отныне все тома. Будем читать мы на экране. Будем читать мы на экране. За 30 лет, подожди, за 30 лет наш первый съезд. За 30 лет наш первый съезд. Когда же будет следующий? Когда же будет следующий? Ведь на 40 лет нельзя. Ведь на 40 лет нельзя. Неужели на 50-летие? Неужели на 50-летие? Пожелаем встреч, пожелаем встреч почаще. Пожелаем встреч почаще. Счастья в доме и здоровья. Счастья в доме и здоровья. Ого-кай ты рагокай. Ого-кай ты рагокай. Эй-эй-кай ты эй-эй-кай. Эй-эй-кай ты эй-эй-кай. Уруй айхал исследователя. Уруй айхал исследователя. Уруй айхал. Уруй айхал. Исполнителями, что спонтанно решил сыграть, во-первых, на инструменте другого народа, это так в жизни, как войду этот инструмент, это оказалось алтайский обсуждать. Я хотел хакасский полус, да? Потому что когда они играли, мне что-то мелодия совсем не мелодия, а какое-то инструментальное исполнение, что-то знакомое оказалось. Ну я взял на руку, смотрю, что-то... Я впервые в жизни перед публикой хочу петь хотя бы одну куплет казахской песни. Это произведение около 5 школ. Из них около 20 у нас олимпийские напевы есть. Каждая школа поет своих напевов. То есть они не должны, есть горловое пение, есть это, очень много у нас. Это просто у нас не повезло, мы не могли никого привести. Поэтому я вам спою просто народную песню. С
Güllerin ayın Murat'ta yüzdegen canlara ikirken Kayga yarma Arman Kosuli Orlan Ego Bağlan Eke utulan eken ay bırakan adam Bozbala kalmağamaz Ужалғандай Жігіттің арманы жоқ Сүйген далай. Видите, вот я хочу этим показать, что у нас традиции. Вот взял на руку, первый раз в жизни вот эту, хотел тоже комнату тоже посмотреть. Здравствуйте. Сейчас я спою доклад. Это жанр лирической песни хакасского фольклора. Основной чертой является импровизационный характер. Исполнение обычно как монолог или диалог. Часто это будет парень и девушка. Основная структура – это четверостишие, и первые две строчки обычно восхваляют природу, а остальные две – человека. И сейчас я исполню эк ученой поэзии. А второе произведение будет инструментальным Евгения Лубашева «Бег коней». Инструмент называется холос. Thank you.
тонкий, а еще точнее мансийский. Инструмент струнный, безладовый. Настраивается обычно в минорный либо мажорный пентахорд. В данном случае минорный пентахорд. Я слышал, что настраивали его еще в ангелитонную пентатонику, но это зависит от того, когда сэмплтап аккомпанировал, мелодия была пентатоничная, и, соответственно, сэмплтап настраивался также. Помимо того, что сэмплтап аккомпанировал песням, также у него есть чисто инструментальные наигрыши. Наигрыши эти обычно либо ритуальные, либо танцевальные. Сегодня я буду играть все наигрыши ритуальные. И первый наигрыш, наигрыш Нёройки. Нёройка — это бог приуральского региона. У него белые волосы, он носит белые одежды и ездит на белых оленях. Играл, он дошел через носителя, это Ланчаков Калистат Петрович. Он из деревни Хашлов. И вот следующий наигрыш, который я сыграю, это наигрыш Папин Мойки. Папин Мойка — это дух, хранитель Хашлога. Но этот наигрыш перешел от другого исполнителя, от Сайнакова Григория Николаевича. И но он не из деревни Хашлов. И Ланчаков говорил, что этот наигрыш называется «Слезы Язя», а не «Папин Мойка». Но сейчас мы называем его «Папин Мойка», потому что так его называл тот человек, который его играл.
еще один человек, который... Вот эти люди, они были примерно в одном регионе. А есть еще зауральские манси, и вот последний из них, последний музыкант, потому что они полностью их культуру ассимилировала, музыкант, и отец которого тоже был музыкант, его зовут Периков Николай Тимофеевич. Вот он остался последний. И сейчас я сыграю набеж Калтащань, это лесная богиня. И сразу сыграю Калтащань Айлиш Пилиш. Это дети Калтащань. По-мансийски Агиш это девочка, Пилиш это мальчик. Последнее, что сыграю, это опять то, что дошло через Лончакова Фристарта Петровича. Это танец менков, лесных духов.
до наших дней, в общем-то, это произошло благодаря одному человеку, который сейчас работает в музыкальной школе и преподает санкултап. Это Георгий Дмитрий Георгиевич, который когда-то вот собрал все эти материалы и научил многих людей играть на санкултапе, многих детей, в числе которых был я. У глаза вода, как и прик заплыли, колыми были у ей глазу, улыбочки утюю, шербы латрю ей платка. У три платка вода, как и я. Я сатиры топоры, девка май молодью. Уши-ка постели, улюшку, девка я слегла. Услегла вода, как и у постели лежала три няди, вели три нядеи, улететка Лёлю жила. Улю жила вода, как и на четвёртую тою я няди, Велюшку зялюю вниз гулять я пошла. Пошла вода, как и мимо садичку, мимо я зялю, уныло дарую, Женька лежит она торна. Вот Секисовка датируется 1747 года. И еще покажем, мы тоже решили, что это почти уже сибиряки, то есть форпост уже в Чарышском районе формируется, и там формируется станица Тулата, очень известная для наших сибирских фольклористов станица и село, песенное именно село, и очень много фольклористов исполняют музыку этого села, пожанрово богатая, тоже эта традиция. Тут и казачьи строевые, и исторические песни, и солдатские, и плясовые, и хороводы различные, календарные. Ну а мы покажем, знаете, одну такую песню, которую исполняли девушки во время гулянок, особо смелые или особо там такие нетерпеливые, как мы. Они заскакивали на скамеечки и пели плясовую песню прямо на скамейке. Особо легкие девушки такие. Самые легкие. Чтобы лаки выдержали. Да. Вот сейчас одна такая легкая девушка и я встали на скамеечку, они еще и дробили, приплясывали под эту песню. Давай, спевай. А как начинается? А это чей же? А это чей же такой незнакомка меня полюбил, Господь, любовь-то мое, сердценько милое зазнобил. А зазнобил в сердца, а собой ехал белый далеко, ой, далеко, может, и я оставляю бедную душу. а для кого же ты я? Оставляешь бедную, ой, на свадьбе надежда, радостно моему. А не на свадьбе, когда Не для
момент, который говорит о том, что наша культура, она, конечно, не пассивная. Да? Она, конечно, не пассивная, она очень активная. И в отличие от западной культуры, она не индивидуалистическая, такая коллективная. Поэтому мы приглашаем вас сейчас в хоровод, тоже сикисовский. Мы вот так вот пойдем, а вы к нам прирастайте. Беленько вставайте за ручку. Засиделись, пойдем за ручку. Со мной да не шути, солдат шуточки со мной, да не бей на улице. Так, вот вышли. Как нужно надо, чтобы да, юноши в одну сторону, а девушки в другую, если есть. Мы сейчас меняться будем. Да. И самое главное, делайте вот середину. Нужно оставить лодочками, чтобы одна рука в центр направлялась. Чтобы одна рука в центр направлялась. И мы сейчас будем вместе все делать. Сначала научимся, я вам буду песенку петь, что нужно делать. А потом уже просто будем частушки подпевать. Вставайте красиво. Мы сейчас будем меняться нашими парами. Да? В ту сторону и пойдет, поменяет партнера, да? Я смотрю туда по ходу, да. А мы и мы меняем партнеров своих, хорошо? Итак, русский народный танец «Светит месяц». Давайте сначала Серединочку. пошли по шагу. Раз, два, назад. Раз. Еще. Прекрасно, говорит, любовь, говорит, моя тебя.
Все, Пелевна. Вот именно сейчас мы пообнимаемся. Значит, смотрите. Его подмилуйте. Дударь, дударь, что болит? Давайте, у кого у соседа моего правого соседа. И идем. Прически портим. Дударь, 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 еще старый, 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 чище его под колоду, его под сырою, его под гнилою. Дударь, дударь, что болит? Ой, что-то уши у меня болят. Незаметно снимаем серебро. Идем. Дударь, 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 еще старый, 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 чище его под колоду, его под сырою, его под гнилою. Дударь, дударь, что болит? Костя, внутрь зайди. Старый, 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 чище его под колоду, его под сырою, его под гнилою. Дударь, дударь, что болит? Да вот поясничка. Ниже поясницы не надо. Теперь измеряем талию соседа. Дударь, 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 еще старый, 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 чище его под колоду, его под сырою, его под гнилою. Дударь, дударь, что болит? Быстро. А потом наш дударь решил попрощаться со всем народом, потому что живет он далеко, в соседней волости, и запел он песню прощальную и расхожую. Расхожие, разъезжие, кому спать ночевать, стелить, ложись, кому ехать домой, задвигай, доступай. Коллеги, продолжаем нашу работу. Слово предоставляется президенту Академии наук Абхазии, доктору филологических наук, академику Академии наук Абхазии, профессору Абхазского государственного университета Зурабу Джотовича Джапуа. Его тема доклада «Нардские сказания горских народов Кавказа о национальных версиях, основных центрах формирования эпоса». Пожалуйста, Зураб Джотович, вам слово. Спасибо, спасибо, Евгения Николаевна. Добрый день, дорогие коллеги, друзья. Меня, надеюсь, слышно и видно, да? Слышно, слышно. Угу. Слышно, видно. Спасибо большое. Ходил я здесь. Нардский эпос – одно из самых значительных творений в устной вербальной культуре горских народов Кавказа, в котором аккумулируются главные ингредиенты мифоэпического и исторического мировосприятия его создателей и основных носителей. Бытует он у целого ряда генетически родственных и неродственных горцев Кавказа. У абхазов, абазин, быхов, адыгских народов, осетин, карачаевцев и балкарцев, чеченцев и ингушей, фрагментарно у кумыков и аварцев, усванов, рачинцев и хевцуров. Типологически нарты относятся к числу самых древних произведений эпических традиций мира, к архаическому эпосу типа тюрко-монгольского, Центральной Азии, Южной Сибири, карело-финского, который складывается на базе мифов
об очищении земли от чудовищ культурным героям и предании о межплеменных столкновениях. Остается верен мифологической интерпретации описываемых событий, а в его сюжете прослеживаются биографические контуры архаической богатырской сказки. Это эпическое произведение стоит в одном ряду с такими как, например, Махабхарата, эпосы Гильгамеши, Олунхо, Манас, песня о Нибелунгах, Илиада, Беовульф, Калибала и другие. Благодаря записям и изысканиям Клапрата, Услара, Шигрена, Миллера, Урусбиева, Якимова, Альбова, Ахриева, Долгата, Потанина, Дубровина, Фафа, Ногмова, Хангирея, Люле, Кайтмазова, Атажукина, Цараева, Шанаева, Лопатинского, Джанашвили, Ячкова, Тарасова, Чернявского и многих других исследователей, кавказский нарский эпос стал известен науке еще с XIX века. На протяжении XIX-21 веков ученые издали большое количество текстов разных версий нардского эпоса. Посвятили его изучению сотни статей и десятки монографических исследований. Сегодня с уверенностью можно сказать, что изучение нардского эпоса достигло весьма существенных результатов и породило собственное исследовательское направление под названием нартоведение. Между тем, Всеволод Миллер, Елизар Мелетинский, Василий Абаев, Жорж Бюмезиль, Шалва Иналыпа и другие представители старшей когорты ученых справедливо отмечали, что в период их плодотворного занятия нардским эпосом полевых и исследовательских материалов было недостаточно, в том числе для изучения происхождения эпоса, о его национальных версиях и основных центрах формирования. В настоящее время, когда только что начинают обнародовать народные эпические сказания кавказских горцев, еще рано ставить вопрос, которого из этих народов они возникли впервые и в какое время распространились среди других народов, писал Всеволод Миллер еще в 1881 году. А через 76 лет Елизар Мелетинский отмечал почти то же самое для того периода времени. Цитирую: «В настоящее время из-за недостатка академически точных публикаций эпоса и отсутствия исследований по сличению вариантов можно предварительные выводы взаимоотношений национальных вариантов нардского эпоса и строить лишь более или менее достоверные гипотезы о времени и месте происхождения его первоначального ядра». Конец цитаты. По мере накопления текстовых материалов и разысканий по нардскому эпосу стало очевидно, что эпос во всех версиях и вариантах сохраняет свою самобытность и колорит. В частности, как отмечают исследователи, карачаево-балканские сказания о нардах органическая и неотъемлемая часть общекавказской надгярды. Они при всей близости с текстом основных версий эпоса остаются национальным самобытным творением этого народа. Вполне возможно предположить, что вайнахи, получив нардов
это чеченцы и ингуши, получив нартов от других северокавказских народов, спаяли их со своими древними преданиями и сказаниями. Дагестанский нартский фольклор – интересное и ценное дополнение к кавказской надпятой, который находит отражение в самых различных жанрах. Подход к этим текстам, как заимствованием, носит слишком упрощенный характер, пишет известный фольклорист Аджиев. Однако из всех народов, у которых записан Меликинский, Абаев, Юмизиль, Иналипа, Салакая, Аншба и многие другие ученые выделяют абхазов, адыгов и осетин в качестве основных носителей эпоса. Абхазы-адыги – это абхазы, абазины, убыхи, адыгейцы, кабардинцы, черкесы – являются близкородственными народами и автохтонным эпосом Кавказа, предки которых занимали обширную территорию, которая охватывала центральные и западные части Северного Кавказа, все восточное и южное побережье Черного моря, а также значительную часть Малой Азии. Одними из древнейших предков Абхаза, чьи имена до нас дошли, являются многочисленные племена хаттов и касков, проживавшие в 3-2 тысячелетии до нашей эры в Малой Азии. В XIX веке подавляющее большинство абхазо-адыгов было насильственно выслано в Османскую Турцию во время и после многолетней Кавказской войны, в результате чего ныне абхазо-адыгские народы проживают в ряде стран Ближнего Востока, Западной Европы и США, в особенности в Турецкой Республике, на территории которой численность их превышает 2 миллиона. По другим данным, число только адыгов доходит до 3 миллионов, хотя у нас почти нет возможности установить количество собственного населения в этой стране. Численность же абхазо-адыгов, проживающих на исторической родине, составляет свыше 850 тысяч человек. С уходом из жизни последнего носителя убыхского языка Тефика Есенча в Турецкой Республике исчез убыхский язык, занимающий промежуточное положение между абхазским и адыгским. Языки абхазо-адыгских народов составляют абхазо-адыгскую, западно-кавказскую языков. Не исключено, что древним языком абхазо-адыгской группы являлся и вымерший хаттский язык, язык аборигенного населения Древней Малой Азии уже 3-2 тысячелетия до нашей эры, генетически родственны с абхазо-адыгскими языками. Осетинская народность, во многом кавказская по культуре, иранская и индоевропейская по языку, сформировалась в результате слияния двух ведущих этнообразующих компонентов – пришлого ираноязычного, скифы, сарматы и аланы, прибывшего на южные склоны Центрального Кавказа, начиная с 1-го тысячелетия до и аборигенного горно-кавказского. Общая численность осетин более 600 тысяч человек с учетом многочисленной осетинской диаспоры, живущей за пределами своей этнической территории. Осетинский язык относится к иранской группе индоевропейской 7 языков. В нартоведении выдвинуто несколько концепций происхождения первоначального ядра нартского эпоса. Хотя во второй половине XX века поиски первоначального ядра и его зачинателей считались пройденным этапом.
в науке. Об этом писали, например, Петросян, Алиева, Далгат. Дискуссии вокруг этих вопросов идут с давних пор и продолжаются по сей день. Свидетельством тому последние годы являются, например, работы этнографа Чибирова и фольклористов Балкандуева. Основными из выдвинутых концепций являются: первое — исконно кавказская или абхазо-адыгская концепция. Второе — скифо-алано-осетинская. И третье — полицентрическая или гетерогенная абхазо-адыгская и осетинская. То есть концепция двух центров или узлов формирования нардских сказаний. Согласно первой концепции, героический нардский эпос – это результат самобытного, а не заимствованного творчества сугубо местных кавказских племен, носителей родственных языков, развившихся на основе древнего и единого кавказского субстрата. Я здесь цитирую историка. Эпос является результатом взаимной культурной связи всех кавказских народов, обмена художественными ценностями между ними. Такова позиция первой концепции происхождения нардского эпоса. Начало и формирование эпоса представители этой концепции, сторонники, связывают с рубежом, возможно, 3-го, 2-го или 1-го тысячелетия до нашей эры. Согласно второй концепции, основу, стержень нардовских сказаний составляет аланский эпический цикл, принесенный на Кавказ предками нынешних осетин. Об этом много очень писал известный ученый Абаев и его последователи. По их мнению, временем интенсивного формирования эпоса является 7 век до нашей эры, и оно связано с появлением сармата и элан в центральном Предкавказье. Согласно третьей концепции, нардский эпос характеризуется отсутствием общего центрального цикла, занимающего в основных национальных версиях всюду одинаково главное место. В основных национальных версиях центральные эпические циклы разные. Из этого общепризнанного положения вытекает, что в решении вопросов генезиса нардского эпоса центральным, хотя и не единственным, применительно к каждой основной национальной версии должно быть происхождение ее центрального эпического цикла. Исходя из всех текстов и теоретических разработок, которыми располагает нардоведение сейчас, на мой взгляд, логичнее всего выглядит последняя концепция. Она, можно сказать, не нова, фактически вытекает из первой теории, поскольку сторонники абхазо-адыгского так или иначе основываются на центральном герое абхазо-адыгских версий эпоса Сосрыкуа и связанных с ним сказаний. Как справедливо отмечают Умаховы, решение генезиса нардского эпоса, естественно, предполагает прежде всего решение генезиса центральных циклов в основных национальных версиях. Иными словами, данная концепция непосредственно связана с главными героями.
абхазо-адыгских и осетинской версии нардского эпоса Сосрыкуа и Батрадзе, которые весьма подробно характеризованы в ряде нордовических работ, в том числе в основополагающих трудах Мелетинского. Приведу несколько положений, однозначно принятых в нордовике. Сосрыкуа – центральный персонаж, главное действующее лицо в абхазском и адыгском нардском эпосе, представляющий собой весьма архаический тип эпического героя, генетически восходящий к культурному герою. Цикл сказаний о Сосрыко является основным и ведущим во всем тематическом диапазоне нардского эпоса абхазов и адыгов. Абхазские и адыгские сказания о Сосрыко отличаются высокой степенью сходства, как в плане содержания, так и в плане выражений. Они обнаруживают такую близость, что их можно с известными оговорками объединить в одну группу. В определенном смысле они могут восприниматься как варианты одних национальных сказаний или даже как разновременные записи от одного и того же сказителя или прасказителя. Ядро абхазо-адыгского эпоса – это сказание о Сосрыко. В осетинской версии нардского эпоса цикл Сосрыко также богато представлен, но он оттеснен здесь другими героями – Урызмагом и Батрадзе. Черты культурного героя в образе Сосрыко отчетливо выступают в более архаических абхазской и адыгской версиях, пишет Мелетинский, в абхазской и адыгской версиях нардского эпоса. В осетинской версии, менее архаической, черты культурного героя в образе Сосрыко выступают гораздо менее отчетливо. В абхазском и адыгском нардском эпосе в цикле сказаний о Сосрыко ярко отражены пережитки матриархата. В осетинском эпосе более полно представлена следующая ступень сказания патриархального характера об Урызмаге и Батрадзе. Сильны тенденции генеалогической цивилизации и одновременно к идеализации уходящего в прошлое родового строя. Эпический цикл Сосрыко следует считать наиболее древним нардского эпоса, первым этапом в его истории. В его образе можно выделить весьма архаические черты культурного героя, похищающего огонь и другие элементы культуры у великанов. И целый комплекс признаков, характерных как для сказаний о культурных героях, так и вообще для фольклора доклассового общества. Абхазо-адыгские варианты сказаний о добивании огня, например, сохраняют древнейшую редакцию, в которой черты культурного мифа выступают с полной отчетливостью. Финская версия дает нам двойное развитие в сказании о сослании. Вместо культурного героя, похищающего огонь, находим пастуха, перекочевавшего с стадами в теплые края, охраняемые великанами. В осетинском сказании о Сирдоне сюжет похищения огня трактуется в комическом, пародийном плане. Пишет тот же Мелетинский об этом. На такой интерпретации образа Сосрыко, как об очень древней фигуре, обладающей архаическими чертами культурного героя, и образа Батрадзе, как о фигуре, воплощающей новую, завершающую форму геройко-эпической идеализации,
типичнейшего богатыря во многом основывается концепция о зарождении первоначального ядра эпоса в среде аборигенного населения Кавказа, предков абхазо-адыгов и отчасти осетин, или о двух центральных циклах нардского эпоса – абхазо-адыгском и осетинском, выдвинутая известными народоведами. Исходя из всего вышеизложенного, с большой долей вероятности можно предположить, что концепция о разных центрах или узлах зарождения нардского эпоса выглядит наиболее рационально. Абхазо-адыгские истоки первоначального ядра нардского эпоса связаны с циклом сказаний от Сосрыкова, хронологически значительно отдаленным от времени возникновения эпоса как жанра фольклора и восходящим к древним мифам предков абхазо-адыгских народов к 3-2 тысячелетию до нашей эры. В связи с этим уместно вспомнить весьма интересные параллели между фуритским мифологическим эпосом «Песень об Уликуме» и нардским эпосом. Заканчиваю. Фуритским мифологическим эпосом «Песень об Уликуме» и нардским эпосом, в частности, с сюжетом о чудесном рождении Сосрыкова из камня, которые могут быть объяснены предполагаемым генетическим родством фурито-урадского и хетского с восточно-кавказскими и западно-кавказскими языками. Осетинские истоки первоначального ядра нардского эпоса связаны с циклом сказаний о Патрадзе, восходящим к древним предков осетинского народа эпохи аланской военной демократии к 1-му тысячелетию до нашей эры. Спасибо за ваше внимание и терпение. Спасибо, Зураб Джотович. Извините, пожалуйста, всем участникам просьба писать в чат свои вопросы. Слово предоставляется следующему докладчику. Это Михаил Григорьевич Кондратьев, доктор искусствоведения, профессор, зав. Отделом искусствоведения Чувашского государственного института гуманитарных наук, член главной редколлегии серии «Памятники фольклора народу Сибири и Дальнего Востока». Слово вам, Михаил Григорьевич, мы рады вас приветствовать. Большое спасибо, Евгения Николаевна. Вообще большая радость, что мы хотя бы дистанционно, но сумели с вами связаться и продолжать наш разговор. Это уже у нас вторая вот такая большая дискуссия, и мы продолжаем общаться. Я приветствую всех участников, в том числе сибирских, американских, московских, абхазских и прочих. Список у нас огромный, поэтому не буду по фамилиям и по именам называть, но большая радость, действительно. Вот, я хочу, вот, так сказать, вводный тезис такой высказать. Евгения Николаевна, вы напомнили о том, что Сактоев соединил в нашем научном поле познание фольклора филологов, прежде всего фольклористов-филологов, музыковедов, этнологов, ну, может быть, еще и историков. И вот в таком комплексном подходе, конечно, делаются уникальные вещи, как вот эта многотомная серия, ну и просто исследования идут. Я в своем тексте, в своем докладе обращаюсь не только к музыковедам, хотя он у меня, конечно, музыковедческий, но это обращение ко всем, ну, к филологам, которые изучают поэтические тексты в синкретическом единстве, интонируемые тексты, в основном это песенные тексты, но не только песенные интонируются,
изучают музыкально-поэтические системы организации вот этого интонирования, произнесения вербальных текстов вот в таком звуковом интонационном пространстве. Поэтому моя тема называется «Тувинская песенная ритмика в свете общетеоретических категорий». И первый тезис. За полвека, прошедшие после издания книги Алексея Николаевича Аксенова «Тувинская народная музыка», да? F5, сейчас. Может быть. Сейчас. Так лучше? Так лучше? F5, нажимаю. Хорошо, спасибо. Техника достаточно новая. Вот в конце еще с аудиоиллюстрациями будем решать вопрос, но это не так важно. Так вот, наука о тувинской народной музыке в последние десятилетия обогатилась важными публикациями и исследованиями, среди которых выделяются монографии Зои Кыргыз, не называю даже названия, я думаю, специалисты все знают, Екатерина Тирон, спасибо, Катя, непосредственно общаемся сейчас. Появились также книги Аясма Монгуш и новейшие исследования Айланма Кануол. Недавно диссертацию защищали, я участвовал в заседании диссертационного совета. Все эти материалы подтвердили, что музыкально-поэтическая система тувинцев едина в общем плане. И в частности, вот в диссертации Кануол тувинцы Эрзинского кажуна принципиально не отличаются в своем интонировании от песенности других групп тувинцев. Таким образом, тувинское этномузыковедение уже прошло путь от уровня начального собирания фольклорных и этнографических данных до создания теории национальной музыки, как Квитко однажды сказал. Сегодняшняя стадия знания о тувинской народной музыке позволяет наметить переход от естественной начальной описательности и подсчетов частоты, частотности тех или иных явлений к использованию категорий современной теории музыки, самой специальной ее разделы. В настоящем докладе предлагается подход к анализу музыкально-поэтического ритма народной песни, апробированный на материале народных песен культур народов Поволжья. Так, я попробую включить второй, да. Значит, вначале несколько слов о филологическом точке зрения на песенную ритмику тувинцев. Еще Евгений Владимирович Гиппиус заметил, что Аксенову удалось преодолеть порочную практику обособленного изучения отдельных элементов народной мелодики и народного песенного стиха, вне их органической живой взаимосвязи и взаимодействия. Аксенов преодолел это. Но такая оценка, высокое достижение Аксенова, не снимает вопроса об основе временной организации песни, доминирование либо мелодических, либо стиховых, речевых закономерностей. Аксенов таким образом задал филологический угол зрения на песенную ритмику. И вот в качестве единицы музыкального ритма он рассматривал четырехслоговой полустих. Я думаю, вам видно тут, значит, на схеме.
У тувинцев, пишет Аксенов, стиховая цезура делит музыкально-ритмическую формулу, соответствующую стиху, на две ритмические группы. Именно эти ритмические группы, в понимании исследователя, становятся наименьшими единицами временного процесса. Вся структурная иерархия выстраивается Аксеновым от верса строфы, вот она большая наверху, вниз. Версострофа расчленяется сверху вниз на полустрофы, далее делятся они на стихи, опять пополам, и, наконец, значит, как он называет, диямбические полустихи, чисто филологическая, так сказать, терминология, диямбические полустихи. Вот эта схема Аксенова, которая продолжает жить и сегодня. Вот в труде Екатерины Тирон эта же схема выглядит вот так. Строфа делится на строки или стихи. Стих представляет собой слогоритмический тип, то есть вот она формула основная, также и Аксенов считал. Далее строка делится на полустроки или сегмент, то есть часть вот этой формулы. И еще у Тирон присутствуют такие понятия, как слово и слог, наименьшие единицы. Вот это филологический тип. Теперь я предлагаю вам музыковедческий угол зрения, подход от мелоса, не от стиха, не от закономерности вербального текста. Между прочим, наблюдая независимость реальной мелодической ритмики от стиха, уже Екатерина Тирон приходит к выводу цитирую, относительной самостоятельности с логарифмического уровня организации по отношению к организации чистого стиха. То есть об эмансипации ритмики, цитату закрываю. Получается, что относительно самостоятельная эта организация от стиха. Тем самым ей намечен другой подход к пониманию природы ритмики от звуковременных структур, то есть от закономерностей временной организации процесса интонирования, с которым вербальные структуры слова и слог сегодня они коррелируют, но не управляют. И вот имеется в виду, что звуковременной процесс в интонировании песен исполнителями-тувинцами складывается из равных промежутков времени. А в классической теории вот эти равные наименьшие промежутки времени, из которых весь процесс состоит, именуются по латыни «мора», а по-гречески «хронос протос» часто, то есть простое время. Мора не связана ни со слогами, может проявляться вне голосового интонирования и вообще вне интонирования, как шаг, единицей такой является, или пульс человеческий, ни со структурой объединения слогов в слова. Слова могут быть односложные, двух-, трех-, четырех и так далее, сложные. Равномерный пульс исполнения тувинской песни достаточно четко окристаллизован. Это мы слышим в записях и в живом исполнении. Долгота каждой строки в каждом живом процессе интонирования практически одинакова. В медленных напевах «ыр» индивидуализированные изменения равномерной пульсации имеют агогическую природу, но не больше, в очень небольших пределах. Сейчас это точно замеряется, это там незначительные доли секунды времени. Иногда просто фермату ставят или такие знаки филологические, типа ферматы, это удлинение без точки, дуга, или обращенные, это незначительное укорочение. То есть даже не требуется каких-то специальных записей. Чуть-чуть показали. В таких напевах чувство пульсации, даже когда агогика ощущается, может как бы отходить на второй план, но структура строки и строфы не разрушается. Таким образом, в песенном интонировании тувинцев
стабильной исходной времяизмерительной единицей движения представляет та самая мора, пульс. При формализации ритмических рисунков, соответственно, ее следует обозначать единицей. В записях песен мору чаще всего приравнивают к 8-й длительности, ну, в медленных иногда четверть. На этой единице базируются все формы организации тувинского песенного музыкального ритма. Таким образом, иерархическая шкала музыкального ритма выстраивается путем суммирования. Здесь я стрелочками показал. Низшая – это мора. Из мор складывается первое объединение, ну, вроде греческой стопы, ритмическая ячейка, а из ритмических ячеек складываются мелостроки, ну, строки и стиховые в том числе. Такое устройство ритмическое противоположно стиховой шкале, которую я вначале показал, которая выстраивается путем деления от строфы к кратким единицам, к сегментам. Здесь наоборот, от моры идет движение. Это означает, главный вывод, принципиальный вывод, что тувинская песенная ритмика организована по времяизмерительному принципу и представляет собой разновидность квантитативной системы. Этому соответствует структура первого уровня организации, то есть структура ритмических ячеек. Такие ячейки могут иметь суммарную протяженность от 2 до 8, редко более, единиц отсчета. Вот сейчас о свойствах ритмических ячеек. Так. Такие ячейки могут иметь протяженность до 8, но иногда и более. Бывает, что затягиваются концовки, например. Соответственно, в ритмических схемах мы будем обозначать их цифрой, которые отражают число мор. На следующем уровне ритмические ячейки объединяются в мелостроки. В поэтических квантитативных системах именуются размерами они. Не надо смешивать с тактовым размером, это не тактовая система. Или метры греческие. Ну, например, гекзаметр знаменитый – это шестистопный дактиль, метр из 6 дактилических стоп. В отличие от письменной метрической поэзии, в отдельно взятой строке тувинской народной песни могут сочетаться как одинаковые, так и разные по протяженности ячейки. В античной поэзии тоже аналогичные метры были, их называли логоэдами. В тувинских песнях господствуют строки из 4 ячеек, соответствующие восьмислоговому преимущественно стиху. Ритмические ячейки коррелируют со слоговой структурой стиха, не подчиняются слоговой структуре, а коррелируют. В музыкально-поэтическом процессе тувинских песен обнаруживается на уровне первичной группировки равномерного пульса. Слог может быть спет как на каждый шаг пульса, так и может быть распет на 2, 3, 4 и так далее моры. Вот в этой схеме видно, слоги соответствуют море, одной единице. Здесь единица, простите, вернуть назад, 1, 2 моры, 1, 2 моры, и все строки такие. 1 мора, 1, 1, 3 моры, 1, 1, 1, 4 моры, и еще дыхание, и так далее. В отдельных случаях можно встретить исполнение 2 слогов на 1 шаг движения, то есть дробление. Сейчас я не буду на этом останавливаться. Долгота звучания слога увеличивается за счет дыхательных пауз в концовках построения. 1 паузу здесь мы уже видели, не нарушающих инерции движения. Расположение долгих слогов обнажает тенденцию к удлинению четких слогов, то есть идет ямбический такой ритм. Короткое, долгое, короткий слог, короткий, долгий.
так называемая ямбизация, которую даже Аксенов еще отметил в свое время, как типичное явление. Это ведет к выводу о закономерности парной группировки в двухслоговые ячейки. Типичные формы ритмических ячеек показаны в таблице. Вот типичные формы. Редко встречающиеся вот 16-е, то есть два слога поются, да, внутри одной моры расположенной. Самые массовидные – это вот такими восьмушками по одной море. Иногда ямбизация вот такого рода триольного типа бывает и даже более острого. Это примеры из публикаций. То есть здесь ничего в этих схемах не придумано. Вот также типично сочетание короткой и долгой, то есть трехморная, четырехморная, а может быть ровная, а может быть ямбизированная, пятиморная, короткая и долгая из четырех состоящая и так далее. Вот. Ну, в следующей таблице я показываю формы дроблений и слияний, стяжений. То есть иногда видно, что на фоне, так сказать, стандартных восьмислоговых строк появляется лишний слог вот так, 16-ми или чуть-чуть другой ритмической фигуры, или слияние происходит. Ну, обычно это ритмический каданс в конце строки. Специфическая вещь для тувинской песни – это вставки. Вот. К нормальным, стандартным восьмислоговым строкам может присоединяться, скажем, однослоговое там восклицание «ой». Обратите внимание, никакой квадратности нет, никакой вот такой равномерной тактировки быть не может, а просто прибавлено восклицание. Вот эта запись, значит, из Аксенова, тут нумерация показана, из сборника 2015 года «Кыргыз» Зои Кыргызовны. Вот такие вставки могут быть протянутые на фоне, в общем-то, обычных ритмических построений. Вот бывают вставки, и бывают еще припевные такие дополнения, которые немножко усложняют. Все равно остаются строки восьмислоговые, к ним прибавляется маленький припев. И вот получается, что группировка ячеек в строке, из которой складываются строфы, куплеты песни, представляет собой явление, управляемое уже архитектоническими законами композиционной формы, но не ритма. То есть мы, как и предыдущие исследователи, рассматриваем формулу в объеме одной строки. Она может быть мелодическая и одновременно стиховая. Вот. Таким образом, я заканчиваю. Таким образом, из ритмических строк выстраивается исчерпывающий указатель, каталог, как зафиксированных, так теоретически возможных ритмов. Вот я эту картинку показал. Значит, просто фрагмент этого каталога, подобного тому, что выстраивается, ну, где-то 2-3 странички, может быть, вот таких разных длительностей, значит, строки, формулы. И не надо для этого ничего особо моделировать, потому что, собственно, певцы очень четко показывают в своем творчестве это. Я хотел запустить еще несколько вот таких аудиопримеров, но время вышло, и не буду на этом настаивать. То есть так, как поют, значит, в живом исполнении фольклорные певцы, я очень благодарен Галине Борисовне Сыченко, которая мне подарила аудиозаписи на диске.
И вот там огромное количество примеров. Вот я нотками сделал сам, а послушать можно вот номер 12, 19, 23. Самые типичные случаи. Ну и десятки других. Там сотни записей. Благодарю за внимание. Спасибо, Михаил Григорьевич. Да. Если есть вопрос. Послушать. Хотят все-таки послушать. Угу. А тогда я прошу, я выключаю тогда, значит, свою трансляцию, а то у меня не получается. Угу. Так, как ее выключить теперь? Так. Катя, можете запустить? Вот да, сейчас три запускаем. последних. Да, вот 12, 19. Вот он трехдольный такой получается. Короткое, долгое. Каждый раз формула одна и та же. Иногда дыхательная пауза слышна. Можно следующий пример, потому что это одно и то же повторяется. Раз, два, три, четыре, раз. Вот здесь 2, 2, 4, 4. Вернее так, формула такая: 2, 2, 4 и 7. Концовки певица тянет. Если метрономом посчитать. И эта формула твердо выдерживается от начала до конца. Ну, можно и последний пример запустить. Еще одна формула такая: 2, 4, 2, 4. И без конца она повторяется. Не могу сейчас говорить. Так, достаточно. Я просто 3 типичных примера включил. Певцы четко выдерживают эту структуру. Очень твердо закреплена в памяти народа вот эта система. Вот что хотел вам показать. Спасибо. А механизм этой системы я раскрыл. Угу. Спасибо, Михаил Григорьевич. Спасибо. Вопросы в чат теперь уже. Слово предоставляется следующему докладчику. Людмила Санжибоевна Дампилова, доктор филологических наук, главный научный сотрудник, координатор проекта отдела литературоведения и фольклористики Института монголоведения, ведущий руководитель мегагранта Института филологии «Культурные универсали вербальных традиций народов Сибири и Дальнего Востока. Фольклор, литература, язык». Тема выступления Людмилы Санжибоевны «Трансграничная культура. Культ Алтая в обрядовых традициях тюрко-монгольских народов». Пожалуйста, Людмила Санжибоевна. Уважаемые коллеги, я очень рада вас приветствовать на нашем 2-м Сибирском форуме фольклористов. Мы, фольклористы, вот очень любим встречаться, но вот сейчас в таком онлайн-режиме, но все равно очень рада видеть всех знакомых. Вот наша лаборатория вербальных культур народов Сибири и Дальнего Востока в рамках мегагранта, президентского мегагранта, работает уже 3-й год, и по этому гранту мы выполняем вот в этот год уже такие обобщающие работы, как в виде докладов, так и в виде статей. И вот я бы сейчас вашему вниманию хотела бы представить вот наш вместе с Жанной Мангеевной работу «Мифологический образ хозяина Алтая». Но вот
вот именно теоним Алтая, он именно как теоним и так далее, изучен во многих этих с языковедческой точки зрения, фольклористической точки зрения, и отдельно в эпосах народов Сибири, и монгольских и тюркских народов. А сегодня мы бы хотели именно его в обрядовом фольклоре посмотреть. И вот. Ну и объектом нашего исследования является Алтай. Алтай – это понятие как реальная, потому что эта горная система расположена в 4 государствах. Это в Китае, в России, Китае, Монголии, России и Казахстане. И в 4 государствах, находясь, это огромный горный массив, является объектом сакрализации. Вот именно с этой точки зрения. И являясь как бы реальным, он этот Алтай является как бы и сакральным пространством. У тюркских и монгольских народов вот, схожие мифологические представления об образе и о почитании, о функции вот этого мифологического героя. Ибо Алтай, как во всех вообще, это единая такая система, что горы имеют своих хозяев. И, естественно, Алтай, как один из самых огромных горных массивов, имеет своего хозяина. И вот каково представление об этом хозяине у тюркских и монгольских народов. И цель нашего исследования – мы систематизируем и обобщаем материалы о функции и семантику мифологического образа хозяина Алтая в обрядовом событии и функции хозяина, особенности функционирования в обрядовой практике и определяем, можно сказать, основные мотивы вот в этой части. Ну и образ хозяина Алтая. Алтайцы, алтайские тувинцы, синьцзяне и цингэла Алтай почитают как хозяин Алтая. Хозяин Алтая – это как бы, ну вот, такой личность антропонимического вида, который, ну, как бы является мужчина. И южные алтайцы называют хозяина Алтая тоже как бы хозяин Алтая, или Ульгын – это, ну, как бы тоже хозяин. У алтайцев вот множество представлений, как вот я сказала, вот в виде пожилого мужчины или женщины, или вот, ну, в основном в одеждах белого цвета, больше всего как бы в виде старца. Как бы. Ну и есть такие представления, как в национальной одежде, вот такой мужчина на коне, и вот такие разные представления, если это в антропонимическом виде. Ну и алтайцы также, вот хозяина Алтая называют Алтай-Кудай. Ну и помимо этого еще бы я хотела сказать, что в основном хозяин Алтая – хозяин, мужчина, но часто еще возникает образ хозяина как матери-хозяйки, которая как бы есть у Потанина такая запись, что вот 2 великие горы, Алтай и Кукэй, если Кукэй всегда сжав ладони, как бы жалеет и бережет свое богатство, то Алтай распростертыми руками всем дарит свое богатство. Она как мать земля, как мать родина, как мать вот прародительница помогает всем своим жителям, то есть жителям алтайского пространства. Вот. Монгольские хучиты, вот многие племена по-разному почитают, вот монгольские хучиты почитают как бы игривую девицу, а есть такие записи, что у некоторых вот Алтай как хозяин мужского рода, а в древних записях, которые сохранились в эпосе монгольских народов, она предстает как мать-дарительница. И вот такие разные образы хозяина Алтая. Божество
божества Алтая. Ну и, наверное, нужно сказать, что Алтай как хозяин вот тесно связан с небесами. Почему? Потому что вообще по тюркско-монгольской мифологии считается, что вот этот хозяин всегда спускается с небес. Хотя он как бы хозяин местности, как бы земного пространства, но он пришел на землю именно с небес, он связан с небесами, и самое близкое, куда может с небес спуститься этот дух, это, конечно, гора. И они, спустившись на гору, вот воплощаются вот в разных видах. И есть не только воплощение его в виде человека, но и есть воплощение в виде животных, в виде птицы, некоторые даже представляют. Ну и вообще даже в таких обрядовых текстах, когда в древних читаешь архивных материалах, то Алтай представляется каким-то таким эфемерным существом, не имеющим никакого облика, потому что его называют каким-то таким снежным, огромным, прекрасным, но вот как бы без никакого вот такого отдельного вида. Ну и еще бы я хотела сказать, что по представлению профессора Дуллама монгольского, Алтай как бы тоже собой представляет, вот Алтай считается, что он имеет 12 вершин, и сам средний, он сам главный, 13 это священное число, естественно, и 13 этих алтайских вершин как бы тесно связаны с 13 Алтай-тенграми, небесными тенграми, и как бы это божество вот посланное с неба. Вот. Ну и вот говоря, что он имеет антропоморфные эфемерные образы, я уже сказала. И помимо этого я бы хотела сказать, что у академика Ринчена сохранились удивительные архивные записи, где он показывает во всех этих обрядовых текстах в вербальном материале, показывается, что хозяин Алтая является божеством судьбы. Это судьба. Есть вообще божество небесное, Заячи называется, и вот во всех песнях он представляется именно божеством судьбы, то есть он как бы дарит людям их будущее и предопределяет их судьбу. Если в этом аспекте рассматривать, то, конечно, есть специальные небесные тенгри, тоже являющиеся как бы судьбоносными хозяевами, и они как бы тоже посылают вот на горы свои вот функции, и хозяин Алтая приобретает еще и подобную функцию. Ну и, наверное, одним из самых интересных образов хозяина Алтая – это белый старец. Мне кажется, вот этот образ белого старца, как бы он более позднего происхождения, и как бы, как я понаблюдала по вербальному материалу и по своим этим полевым исследованиям, вот хозяин Алтая белым старцем называют вот синьцзянские тувинцы, хозяином Алтая называют некоторые, белым старцем называют некоторые монгольские племена. И белый старец это тесно связан, наверное, с монгольским образом белого старца, как вот это хозяин, тоже он бог плодородия. Но белый старец это был, конечно, может быть даже один из дошаманистских, а потом шаманистских божеств, а сейчас он мерно как трансформировался божество буддийское, и как буддийское божество является как бы приносящим удачу. И как я обратила внимание, у синьцзянских тувинцев белого старца почитают и привечают именно к Новому году. И что меня особенно удивило в их записях, что он у них прилетает именно на коне или на вале, чтобы вот как бы в ночь Рождества, чуть не Рождества сказала, этого Нового года, прилетает, чтобы подарить вот это, счастье, благословить как бы дом, и каждый дом должен открытые двери держать. Точно это же, вот этот же мотив, вот есть по буддийской линии, что всегда богиня Рухама прилетает всем дарить счастье. Поэтому получается, что это все равно вот такой трансформированный, как бы более современный образ хозяина Алтая. Возможно, еще будут
другие исследования, которые эту бы тему продолжили, но я все же думаю, что, может, мы в итоге лаборатории сделаем большую книгу, потому что у Надежды Романовны большой материал по хозяину Алтая, и вообще вот это, в общем-то, очень интересная, благодатная тема, которую бы стоило еще даже, наверное, и продолжить. Вот. Конечно, я сегодня очень небольшой объем всего, что мы продумали, хочу озвучить. Ну и хотела бы сказать, что вот в этом в ритуальном обряде, вот в этом акциональном коде, в это присутствуют, ну вот все, наверное, основные коды, которые мы выделяем. Вот. Существует, значит, вот, ну, вот такое обряды почитания Алтая у всех народов, естественно, всех, кто живут вокруг Алтая, они все проводят обряды почитания, и временной код там такой, что почитать хозяина Алтая могут именно в определенное время. Некоторые племена, как я сказала, синьцзянские тувинцы, если почитают к Новому году, то алтайцы только проводят осенние, прямо они с одним названием эти Алтая, названием есть эти и весенние обряды, а монгольские, там множество племен по-разному проводят, и у них прямо есть огромные такие песнопения, связанные, посвященные каждой вершине алтайских гор, и они, вот они как бы возводят 13 курильниц, посвященных вот этим алтайским этим, и это тоже в определенное время. Все должно иметь вот свое время почитания. Помимо вот этого временного кода, я бы хотела еще, сказать, что большое значение, конечно, имеет вот этот пространственный код ритуала. Ну, пространственный код ритуала – это вообще-то любой обряд, который бы не проводился, он всегда имеет пространственный код, потому что если проводится обряд, то это пространство сразу сакрализируется, то есть на этом пространстве сразу проявляется связь между землей и небесами. То есть если ты проводишь обряд почитания хозяина, то ты с ним должен связаться, значит, ты через кого связываешься? Через шамана или через помощника или через какого-то духа, выходишь на него и выходишь через него еще на небесные божества, то это значит, надо обязательно выстроить вот эту вертикальную связь. А когда выстраиваешь вертикальную связь, это становится пространство как бы сакральным, значит, горизонтально та площадь, которую ты почитаешь, также считается сакральной, и вот место почитания, пока идет обряд, все это пространство уже получает, каждый угол этого пространства получает свое имя, название, значение, и как бы реализуется в разных программах обряда. Так, ну и помимо этого, конечно, одним из основных вот этих составляющих акционального кода, вот этого проведения композиции обряда, вот, композиция обряда полностью выстраивается начало, потом основная часть, конец обряда, и каждая часть обряда состоит из вербального вот компонента. Вербальный код – это когда вот все вот произносимые Алтаю вот почитания вот выделяется. Сначала начинается вот эта начальная часть, это обряда начинается с почитания священной земли. И если алтайцы почитают ее как священную, вот, прекрасный мой Алтай, цветущий мой Алтай, богатый мой Алтай, и многие племена почитают его как прародину, и тогда говорят, что это моя родина, которая должна вот быть почитаемой вот этой, и как прародину, конечно, вот многие племена, почитая, возводят его как бы тоже в сакральную землю. Ну и Алтай как прародина у многих народов прямо почитается в определенное время. Это опять же получается как бы почитание предков. Это соединяется два обряда: обряд почитания хозяина и обряд почитания своего предка.
вот прародины, людей со своего пространства. Ну и еще бы я хотела коротко вот добавить, что в бурятских шаманских вот устных произведениях Алтай также почитается как прародина, потому что это тесно связано, опять же, с кузнечным культом, потому что считается горы на горах кузнецы, кузнечные эти божества, спустившиеся небес, и племена, которые относятся к кузнечному культу, они как бы, их прародина как бы Алтай, и они тоже отдельно, кузнецы, проводят обряд почитания Алтая, чтобы вот, ну вот, чтобы суметь вот провести вот это кузнечные свои действия. Ну и вот основные функции Алтая – это функции, дарующие жизнь. Это, конечно, вот я сказала, обращаясь сначала, его говорят, что он хозяин, что он прародитель, что он вот это, а потом уже благословляет, что он дарует жизнь, что он дарует счастье, что он какие-то, вот, что имеет. Помимо этого, его, конечно, благословляет как защитника. Помимо этого, кроме как защитника, они его видят как своего вот, как-то функции, так, еще видит его как хозяина тайги. Ну, это целая огромная тема, если разводить, что хозяин тайги сходится вот с хозяином Алтая и функции этого хозяина, который делает все. И вот помимо этого еще есть такая функция, что он насылает погоду хорошую, дожди или землетрясение убирает. Ну и там еще куча многих функций. Сегодня вот в обрядовом действии, в вербальном материале об этом рассказывают. И вот очень даже вот эта функции все выделяются по ходу вербального обрядового действия. И вот я бы хотела вот сделать вот такой вывод, что по ходу того, как мы проводили эти исследования, у нас, конечно, большой полевой материал, ну и еще же, помимо этого, я именно полевой материал собирала по Монголии, а остальные материалы вот, собранные здесь также Жанной Мангеевной. В общем, и вот мы пришли к таким основным выводам, что степень сохранения культа Алтая в настоящее время представляет, ну, имеет разные. Если у тех, кто проживает на алтайском пространстве, это живая традиция, и это почитается обязательно, и все обряды проводятся, как, например, у алтайцев вот, записано множество вот сейчас современных неошаманских, как сказать, не знаю, ну вот примерно вот такие действия, то у бурят или у тувинцев, например, вот у бурят, например, это пространство как бы горизонтальное, но видное пространство сохранилось в эпических текстах, в обрядовых, а у калмыков, что меня поразило, это сохранилось только как какое-то эфемерное верхнее пространство, настолько это для них далеко, но это была их прародина, это было их место проживания, поэтому все равно в эпосе это сохраняется. Ну и помимо этого еще у нас у алтайцев, алтайских вот упоминается как топоним вот в обрядовом действии, ну и вот известный как, ну и топоним, который как бы географический топоним у многих, вот. Ну и помимо этого мы установили семиотический статус вот этого мифологического как бы героя, хозяина Алтая. И у хозяина Алтая мы перечислили его функции защитника, помощника, охранителя, хозяина и дарующего жизнь, богатство, судьбу. И еще также выделили основные коды, которые вот проводятся в вербальном материале. Но также исследования все вот, в общем-то, в обрядовой практике какие-то этнические традиции каждого народа отдельно, ну и сведены, выявлены универсальные, вот, что есть
общих функциях и мотивах, и в образе самого хозяина Алтая. И думаю, что эта работа у нас очень большая. У нас есть еще не только работы, связанные с языковедческой и фольклористической точки зрения, но и думаю, что работа еще может быть продолжена, ну и в разных вот таких более этнографически, антропологическом аспекте. Вот и основное, что я вам хотела доложить. Спасибо большое Людмила за внимание. Санжибоевна. Я не акцентировала ваше внимание на том, что вот этот доклад подготовлен совместно с доктором филологических наук Юша Жанной Мангеевной. Она сотрудник нашего сектора фольклора народов Сибири, она же и состоит в штате лаборатории вербальных культур. И Людмила Санжибоевна, как руководитель этой лаборатории и как ведущий руководитель всего проекта, она сотрудничает очень тесно с сотрудниками, написала совместно статью с Жанной Мангеевной и с доктором филологических наук Айной Ткиной Наджитой Романовной. То есть идет такая тесная, плотная работа. Людмила Санжибоевна, здесь в чате поступило... Так, сейчас, минуточку... Так, сейчас. Здесь поделилась своим мнением Майя Петровна Чочкина. Она преподаватель Алтайского госуниверситета, работает, у нее очень была замечательная работа написана по детскому фольклору, она фольклорист, глубокие знатоки и обрядов алтайских. И вот она делится мнением своим. Я думаю, функционально Алтай-Кудай и Алтайдын-Эзи отличаются, а также Диер-Ине, мать-земля, в качестве хозяйки Алтая. Ну, в принципе, вы сказали об этом, но как-то вот... Можно я скажу? Да, я с вами согласна. У нас была большая работа отдельная, и я ссылалась именно на алтайские ссылки, что Алтай как нарицательная, привольная большая земля. И вот сегодня просто в этом докладе я не стала это разводить. Алтай как земля, как просторная, это в таком, этом прямо со словарем у нас языковедческая отдельная работа есть, и поэтому я вот всю эту преамбулу пропустила, и вот просто вот сказала, общее тут получилось у меня. Я с вами полностью Я знаю, что вы работаете в тени, вы это самое использовали, я видела это, так что все это хорошо. Так, спасибо, Людмила Санжибоевна. Вопросы, мнения тоже в чат, пожалуйста, пишите, активно участвуйте в обсуждении. Слово предоставляется Юрию Евгеньевичу Березкину, доктору исторических наук, заведующему отделом этнографии Америки, Музея антропологии и этнографии Кунсткамеры Российской академии наук, профессору факультета антропологии Европейского университета. Тема выступления – сибирский и центральноазиатский фольклор в евразийском контексте. Результаты работы по гранту Российского научного фонда. У нас имеется видеозапись доклада Юрия Евгеньевича, но он находится еще и в чате. Поэтому, если будут вопросы, то можете напрямую задать Юрию Евгеньевичу. Здравствуйте. Я прежде всего прошу извинения за мой немножко охрипший голос из-за простуды, но надеюсь, я сумею договорить это. Так вот, на протяжении теперь уже многих лет наши исследования поддерживаются грантами, российскими грантами. Сперва это был РФФИ, потом РНФ. Я сразу же хотел бы глубоко поблагодарить тех, кто наши заявки одобрял, поскольку такая поддержка значила очень много. Это не просто повышение зарплаты, это возможность привлечь к исследованию людей, которые иначе бы привлечены не были. В частности, это касается китаистов, которые переводили китайские тексты. Теперь по сути дела. На протяжении вот этих уже четверти века были собраны огромные данные. Это примерно 70 тысяч текстов со всего мира. На самом деле их может быть даже больше. И эти тексты были систематизированы. На данный момент выделено почти 1000 традиций и около 3000 мотивов.
Мотив – это любые элементы текстов, любые, от самых простеньких формул или имен собственных до крупных фабульных фрагментов. Но такие, которые встречаются в двух или более традициях. Традиция – это совокупность всех текстов, записанных на определенной территории или у определенного народа. Очень просто все. Я не делю мотивы на большие, маленькие, там, сложные или простые. Слово «мотив» употребляется не в том значении, в каком обычно его употребляют фольклористы. Итак, как выглядит обработка данных? Данные можно систематизировать, конечно, вручную, точнее, в голове. И часто так и происходит. Но в некоторых случаях без статистики обойтись нельзя. Но это использован пакет программ SPSS. По горизонтали строчки – это традиции, по вертикали – мотивы. Дальше программа работает и выделяет некоторые тенденции. Какие именно и как она работает, я за недостатком времени сейчас объяснять не буду. Что очень важно, мы можем заранее систематизировать мотивы и по регионам, то есть те, которые встречаются, скажем, только в Америке, или только в Евразии, или только в Африке, или там, и по темам, то есть те, которые в основном выделены из волшебной сказки или выделены из мифологических текстов в узком смысле слова, или сказки о животных. То есть мы можем очень легко, буквально нажатием руки, сортировать материал, что очень ускоряет работу. Теперь к сути дела. Вот эта длящаяся уже более четверти века работа привела к некоторым, я бы сказал, открытиям. Естественно, над этим надо дальше работать. И все, что выявлено не в поле, а за письменным столом, это никогда не бывает на 100% вероятности. Но, тем не менее, есть некоторые тенденции, которые несомненны. Мы можем предполагать, что то состояние устных традиций Евразии, которое зафиксировано в материалах 19-го, первой половины 20 века, сложилось в результате двух мощных и долговременных процессов. Начну с первого, а втором позже, в самом конце. Речь идет о разделении существовавшего в плейстоцене единого бореального континуума, который простирался от Европы до Тихого океана и дальше уходил в Северную Америку. Понятно, что гены и мифы – это разные вещи. Одно другое не определяет. Но и то, и другое переносится людьми. И в данном случае, можно быть сказать, даже это редкий случай, когда намечается важная корреляция между тенденциями в изменении генофонда и тенденциями, предполагаемыми в изменении набора фольклорных мотивов. Дело в том, что генофонд населения Сибири в эпоху Карагинского межледниковья, ну, там, не знаю, 30-25 тысяч лет назад или раньше, про раньше мы не знаем, и ледникового максимума, он был близок к европейскому. Это не совсем, можно сказать, что это просто там европеоиды, но набор генов у них ближе к европейскому, с некоторой примесью восточноазиатской. Ну, вроде говоря, как 2 к 1, но я не знаю, я не генетик. Дальше, на рубеже плейстоцена-голоцена, вот данные по колымскому человеку, рубежа плейстоцена-голоцена, это люди были, то есть 10 тысяч лет назад, были близки американским индейцам палеозиатам. А вот со среднего голоцена, ну, где-то 6 тысяч лет назад, в Восточной Сибири распространяются предки этнографически известных сибирских народов. Причем, если учесть, что Восточная Сибирь край суровый и заселена была всегда редко, можно предполагать, что это была реальная смена населения. Это не просто кто-то пришел, но те люди остались. Нет, те люди в основном исчезали. Поэтому набор мотивов в Сибири сильно изменился. И вот теперь обратимся к картографированию мотивов.
Я даже не буду объяснять, откуда взялись эти значки. Это некоторые усредненные данные по набору мотивов в разных традициях. И вот если мы берем только мифологические мотивы, не сказочные, и выделенные из в основном мифологической прозы, то окажется, что древнегреческая мифология немного, но значимо находится ближе к индотихоокеанскому миру и Сибири, чем к Европе. И сильно отличается от того, что характерно для европейской даже и мифологии более позднего времени. Это общая, так сказать, статистическая тенденция. Но она подтверждается совершенно конкретными данными по конкретных мотивам. Ну, самый известный, наверное, это журавли и пигмеи. Это известный греческий миф. Кто, может быть, не знает, он известен также в Скандинавии, Финляндии, саамы, норвежцы. В сказке он встречается во Франции, я недавно нашел буквально 2 месяца. Наверняка есть еще что-то, просто трудно обнаружить. У арабов, у грузин. И есть на Дальнем Востоке, нанайцы, Древний Китай и так далее. Он очень широко представлен в Америке. Это знал еще Франц Боас, это было известно в XIX веке. Параллели очень точные, но где Греция, где Тлинкит или кто там. Соответственно, никакого объяснения этому дать было невозможно. А вот в Сибири этого нет. Теперь берем еще некоторые мотивы греческой мифологии. Ну, в данном случае просто некоторый набор мотивов, сюжетов, которые более или менее всем известны. Опять-таки, поскольку времени у меня немного, то подробно рассказывать о них не буду, но историю про тех же журавлей пигмеев или Фаэтона, который упал на землю, или про Круса, который там путников мучил, это, они так более-менее известны, не требуют пересказа. Так вот, все это есть в Америке, особенно северной. Все. Причем в близких вариантах, в очень близких. А в Сибири этого нет. Теперь берем мотивы такой, так сказать, условно говоря, эротической тематики, связанной с представлением о гениталиях, о разных странных браках с нечеловеческими существами. В Америке, в неарийской Индии это очень распространено, исключительно. Такого рода сюжеты встречаются на российском Дальнем Востоке, а на западе Евразии они зафиксированы только в древнегреческой мифологии, в цикле мифов, связанных с Минотавром, Пасифаей, Миносом. Ну, опять-таки, пересказывать греческие тексты я не стану, предполагается, что о них все наслышаны. Вот как объяснить такого рода параллели? Понятно, что греки в Америку не мигрировали, и американские индейцы в Грецию тоже. Значит, объяснение должно быть какое-то иное. Если мы возьмем теперь уже не конкретно Грецию, а вообще весь набор мотивов всего мира, с одной стороны Америки, с другой стороны Старого Света, и выберем, в данном случае вручную, сейчас у меня сколько там, 8 популярных мотивов. Каждый день можно найти еще что-нибудь, это число растет. То у нас окажется, что число параллелей между Европой и Америкой достаточно велико. В Сибири что-то есть, но гораздо реже. Вот это группа мотивов, которые связывают вообще Америку и Запад Евразии. А это группа мотивов, которые связывают Северную Америку и в основном Северную Европу. Ну, есть, например, очень точные аналогии между чукчами и самами, ну и так далее, и так далее. Есть параллели, которые связывают Запад Евразии и Северную Америку. В Южной их мало, в Сибири есть отдельные случаи, это статистика. Но в целом, как в Сибири, так и на Аляске, это единичные случаи, тогда как в Европе и Северной Америке таких случаев много. Ну и, наконец, совершенно замечательный вот набор мотивов, который давно был мной замечен. Я тогда думал, что речь идет о конкретных параллелях между Саяно-Алтаем
и Великими равнинами. Между Саян и Алтаем и Великими равнинами 6-7 тысяч километров. Маловероятно, что кто-то форсированным маршем шел из одного места в другое. Но самое главное, что эти параллели в Евразии касаются не только Саяна и Алтая, они касаются всего западного мира. Они столь же распространены где-нибудь у бурят или хакасов, как и где-нибудь на Балканах или в Беларуси. А вот в Северной Америке они характерны прежде всего для народов Великих равнин, ну, немножко там выходят за их пределы, но они отсутствуют практически в Южной Америке. Теперь какое предположение? Предположение, как я уже сказал, следующее, что был некоторый континуум мифологический, ну, когда появился современный человек, он заселил Северную Евразию, дальше не очень понятно когда, но не позже 16 тысяч лет назад люди стали переселяться в Новый Свет. Так вот, сперва это континуум связывал всю буреальную зону, а потом, вот в результате смены населения, появления с юга откуда-то в Сибири нового населения, там старые мотивы были забыты. Но и раз были старые забыты, должны были возникнуть новые. И, конечно, они возникли. Таким хорошим примером является известный мотив бросания предметов, магическое бегство, когда беглецы бросают оселок, который превращается в гору, гребень, который превращается в чащу, ну еще там что-то. Так вот, оселок и гора, оселок и гребень, особенно оселок, характерны исключительно для Северной Евразии и Северной Америки. Причем отсутствует как на северо-востоке Сибири, так и на Аляске, вернее, там редки. Вот желтые кружочки – это сочетание оселка и гребня. Красные – это только гребень, а зеленые – это только оселок, а зеленые – это только гребень. Любопытно, вернее, не любопытно, а чрезвычайно важно, что этих мотивов нет ни в древней японской мифологии, ни в древнегреческой мифологии. Там есть сам мотив магического бегства и бросания предметов, но без оселка. Оселок – это очень специфично. Это не просто камень, это именно точило. А в европейском позднем фольклоре и позднем японском фольклоре это появляется. Ну, примерно такую же аналогию дает распространение огнева. Вот на этой карте показано оселок и огнево. То же самое. То есть вот полоса в Америке от северо-западного побережья туда к Новой Англии, но не Аляска, и тем более не юг, конечно. И, соответственно, регионы Восточной Европы и Северной Евразии. То есть можно предположить, что мотив вот этого оселка и гребня как главных предметов или огнева, которые бросают беглец, что эти мотивы возникли в Сибири и затем распространились и на запад, и на восток. Причем в Америку они должны были попасть достаточно рано, потому что если бы они попали туда в Голоцене, то они были представлены бы в основном на Аляске. А вот нет, не на Аляске, а глубже, вглубь материка. Но и не 15 тысяч лет. Если бы они были 15 тысяч лет, они ушли бы куда-нибудь туда, в Южную Америку. Теперь, если брать те наборы мотивов, которые встречаются именно в Сибири, особенно в Северной Сибири, без Южной, то они дают другое распределение. Они связывают чаще всего прямо Сибирь с Аляской. То есть вот больше всего в районе Берингового пролива, ну и в других районах. Когда вот такая прямая цепочка мотивов с одного континента на другой, это связано с более поздними контактами, которые в районе Берингового пролива, естественно, никогда не прекращались, этот пролив вполне проходим. Ну, вот это в целом для Сибири, вот это для Восточной Сибири. Я в свое время, уже теперь лет 15 больше прошло, печатал статью о
западносибирско-амурских параллелях. В Якутии таких аналогий нет, потому что в Якутии, так же как и в Инкии, там много затерто поздними алтайскими миграциями, вплоть до прихода якутов. А вот в Западной Сибири сохранилось много архаики. Здесь параллели между Южной Сибирью, то есть те мотивы, которые характерны прежде всего для Южной Сибири, они находят больше всего аналогии на Аляске. Не только там, но на Аляске. Не исключено, что это связано с происхождением народов Сими на Дене. Это гипотеза, но все параллели, которые вот зафиксированы у атапасков, будь то южные или северные, они чаще всего находят аналогии именно в Саяно-Алтайском регионе. Ну и у кетов немножко, потому что кеты с юга. Здесь параллели для Амура и Сахалина. Их гораздо меньше в данном случае, но они есть вот в Новой Англии. В целом вот последние карты, о чем они говорят? О том, что в Америку уже в позднее время, там рубеж плейстоцена, голоцена, или даже еще позже, может быть, попадали, естественно, разные группы людей из Сибири, каждая из которых что-то приносила свое. Как дальше там происходила миграция мотивов, определить очень трудно. На самом деле, что очень важно, мифология – это ведь сравнительная мифология, самостоятельная наука, она никогда не дает точной корреляции ни с генетикой, ни с лингвистикой, ни с археологией. Это все разные науки, которые дают возможность реконструировать разные стороны человеческой культуры. Да. Теперь второй эпохальный процесс, который важен для понимания того, как сложился фонд мотивов Евразии, особенно Западной Евразии в последнее время, тот, который нам известен, это массовый перенос с юга Сибири и Центральной Азии мотивов на Запад в ходе тюрко-монгольских миграций, а возможно, что-то происходило еще в скифское время, раз царские скифы все-таки, видимо, как Александр Григорьевич Козинцев доказывает, пришли из Тувы. Здесь есть несколько, как это принято сейчас говорить, паттернов. Так вот, один из них связывает Сибирь и Центральную Азию с Восточной Европой, но не с Южной. Южная, так сказать, условно говоря, зона цивилизации. От римского, то есть там любой глубины, до после римского уже времени, уже раннее Средневековье. То есть Европа, Передняя Азия, Индия. Отметьте, что Закавказье относится к югу, а Северный Кавказ к северу. Вот такая граница, как на этой карте, где Восточная Европа связана с Центральной Азией, а Западная там, с Южным Кавказом и из Индии, она могла существовать где-то во времена Ибн Фадлана. То есть еще интенсивный обмен между Западом и Востоком на юге, еще не образовались, не сформировались окончательно зоны ислама и христианства, а Восточная Европа еще не цивилизована, она еще, так сказать, связана вот с, там, я не знаю, с хазарами, с кем угодно. И вот эта сибирская зона, она, естественно, имеет параллели в Северной Америке, а Южная, разумеется, не имеет. Позже произошла другая трансформация. Вот обратите внимание, граница между двумя комплексами мотивов практически в точности совпадает с границей между европейским христианством и Османской империей. То есть это картина на уровень, примерно 1500-1600 годов. И это не граница конфессии как таковая, это граница обмена информацией. То есть если при Аманьядах и Аббасидах обмен информацией между Европой и Передней Азией был крайне интенсивным, то в османское время, конечно, уже нет. Европа стала Европой, ислам ей был уже не нужен, а исламский мир стал отдельным. При этом, скажем, буряты или кто там еще, народы Южной Сибири, они не исламские народы, но они входят вот в эту, условно говоря, исламско-степную зону взаимодействия, культурного взаимодействия, обмена информацией. Для европейцев вот этот мир, можно сказать, что такое Восток для Европы в это время был, да и в значительной мере позже. Это ислам плюс степь. И вот
благодаря тому, что данная граница совпадает с культурной конфигурацией Евразии определенного времени, мы можем относить распространение мотивов данных групп к достаточно позднему времени. Речь идет о бытовых сказках и анекдотах, но речь также идет в значительной мере и о волшебных сказках. Есть и в тех, и в других, и в бытовых сказках, и в волшебных сказках более ранний компонент, который соответствует вот тому аммияско-аббасидскому времени. Но и то, и другое сильно отличается от картины, которую я уже показывал, и которая связана с обработкой, получена благодаря обработке мифологических мотивов в узком смысле слова. Они дают сведения о гораздо более ранней культурной конфигурации Евразии. Но в любом случае, что рано, что поздно, мы не можем понять культурную картину Европы и Западной Азии, как она известна по поздним источникам, не прибегая к гипотезе, что на нее очень сильно повлияла Сибирь и Центральная Азия. Я бы сказал, влияние этих районов имело просто кардинальное значение. Ну вот, собственно говоря, и все. К сожалению, я не могу сейчас, так сказать, обратиться с вопросами, но надеюсь, что эта презентация будет показана, и я в это время буду в Zoom, и, может быть, на вопросы кому-либо отвечу. Спасибо за внимание. Так что, возможно, что будут вопросы. А пока я хочу сказать, что, Юрий Евгеньевич, мы вас благодарим за участие в нашем форуме. Общение с вами всегда проходит с большим удовольствием и большой пользой для нас. Поэтому поддерживайте нас и дальше сотрудничайте. Это просьба наша к вам. Вопросы, пожалуйста, к Юрию Евгеньевичу от участников и в чате. Да, Зураб Джатович. Маленький вопрос. Добрый день, уважаемый Юрий Евгеньевич. С большим удовольствием вас слышал, видел. Как всегда, очень содержательный доклад. Вот вы говорили о мотиве бросания предметов, если я правильно понял. Ну, для того, чтобы спастись от угроз, этот мотив встречается в мифологических преданиях, в волшебных сказках. Вот на Кавказе, в абхазском фольклоре, в частности, этот мотив очень часто встречается в волшебных сказках. Там разные предметы и так далее, и так далее. И вы говорите, что этот мотив возник в Сибири, если я правильно понял. Выказываете движение этого мотива. Здесь вы исключаете? Нет, дело вы не совсем правильно поняли. Дело в том, что сам мотив волшебного бегства и бросания предметов, он известен почти по всему миру. Ну, в Австралии нет, там где-то еще. Я говорю конкретно о оселок плюс гребень. Потому что оселок, точила, это все-таки не просто камень, это очень специальная вещь. Ведь можно бросить что угодно. И есть, это еще Олфред Кребер в начале 20 века это заметил. Но он полагал, естественно, тогда все так полагали, что все из Европы. Но не из Европы. Вот та конфигурация распространения этих вариантов этого мотива, не самого мотива бросания, еще раз повторяю, а оселка и сочетание его с гребнем. Вот она заставляет думать, что этот мотив появился где-то, условно говоря, 10 тысяч лет назад в Сибири, успел проникнуть в Америку достаточно рано. Дальше он не использовался ни на Чукотке, ни на Аляске его нет. И значительно позже, уже в последние 1,5 тысячелетия, он проник в Европу и в Японию. А в ранних памятниках его нет. Вот.
Спасибо большое. Спасибо Еще- огромное. Да? Мгм. На этом вопросы у нас исчерпаны. Время исчерпано, вернее. Вопрос это, наверное, еще есть. И с удовольствием бы еще общались. Ну, объявляю следующего докладчика. Бакчиев Таланталы Алымбекович, доктор филологических наук, заведующий сектором терминологии при Президиуме Национальной академии наук Кыргызской Республики, президент Международной ассоциации моносологов и сам признанный монашчи, и надо подчеркнуть, исследователь, который исследует искусство сказывания эпоса изнутри, скажем так. Он сам исполнитель и исследователь вот этого уникального явления. Тема выступления – современное состояние кыргызского сказительского искусства. Пожалуйста, Таланталы Алымбекович, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад видеть всех вас на экране. Недавно мы виделись с некоторыми, в частности, с Зураб Джотовичем в Бишкеке. Многих мы также приглашали. Как уже выше сказано, тема моего доклада – это современное состояние кыргызского сказительского искусства. Почему я затронул эту тему? Потому что наша современная наука недостаточно уделяет свое внимание в исследовании современных сказителей. И это очень важно подчеркнуть, потому что проблема остается актуальной, и мы не выносим на обсуждение. Мы часто обращаем внимание на сказителей прошлых лет, но забываем этим самым о современных сказителях. Следует отметить, что когда мы говорим о кыргызских сказителях, то в данном случае мы имеем в виду сказителей эпоса монастырь, так как кроме данного эпоса у кыргызов имеются еще и другие так называемые малые эпосы. В общей численности их около 40, среди которых имеются и героические эпосы. В кыргызской фольклористике с малыми эпосами стали называть по отношению к эпосу монах. Поэтому подобное обозначение является условным. Хотя на самом деле каждый из этих так называемых малых эпосов нисколько не уступает другим эпосам народов мира и по объему, и по содержанию. Например, кыргызский эпос «Эктөштүк» имеет несколько вариантов, и среди них полным вариантом является текст Аякбая Каралаева, который насчитывает 16 559 стихотворных строк. Более того, этот эпос имеет еще и вторую часть и является продолжением, где повествуется жизнь и деятельность сына Эктөштүка, объем которого также составляет более 80 тысяч стихотворных строк. Возвращаясь к эпосу монах, следует сказать, что эпос состоит из 3 основных частей. Эти 3 части эпоса являются классическими, самыми популярными в народе, хотя есть варианты, где частей эпоса намного больше. Например, вариант Каралаева, Аякбая Каралаева, который состоит из 5 частей. И подобный вариант является не единственным. Поэтому по отношению к малым эпосам, в кыргызской фольклористике монах принято считать великим или же крупным эпосом, греческим эпосом. Другая особенность эпоса монах по отношению к малым эпосам заключается еще и в том, что данный эпос бытует в традиционной форме и имеет своих носителей, как это было в прошлом. И на сегодняшний день есть сказители, которые имеют свои варианты текстов, свой стиль исполнения. Так вот, в зависимости от творческого уровня сказителя монастыря, зависит то, к какому типу он относится. Говоря об уровнях сказителях монастыря, следует отметить, что каждый тип имеет свои особенности. Эти особенности всегда зависят от того, как и каким путем будущий сказитель монастыря получил сказительский дар. В обычном понимании дар рождается вместе с будущим сказителем или же приходит к нему позже, на определенном этапе жизни. Это то, что в нем проявляется, или то, что к нему приходит при определенных условиях и обстоятельствах.
Рассматривая вопрос о типах сказителей в моносе, следует сказать следующее, что эта проблема одна из сложных и требует отдельного изучения. Но несмотря на это, нам придется обратить внимание к данной проблеме для того, чтобы дать определенное определение современному состоянию сказительского искусства. Следует признаться, что, обращая свое внимание к сказительскому искусству, мы порой забываем о ныне действующих сказителях и очень редко обсуждаем ситуации, касающиеся их творческой лаборатории и жизни. Ведь законы природы таковы, что сегодняшние сказители завтра станут также сказителями прошлых лет. И тогда уже будет поздно и для исследователей, и для народа, который они представляли. Существует ряд научных проблем и задач, которые следует рассматривать при жизни сказителей, при их сказительской деятельности. Взять хотя бы даже запись их вариантов или же их творческих состояний в процессе исполнения эпоса. Насколько нам известно, в настоящее время частично ведутся записи и самозаписи вариантов хакасских, якутских, алтайских, узбекских сказителей. Самозапись вариантов сказания осуществляется и некоторыми кыргызскими сказителями. Запись осуществляется вручную и на видеофиксацию. Есть случаи, когда сказители сами издают свои варианты тех или иных народных сказаний. Например, так сделали алтайский сказитель Эмиль Серкишев и кыргызский сказитель Сапарбек Арсманбетов, Зуракан Сыдыкова, Назар Кулсейдрахманов. До Октябрьской революции 1917 года кыргызские сказители активно участвовали в жизни общества и занимали в нем особое место. Они всегда были личностями общенационального значения. Видимо, это было связано с основной идеей героического эпоса, где главный герой стремится к единству и борется за национальные интересы своего народа. Они являлись своего рода духовными лидерами кыргызского народа. Немаловажную роль в жизни кыргызского общества сказители занимают и сегодня. Они принимают активное участие в политической, духовной, культурной жизни народа и страны. На сегодняшний день в Кыргызской республике насчитывается около 20 действующих сказителей разных возрастов. Самому старшему Зуракан Сыдыковой 73 года и самому младшему 17 лет Эсенболу Бегалиеву. Среди нынешних сказителей есть потомственные монастыри. Это те, которые являются традиционными сказителями, несущие в себе сказительскую традицию своих предков и сумевшие сохранить свою сказительскую школу. В числе нынешних монастырей есть также традиционные сказители, которые, обнаружив в себе сказительский дар, строго руководствуются традиционными основами сказительского искусства и обучаются у наставников более старшего поколения. Это те сказители, которые проходят через определенные испытания, получают благословение у своих наставников. И первые, и вторые типы сказителей являются и творителями, и носителями эпоса. Именно они при каждом своем исполнении эпоса слагают новые и новые варианты сказания. Письменная культура, пришедшая извне, культуру, которому принадлежал сказитель, стала записывать устные тексты эпоса из уст носителя. Затем эти записи переросли в большие книги, которые издавались большими тиражами. Так возникла книжная форма эпоса, которая до этого жила в памяти сказителей. Таким образом, процесс лишь одной записи из многочисленных устных вариантов творчества сказителя стал письменным вариантом эпоса. И в связи с появлением письменной формы эпоса появился новый тип монастыря, который заучивает наизусть письменный текст эпоса из книги и, подражая создателю этого текста, исполняет перед публикой. Подобные монастыри являются лишь исполнителями варианта текста другого сказителя. Вот что пишет по этому поводу Альберт Лорд на примере югославской традиции, устной традиции. Именно такие сказители выступают в национальных костюмах на праздниках народной песни, поют песни, выученные по сборнику. Любой из нас может сделать то же самое, стоит немного потренироваться и обзавестись национальным костюмом. На самом деле такие певцы, мошенники, маскирующиеся
подсказителей. Они целиком, с первого до последнего слова, заимствуют песни настоящих сказителей, и их пение можно проверять по книге. И в этом случае я считаю, что лорд прав. Примерно такая ситуация в настоящее время сложилась и у Кыргызов. И началось это с выходом книжных изданий эпоса во второй половине 20-го столетия. Это говорит нам о том, что книжная форма эпоса сумела повлиять на принципы существования устного народного творчества и на ее естественный ход развития. В связи с этим следует отметить, что с приходом письменности, кроме исполнителей, у кыргызов появился еще один тип монастыря, который, усваивая технику сложения эпического текста, усваивая традиционный сюжет эпоса, создает свой вариант, который записывает сам. Среди них есть те, которые лишь ограничиваются сочинением текста, и те, которые заучивают собственный текст и исполняют перед публикой. Можно ли это считать устным творчеством? Безусловно, подобный подход к эпосу следует считать творческим процессом, но тогда стоит вопрос, соответствуют ли эти процессы принципам создания устного эпоса. Как отмечает Лорд, ведь эпос создается в процессе устного исполнения. Далее следует следующий этап – процесс передачи текста эпоса. И в этом случае, так же, как и устное исполнение, устное сложение эпосу свойственно и устная передача. В последние годы большой интерес современным кыргызским сказителям проявляют европейские исследователи. И в этом случае следует отметить исследование голландского исследователя Нинке ван дер Хейде, английского исследователя Джеймса Пламтри и французского исследователя Жюльена Брюле. Как специалист по социальной антропологии, ван дер Хейде проделал огромную работу по выявлению роли сказителя в обществе. Джеймс Пламтри, как литературовед, фольклорист и как специалист по текстологии, обращает свое внимание на варианты текста эпоса, исполненные сказителями, а точнее на плотность словарного запаса и частоту уникальных и повторяющихся слов в устной и письменной формах. Жюльен Брюле, являясь специалистом по социальной антропологии, занимается исследованием вариативности стиля исполнения эпоса современными сказителями. Кроме того, нельзя отметить работы немецкого фольклориста Карла Райхла, который, кроме изучения проблем тюркских эпосов и сказительского искусства, занимается еще и переводом текста эпоса «Манас». И в настоящее время он уже на стадии завершения перевода полного текста варианта Джусупа Мамая, выходца из Китайской Народной Республики, провинции Синьцзянь. Обращая наше внимание на вопросы, касающиеся современных сказителей и сказительского искусства, хочется сказать, что чрезвычайно важным вопросом на сегодняшний день является процесс живого исполнения эпоса, то есть нейрофизиологическое состояние сказителя во время исполнения эпоса. Ведь до сих пор перед нами стоит вопрос, как удается сказителю на протяжении долгого времени, часами, сказать огромный эпический текст. И в каком состоянии находится сказитель в этот момент. Конечно, вопрос не из легких, но так мы смогли бы объяснить природу сказительского дара и искусства. Тем более современная наука и ее технические средства имеют возможности для того, чтобы провести в этой области определенные исследования. Существует мнение о том, что сказитель обладает феноменальной памятью, и лишь благодаря подобной памяти сказитель в состоянии хранить огромный эпический текст. Все это лишь догадки, и мы считаем, что они неубедительны. Спасибо за внимание, я уложился. Спасибо, Талант Ладенбекович. Вопросы, пожалуйста, есть время для вопросов. Участники, если вопрос, подходите к микрофону, пожалуйста. И, да. Я хотел бы еще, пока вопросы будут. Да. Евгения Николаевна знает, я вот недавно, и, по-моему, у вас уже и на руках есть. И уже в этом году цитировала. была издана
Да, книга «Сказительский дар», где я рассказываю о себе, о том, как я получил действительно сказительский дар, как я стал сказывать. То есть здесь все откровенно, и пишу все те моменты в своей жизни, которые касались моего сказительского дара. Я думаю, что это очень важно, и одним из таких, скажем, наталкивающих, наверное, да, подталкивающих вопросов и советов сделала Евгения Николаевна, когда задала несколько вопросов, как же я стал сказителем и каким путем я пришел к сказительству. То есть это очень важно, я считаю, потому что мы говорим о шаманском даре, о шаманизме, о шамане, да, но это родственные души, и шаман и сказитель. Поэтому, я думаю, пришло время говорить и о сказителях. Как сказитель и дар приходит к будущему сказителю. Спасибо. Можно вопрос? Да. Антон Олимпикович, можно задать вам вопрос? Можно вопрос, да? Ну хорошо, да, задайте. Потом Людмила Сажибонина дадет. Нет. Можно задавать вопрос, да? Вот у меня такой вопрос. Есть ли в киргизской традиции совмещение функций шамана и сказителя, и может ли быть у вас шаман заодно и сказителем? И есть ли вообще вот такой в древней традиции или как-то вот, есть такие исследования у вас вот подобного характера? Что касается первого вопроса, да, есть сказители, которые обладали еще и шаманским даром. Это вот мой наставник, мой учитель, который был в то же время и сказителем, и обладал шаманскими способностями. Его отец, его дед, вот, они обладали. Вот он умер в 2004 году, недавно, сравнительно, и он обладал вот таким вот, скажем, даром параллельным, да, шаманским и сказительским. И сейчас есть некоторые сказители, которые имеют вот два в одном, как говорится. Вопрос от Зураба Джотовича. Спасибо большое. Ага. Вопрос... Евгения Николаевна, у меня тут же вопрос. Вы меня слышите? Да. Евгения Николаевна, вы меня слышите, да? Слышу, да. Да. Хорошо. После Зураба Джотовича, пожалуйста. Да, Зураб Джотович хотел спросить. Мне можно, да? Спасибо, дорогой Антон Олимпикович. Как всегда, очень смелый, интересный доклад. Вы сами вообще уникальное явление, поскольку у вас несколько ипостасей. Вы сказитель, вы записыватель, вы исследователь. Интересно знать, вы говорили о том, что вот возникла книжная форма эпоса, ну, в частности, Манаса. Как по-вашему, когда, в какое время, конечно, это год нельзя назвать, невозможно, когда это могла возникнуть книжная форма исполнения эпоса? И второй вопрос маленький. А вот книжная форма откуда берется, из каких книг? Аутентичных или же переработанных художественных? По первому вопросу, ну, мы имеем, конечно, такие первые данные о том, что это было сделано Чоханом Валихановым в 1856 году, когда он сделал первые записи из уст сказителя. Конечно, он об этом не пишет, из уст какого сказителя, также об этом не говорит и Радлов, когда он сделал записи в 1862 году. Вот. Но вот первые данные, вот, когда мы имеем вот этот вот текст, который, ну, скажем, такой вот цельный текст эпоса Манас, то это вот середина 19 века.
Возможно, конечно, были сказители до этого, но первые записи были, и мы ориентируемся на это. Первые записи были сделаны во второй половине 19 века. Что касается второго вопроса, конечно, сейчас издаются со стороны Национальной академии наук, издаются тексты, полные тексты, записанные в 20 веке, в эпоху Советского Союза, записи, из уст, которые были сделаны из уст сказителей, настоящих сказителей, классических, традиционных. Они сейчас на сегодняшний день около 70 вариантов у нас имеется. Эпоса Манас, это примерно 69 вариантов. И из них изданы 13 вариантов. Из них изданы 13 вариантов. Это тексты, которые без изменений, это тексты, которые никак не подвергались, там, скажем, изменениям идеологическим, да, идеологического характера. Они были сделаны вручную, на бумагу, были сделаны некоторые записи на аудиоленты. Вот так вот. А современные сказители именно эти тексты берут, изучают. Да, они берут, и в основном они опираются на два крупных варианта. Это вариант Саакбая Каралави и Сагамбая Урузбакова. Это первые изданные еще в советское время варианты, опираются на эти два варианта. Я всегда их критикую и всегда им говорю, что если вы выходите уж на сцену, так говорите, что этот вариант Саакбая или Сагамбая, хотя бы даже знак приличия, да, чтобы я же не могу выйти на сцену и выучить там Мцири Лермонтова и сказать, что я Лермонтов, да? Я даже привожу такой пример. Так, говорите автора, кто является автором или чей вариант вы выучили и исполняете перед публикой. Дорогие друзья, пожалуйста, осталась совершенно минуточка. Розалия Свандира хотела вопрос задать. Да. Небольшой вопрос. Спасибо, и краткий Ирина. ответ, пожалуйста. Да, небольшой вопрос. Прозвучит, огромное спасибо вам, как всегда, талантливый Алан Бекович. У нас ситуация гораздо сложнее. Среда эпическое и мифотворчество, эпосотворчество у нас очень сложно по сравнению с другими регионами, вы прекрасно знаете. Да. И в этом плане реконструкция сказительства, башкирского сказительства у нас идет с огромными трудностями, и в то же время идут очень интересные, полезные работы и удаются. Но если мы будем отсекать тех, кто исполняет опубликованного текста Урал-Батыр и выходит и произносит это, и будем называть их как-то не то чтобы второстепенными, или что им не дано, снов у них не было, каких-то данных не было, Бата, Аксакалов не было, но он продолжает что-то не столько из потомственного, столько из своих интересов. Если мы их в один ряд невозможно поставить с теми, кто действительно потомственные сказители. Но не отсекаем ли мы эту традицию, если мы будем пренебрегать этим? Я считаю, что просто должно быть все честно и справедливо. И по отношению носителей, творителей, так скажем, и по отношению исполнителей. Просто нужно говорить, что человек исполняет чей-то вариант того-то или того-то, и, например, исполняет человек, который является творителем или носителем эпоса, то есть сказитель. Сказитель — это не исполнитель. Сказитель может быть исполнителем, но исполнитель не может быть сказителем. Спасибо, талантливый Алан Бекович. Имеется в виду элемент импровизации, импровизаторства. Да. Спасибо вам. Друзья, пишите в чат. Обращаюсь к этой помощи. Следующий докладчик у нас Ольга Анатольевна Казакевич, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией исследований и сохранения малых языков Института языкознания Российской академии наук, ответственный исполнитель тома «Фольклор северных селькупов», который готовится к изданию в составе серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Пожалуйста, Ольга Анатольевна, вам слово.
Ольга Анатольевна, включите микрофон. Прошу прощения, Всё, да, ага, я поторопилась, простите. Сейчас я сделаю вот это. Сейчас режим сюда, слайд-шоу и с текущего слайда. Так, вроде все, да, сейчас вот это уберу. Спасибо большое за предоставленную возможность выступить здесь. Для меня это честь. Я буду говорить про северно-селькупский фольклор, про сюжеты и мотивы северно-селькупского фольклора. Моя задача указать основные сюжеты, потому что на самом деле северно-селькупский фольклор... Так, сейчас выяснится, что не хочет листаться. Так, нет? О, хочет. Вот здесь северные селькупы живут, и довольно много записей существует северно-селькупского фольклора. Вот здесь покрупнее. Значит, основные населенные пункты – это вот Красноселькуп, Толька, Ратта, Пуровская, Толька, Фаркова. Когда-то был Яновстан, ну вот сейчас в Яновстане уже говорящие по-селькупски не живут, ну, можно сказать, отчасти Туруханск, и, ну, вот Быстринка еще. Ну, примерно в этих местах и делались записи еще там в несуществующих теперь факториях. Первые записи, да, вот фиксация, первые записи, собственно, селькупского фольклора были, а это были музыкальные записи, это были песни, и в основном шаманские песни были сделаны в 1914 году, мой ляп, Каин Доннером. К сожалению, эти записи до сих пор не расшифрованы. Я несколько раз к этому подступалась, и ну, как-то я все жду, может быть, их почистят, так что можно будет слова разбирать. Вот. А тексты, собственно, запись текстов, правда, без аудиозаписи, впервые были фольклорных текстов, были записи сделаны в 1925-1928 году Георгием Николаевичем и Екатериной Дмитриевной Прокофьевыми. И у них в архиве 43 текста. Архив хранится в Кунсткамере. И следующая большая запись была сделана Людмилой Александровной Варковицкой, ученицей Прокофьева, его аспиранткой летом 1941 года. Она записала 94 текста, ну, разного объема, ну, вот огромную коллекцию собрала за 2 месяца полевой работы. Ну, дальше существует большой архив Кузьминой, это 60-е, 70-е годы записи. Кузьмина ученица Дульзона, существует фольклорный, но у нее северно-селькупских текстов, да, довольно много. Дальше северно-селькупские тексты есть в архиве лаборатории исследования малых языков Томского государственного педагогического университета. Это то, что вот лаборатории Дульзона называют. Андрей Петрович, это 60-е, 2000-е годы. Там не так много северно-селькупских текстов, и в основном они опубликованы вот еще Дульзоном. В основном записи там сделаны в Фарково и, по-моему, в Келоде что-то. Дальше существует корпус отделения, ну, тогда это было структурной и прикладной лингвистики, серия экспедиций под руководством Ариадны Ивановны Кузнецовой, это 70-77 год, и эти тексты все изданы в 1993 году, там 27 текстов.
Дальше существует, что касается музыкального фольклора, то песни из аудиоархива Рудольфа, запись 1982 года, расшифровка вот сделана в 2013-2015 годах. Там 16 песен. Дальше есть фольклорные тексты северных селькупов из мультимедийного компьютерного архива. Значит, это был архив лаборатории автоматизированных лексикографических систем НИФЦ МГУ. А сейчас этот архив перекочевал вместе со мной в лабораторию исследований и сохранения малых языков Института языкознания РАН. Это запись 1996-2015 года. Дальше существует аудиоархив Сергея Ивановича Ирикова, к сожалению, вот я не знаю, что там, и аудиоархив Центра селькупской культуры Красноселькупского района. Вот просто я покажу образцы тетрадей. Это полевые тетради, но это, как я понимаю, все-таки переписанные тексты Прокофьева. Вот такие тетради и вот страничка. И страница из текста Ворковицкой. Это точно полевые тетради, не переписанные. Расшифровка ее, ну вот она записывала. И Прокофьев и Ворковицкая работали без аудиозаписи, то есть это вот запись под диктовку. Хочу обратить внимание на то, что вот северные селькупы, они живут в контактной зоне с разными народами, соответственно, с разными языками и с разными фольклорными традициями. Поэтому тут постоянное взаимовлияние традиций. Значит, какие это традиции? Ну, вот там есть ненцы северные, на севере, на западе это лесные ненцы и ханты на северо-западе, на востоке это кеты, а вот там на северо-востоке еще и венки немножко, дальше кеты, и вот здесь, да, и эвенки на юге, вот в Ратсе, здесь просто группа эвенков, которая ассимилирована, сымских эвенков, которая была ассимилирована селькупами. Ну вот, поэтому очень тесная связь селькупской традиции, вот, как я понимаю, со всеми традициями вот этих народов. Да, и здесь еще есть лесные ненцы тоже. Так, а это вот 4 диалекта, ну, 5-й это келок, там сейчас осталась последняя носительница, и вот от нее у нас нет записи фольклорных текстов, только истории жизни. А в основном Прокофьев записывал тексты на среднетазовском и на туруханском диалекте, ну так обобщенно, Ворковицкая на туруханском диалекте, запись 70-х годов экспедиции под руководством Ариадны Ивановны Кузнецовой, это среднетазовский диалект. Наши записи, да, Рудольф записывал на среднетазовский, ну, в общем, он от одного человека записывал, но там, ну, скорее верхнетазовский, да, сам Чекурмин был носителем, Константин, верхнетазовского диалекта. Вот. Наши записи – это среднетазовский, верхнетазовский, верхнетолькинский и туруханский диалект. Так что вот у нас старые записи не на всех диалектах есть. Корпус фольклора северных селькупов, там есть музыкальный фольклор, это шаманские песни и личные песни, причем шаманские песни это и песни, там, допустим, шамана, почувствовавшего призвание и тренирующегося, как бы, там, размышляющего, принимать или не принимать вот это призвание, и фрагменты камлани. И фрагментов камлани немного. Есть 4 или 5 фрагментов
записанных Прокофьевым, 4 или 5, потому что там пока мне непонятно, пока досконально не разберусь, там один большой текст или два разных. Вот, есть один, но совершенно потрясающий текст «Шаманская дорога», записан в Верковецкой. Есть из 16 половина примерно вот записи Рудольфа, это шаманские песни, но это не фрагменты камланий. И наши записи, вот последних, да, с 96-го года, там есть порядка десятка текстов, вот, но это тоже, нет, там есть парочка фрагментов камлани, но это, естественно, не с камлани, а по памяти исполняется еще и не самими шаманами, а их потомками. Дальше, ну и личные песни, понятно. Прозаические тексты, это мифологические есть сказки, их немного, волшебные сказки, шаманские легенды, в основном записаны Прокофьевым, но вот и в 70-е годы еще 2 легенды записаны таких. Очень много богатырских легенд, сказки о животных, бытовые сказки. И вот шаманские легенды – это войны между шаманами, причем, значит, вот замечательная вещь – оживление убитого. Там есть очень подробно описанное в одной легенде. Дальше там есть рассказы о великих шаманах, состязания шаманов, когда там замечательный текст, где арбитром выступает священник, пачка, поп, батюшка. Вот, и там ненецкий и селькупский шаман состязаются, и там есть истории исцеления и неисцеления, значит, шаманами. Дальше важно отметить для селькупского фольклора, по крайней мере для северно-селькупского, вот помимо того, что существуют шаманские легенды, где просто вот шаманское умение в фокусе героев, практически все центральные герои селькупского фольклора, они шаманы. И мы обнаруживаем это специально нигде не говорится, но в таких критических ситуациях это обнаруживается. Вот когда безвыходное положение, герой немножко пошаманил и таким образом спас или просто напряг силы мысли свою, и получилось так, как он, вот, как ему было удобно, чтобы спастись, например. Вот. Теперь, где записаны шаманские легенды, вот в Яновстане в основном это то, что Прокофьев записывал на Тарухане, тут на Баихе, на Верхней, и на Тазу, на Среднем Тазе. Мифологические сказки, ну, это вот такой стандартный набор о Млечном пути, да, как получился Млечный путь, о месяце. Вот. Причем надо отметить, что вот эти вот мифологические сказки, они в чистом виде, ну, их практически нет. Это большие тексты, где какой-то фрагмент, вот он объясняет, там, гибнет герой, и вот это вот то, где он шел и где он замерз, не послушавшись матери и не одевши теплую одежду, это вот Млечный путь. Сын Бога там шел. Дальше вот длинная вот о том, значит, да, со странным довольно названием, но в конце концов там вот вторая, наверное, только часть этой сказки посвящена объяснению того, почему месяц то прибывает, то убывает, и как его между собой разорвали жена и месяц. Дальше о Большой Медведице, чудесная охота, это вот такой сюжет просто широко распространенный, по-моему, по всей Евразии, когда там 3 охотника на лося, и вот они там заохотились и попали на небо. И вот там звезды так расположены, как последнее, это котел, который они несут. Как появились горы, это длинная сказка, на самом деле, про кровную месть, но злодей в этой сказке – это великан Камниет, который
в какой-то момент начинает выплевывать, отрыгивать горы и холмы. И вот они по земле распространяются, а то ровненькая земля была. Как появились комары, тоже просто очень широко распространенные. Сюжет или мотив уже, сюжет, наверное, подсюжет, когда сжигают черта, и из пепла летят эти самые комары, и будут они вечно есть людей, а собаки, которая сделала не так, как велела, не передала людям не то, что велел ей Бог, теперь люди умирают, а то бы могли воскресать легко. Теперь только с шаманской помощью. Ну, там типа почему у Бурундака полоски на спине и так далее. Вот. И важно отметить, что у селькупов есть фольклорные циклы большие. Самый, наверное, большой цикл – это «Сказки обычаи». Вот вышло несколько лет уже, да, год 3, наверное, назад уже. Время быстро летит. Книга «Сказки обычаи», там не все собрано, но много сказок об Ичи. И еще, по-моему, должен быть скоро комментарий от Натальи Анатольевны Тучкова и Беата Надь. Вот, венгерская лингвистка. Ну, вот тут основные, как бы, эти самые линии, основные сюжеты сказок обычаи, и Ичи выступает под другим именем. Это вот считается, что если это собрать по кусочкам, получится вот эпос, которого селькупы лишились уже к началу 20 века. Ну, где записаны были сказки обычаи, очень мало было записано вот здесь. В основном это Турухан и Средний Таз. Ну, на Верхнем Тазу тоже есть, но меньше гораздо. Следующий большой фольклорный цикл – это Нетенка и Томненка, или Девка и Лягушка. И там, значит, есть линия, когда сначала мать Томненки убивает, лягушки убивает мать Нетенки, а потом уже взаимодействуют дочери. И дальше там кража ребенка, ребенок воспитывается у мамонта. Дальше обретение этого ребенка, там пускается молоко из груди, чтобы доказать, что мать это действительно мать, а ребенок это вот ее ребенок. Ну и в конце воссоединение семей. И есть сказка о Нижней речной старухе, где проверяются Нетенка и Томненка, там совершенно другой эпизод, только там просто качество девок проверяется. Вот Томненка невежлива по отношению к Нижней речной старухе или просто к матери земли. Возможно, это замещение такое. Это небольшой довольно текст, и записан он в Арковицкой. Больше он не повторяется. Не было его у Прокофьева, и у нас не повторялся, и ни у кого не повторялся. Вот, значит, невежливая Томненка говорит, что там и лицо-то твое морщинистое, и ноги, как у орла, и руки все с пальцы скручены, а Нетенка, наоборот, говорит, что вот эта старуха прекрасна, и в результате получает хорошего мужа, большое приданное, а Томненка ничего хорошего не получает. Вот. И дальше много текстов про то, как надо воспитывать детей, собственно, про то, что нельзя шуметь после захода солнца. Ой, прошу прощения. Вот. И еще сюда же вот подвязывается как бы явно заимствованный сюжет про старика и старуху, и у них дочь старика и дочь старухи, мачехи. И там дочь старухи, она выступает в роли Нетенки, а та в роли Томненки. И, в принципе, по-селькупски можно сказать: ах ты, Томненка, имея в виду, что ты такая вот ничего делать не умеешь, и лентяйка, и все у тебя не так. И у Томненки есть еще два признака. Ну, она вообще-то ведьма, и у нее два признака того, что она не человек. Во-первых, она очень нечленораздельно говорит, а во-вторых, у нее 3 пальца, а не 5.
Про это не везде говорится, но вот эти три пальца выступают на Турухане. И как раз на Турухане контакты с кетами. Вот в кетских текстах про Нетанку и Томненку там везде вот эти вот самые обыгрываются, три пальца, а не пять. Но такой сюжет, он тоже широко распространен про девку и лягушку. Там у Манси он есть, по-моему, Хантов есть, в общем, по территории много где. Здесь этот сюжет, там Нетанка и Томненко, он практически везде, во всех местах. Дальше очень быстро, мое время истекло от вопросов, буквально 2 минутки, про богатырские легенды. Это важно, потому что вот богатырская легенда про, ну, во-первых, старик Заячий тулупчик или Заячья парка, когда один старик 30 немцев кончил и их добро забрал. Это вот такая селькупская легенда, которая везде абсолютно рассказывается, и ее все знают. Если уж что-то знают, то про кукушку или про старика Заячий тулупчик. А вот про двух братьев тоже часто повторяемое и повторявшееся. Вот у Враковицкой несколько записей, у Прокофьева есть записи. Вот, но только у Прокофьева есть оживление старшего брата. Больше оживления нигде не присутствует. Но вот этот сюжет, он, видимо, во всей Евразии и в Америке, потому что есть такой у эскимосов сюжет вот ровно про двух братьев и с такими деталями, как, например, там унижение младшего брата, который в бегах за ним гонится, он прячется. Это в варианте эскимосском. Там на него, ну не знаю, что он там, мочится вот враг. И такое же унижение у героя Селькупского, но там он явно вот сидит привязанный, потом освобождается. Ну, есть вариант с одним селькупским стариком. И вот жены-предательницы, они тоже есть везде, повсюду, видимо, и в Америке, и в Евразии. И сюда же целый цикл рассказов о больне, кетском богатыре, он позаимствован и освоен. И в новых, вот сейчас тоже богатырские легенды рассказывают, они несколько модернизированные, похоже, что под влиянием былин русских. И там Пална уже рассматривается как древний богатырь вместе с Заячьим паркой. Вот это два старых богатыря, как вот, да, в русских былинах тоже. Старые богатыри и новые богатыри вроде Ильи Муромца, это вон этот МТЕщик или Пюнакеса, вот, или этот самый «Хозяин тощего быка», вот такой новый цикл интересный. Ну, «Кровная месть» отдельно, значит, соответственно, оно есть, вот «Сказки о животных», это тоже довольно стандартно. Последнее, что скажу, это про лису и старика, это вот такая тоже, видимо, широко распространенная повсюду, по Евразии уж точно, и русская есть такая сказка, и венкийская есть такая сказка, где рыбу таскают с нарт. Но тут прекрасная концовка, там еще старик, погнавшись за лисой, замерзает, и лиса зимует, питаясь рыбой украденной у старика и самим стариком. Вот, ну, бытовые сказки, как немцы, Селькуп, я заканчиваю. Почему у немцев много оленей, а у селькупов мало? И буквально покажу вам несколько замечательных лиц сказочников современных. Спасибо. Ольга Анатольевна, спасибо вам большое за интересный доклад. Вы меня слышите? Да, ага. Да. Единственное, вот у меня немножечко недоумение вызвало богатырские легенды. Это жанровое, так сказать, определение. Это вот судя по содержанию, которое, вот по краткому содержанию, то, что было изложено, это, скорее всего, предание о силачах.
Ну, героические легенды. Там ведь то, что они силачи, это скорее, может быть, что-то раньше мы это называли героическими легендами, ну, или преданиями. Легенда или предание, это вот, пожалуйста, тут у меня, я совершенно не держусь за это, но тут важно, что это простые селькупы, вот этот вот заячий тулупчик, он никак своей силой не отличается, он умом своим этих ненцев-то победил. Он их сжег в землянке. Ну хорошо. Вот, так что не силачи. О жанровых критериях, ладно, тогда это более подробно будем говорить, когда уже конкретно будет материал лежать у нас. Спасибо вам большое, Ольга Анатольевна. Удачи, успехов вам в работе. И скорости подготовки. Будут еще вопросы? Нет вопросов, уже да, время истекло, скорее всего, в чат буду перенаправлять вас. Следующий докладчик у нас Татьяна Григорьевна Иванова, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русской литературы Пушкинского дома, постоянный активный участник наших сибирских научных конференций. Пожалуйста, Татьяна Григорьевна. Вам Спасибо, слово. Меня слышно? Да, слышно, все меня хорошо. Слышно. Ну, еще раз со всеми здороваюсь, кто подключился позднее 6 часов утра по-нашему. Так? Очень рада видеть, Зураб Джотович, вас. И у меня сразу есть к вам вопрос. Дело в том, коллеги, извините, я с чатом не умею работать. Вот не отправляются мои вопросы. Я просто задаю вопросы, вы мне в письменном виде ответите по имейлу. А вопрос такой. Вот в связи с тем, что нартовский эпос – это эпос разных языков, да? Как там осуществляется, реализуются формулы? То есть если одинаковые по смыслу формулы, понятно, что они будут разные в языковом осмыслении. И Наталья Константиновна Козлова, просто замечательный доклад, с таким удовольствием его слушала. Не во всем соглашаюсь, но это не важно, потому что вы сами понимаете, проблема такая, что здесь голову сломаешь. А у меня к вам тоже такой вопрос, который вот в какой-то форме, если можно, подумайте, ответьте. Как вы разграничиваете понятие мотив и мифологема? Мотив и мифологема. Так, ну и, коллеги, я обращаюсь к тексту своего доклада. Итак, образ Сибири в русском историко-песенном фольклоре XVI-XIX веков. К вопросу о пространственных представлениях устной традиции. Предметом нашего доклада является не освоение Сибири русскими людьми, а формирование образа этого необъятного региона в русских исторических песнях XVI-XIX веков. Какими смыслами обрастает топоним Сибирь и другие географические названия в историко-песенном фольклоре? Вот проблема, на которую мы хотели бы обратить внимание, причем попытаемся осветить ее в хронологии содержания песен. Материалом послужили сборники академической антологии, изданной Институтом русской литературы «Пушкинский дом». То есть это первый сборник исторические песни XIII-XVI века. Издание подготовил Борис Николаевич Путилов, это 1960 год. Исторические песни XVII века, 1966 год. Исторические песни XVIII века, 1971 год. И исторические песни XIX века, это 1973 год. Итак, хронология. XVI век. Сибирь в поле внимания фольклорной традиции попадает в последней трети XVI века, то есть со времени действия Ермака Тимофеевича. В Ермаковом цикле имеются песни, в которых главным является мотив выбора казачьим атаманом, повинным в разбойничьих походах, способа искупления вины вольных людей перед царем. По одной версии Ермак предлагает своей вольнице идти под Казань, чтобы помочь царю во взятии татарского города. По другой, в теме искупления вины, может выступать Сибирь. Так, в некоторых вариантах сюжета Ермак в казачьем кругу. Ермак Тимофеевич отказывается от пути на Волгу, все ворами слыть, на Яев, переход велик, на Казань, грозен царь стоит, и останавливается на Сибири. А когда же мы, ребятушки, до Сибирь покорим, то за это нас, ребятушки, царь простит, помилует, ребятушки, всех пожалует. Иногда сибирская тема в Ермаковом цикле получает конкретизацию,
опять-таки проявляющиеся через топонимы. В песне появляются Иртыш и Тобольск. После упоминания тех же Волги, Яйка и Казани в одном из вариантов читаем: «Идти не идти нам на Иртыш, реку Великую, на Сибирскую. Мы возьмем в полон Тобольск, городок, славный город, а как взявший город, пройдем к царю, да поклонимся, воспокаемся». Напомню, что русский город Тобольск, ставший неофициальной столицей Сибири, был основан через 2 года после гибели Ермака в 1587 году. Подчеркнем, что Иртыш и Тобольск в процитированном отрывке с очевидностью заряжены темой чужой. Эти локусы в фольклорном сознании для русского человека пока остаются чужими, неосвоенными. Топос «Выбор места» с темой Сибири играет и с именем Кучума, сибирского хана, противника Ермака. Рассматриваемый топос можно конструировать от имени Кучума географические названия: Кучум – город, Кучумово царство. Тема Сибири в песнях, отражающих события XVI века, что интересно, уже в сюжетах этого столетия выходит за рамки Ермакова цикла. Это свидетельствует о том, что Сибирь очень быстро укоренилась не только в общественном сознании, но и в художественном пространстве русского фольклора. Так Тобольск появляется в сюжетах, напрямую не связанных с сибирской тематикой. В одном из вариантов знаменитой песни «Гнев Ивана Грозного на сына» Иван Васильевич Грозный на Перу хвастается тем, что он вывел измену в московском государстве. Среди старинных русских городов Новгород, Чернигов, Тула в этом варианте звучат, и вновь пересоединенных городов Казань в песне называется и Тобольск. Я вывел измену из Казань-града, я вывел из Тульского, из Тобольского, и вывел измену из Новограда, еще выведу из Чернигова. Еще в одном тексте сюжета «Гнев Ивана Грозного на сына» читаем: «И воцарился грозный царь Иван Васильевич, когда приняли Тульское, да тогда приняли Тобольское, тогда же приняли и Новый Град». Полагаем, что Тобольское – это искаженное имя Тобольска. В таком случае Тульское можно осмысливать как производное от сибирского гидронима Тура, левого притока реки Тобол. Тура, как и Тобол, была водной артерией, по которой Ермак шел по Сибири к Иртышу. Таким образом, уже в песнях XVI века обозначаются важнейшие локусы Западной Сибири: Иртыш, Тура или Тульское, Сибирское царство, Кучумское царство, Тобольск. 17 век. Песни 17 века. 17 век – это время активного освоения русскими людьми Сибири. За столетие казаки прошли от Иртыша до Камчатки. Ими были поставлены десятки острожков. Загадкой в фольклорной традиции является тот факт, что масштабное, исторически значимое освоение Сибири по ходу Василия Пояркова, Ерофея Хабарова, Семена Вишнева, Владимира Атласова и так далее никак не отразились в историко-песенном фольклоре. Устная поэзия не поспела ни одного из русских сибирских первопроходцев. Громадные территории Сибири в песнях XVII века почти не нашли места. Исключение составляют 2 песни: «Казаки обороняют Даурский острог» и «Поход селенгинских казаков» из сборника Кирши Данилова. То есть это записи 1730-х годов. Каждый из сюжетов представлен единственным вариантом. Песни «Казаки обороняют Даурский острог» рисуют осаду цинской армии, то есть китайской армии острога, поставленного на реке Камаре или Кумаре, это правый приток Амура. По законам песенной эпической традиции казаки отбивают нападение. В реальности так и было, но после цинской осады они вынуждены были разрушить укрепление и покинули его. Сейчас это территория китайской провинции. В этом сюжете появляются новые для русского фольклора локусы: Даурская сторона, Амур, Камара-река, Камарский остров, Шингальский хребет. Топонимы в песнях, подчеркнем еще раз, реализуют функцию освоения пространства. Называя целый ряд новых для русского сознания локусов, песни тем самым стремится данное пространство сделать своим. Однако пространство реки Кумары
или Умайр-Хэ, примерно так это должно произноситься, так и не стало своим для России. Суть второй сибирской песни Перши Данилова «Поход селенгинских казаков» – насмешливое воспевание неудачного нападения казаков на мунгальские улусы. Как и первая сибирская песня, этот сюжет начинается с обозначения водных локусов, формирующих пространство. А заславным было за батюшком за Байкалом морем, а и вверх было по матке Селенги по реке, из верхнего остроку Селендинского. На Байкале русские появились в начале 1640-х. Селенга – крупнейшая река, впадающая в Байкал с юго-востока. Селенгинский острог был основан в 1665 году на правом берегу реки. Согласно песне, из Селенгинского острога казаки вместе с табунотскими мужиками переправились через Селенгу и напали на мунгальские улусы, когда мужчины находились в тайге за зверями. Черными мунгалами называются байкальских бурят. Табунотские мужики – это табунаты, еще одно из близких к бурятам племен. Казаки, бесчинствуя, полонили жен детей мунгалов, переправились за Селенгу, опились кумысом, после чего мунгалы отбили пленных, поранили казаков, которые вернулись в острог, где хвастают, цитирую, хвастают казаки селендинские молодцы, а своими ведь дырами широкими. Очевидно, что песня «Поход селендинских казаков» была создана казаками, не участвовавшими в этом событии. Эта песня насмешка одной группы казаков над другим казачьим сообществом. Вернемся к той загадке, которую мы уже обозначили. Почему масштабное освоение Сибири столь невыразительно отразилось в историко-песенном фольклоре? Попытаемся найти ответ на этот вопрос в обстоятельствах, лежащих вне фольклорной традиции. Сибирь первоначально осваивалась исключительно воинскими казачьими отрядами, очень малочисленными. Вероятно, в казачьих отрядах были люди, наделенные поэтическим даром. Они таки складывали какие-то песни, посвященные значимым эпизодам в освоении новых земель. Эти произведения, не исключаем, входили в традицию, но в традицию исключительно местного, подчеркнем, узкоместного. Даже внутри Сибири обмен песнями между разными отрядами казаков, а следовательно и распространение новосозданных сюжетов был чрезвычайно затруднено. Укажем также на однонаправленный вектор движения казаков – Россия, Сибирь. Вряд ли рядовые казаки массово возвращались в Россию. Сибирские песни не имели возможности проникнуть в общерусский историко-песенный репертуар. Они были обречены на кратковременную жизнь. Две песни из сборника Перши Данилова – это уникальные осколки кратковременно существовавшего репертуара сибирских исторических песен. Продолжая тему формирования образа Сибири в песнях, отражающих события XVII века, укажем, что, как и в произведениях XVI столетия, сибирская тема выходит за рамки песен, непосредственно связанных с этим регионом. В песне о Василии Шуйском, который царствовал с 1606 по 1610 год, высказывается сочувственное отношение к этому царю смутного времени. Злые бояре погубили православного царя Василия Ивановича, злые собаки погубили, в Сибирь его послали. Василий Шуйский после низложения с престола, напомним, был увезен в Польшу, где и скончался, скорее всего, был убит, в 1612 году. Историческая песня не помнит об этих обстоятельствах, а называет ссылку в Сибирь. Сибирь, как известно, стала местом ссылки с 1593 года, когда мужики Углича, причастные, когда жители Углича, причастные к событиям, связанным со смертью царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного, были высланы в Пилынский остров. В 1599 году, при Борисе Годунове, туда же были отправлены стольники Василий и Никита Романовы. В XVII веке в сибирской ссылке оказалось не менее 1500 человек. Таким образом, песня определенным образом отражает формирующуюся реалию, сибирскую ссылку. XVIII век. Главное содержание образа Сибири в песнях, посвященных событиям XVIII века, заключается в теме ссылки. В сюжете Петровского времени майор с женой осуждены царем. Девушка Прасковьюшка умоляет Петра I простить за некие провинности ее батеньку и маменьку. Однако царь остается непреклонным. Не прощу я, Прасковьюшка, твоего отца матерью, а сошлю я его под Сибирь город, а ее на фабрику.
В одном из вариантов песни «Пугачев и Панин» из пугачевского цикла, вариант очень путанный, топоним «Сибирь» встречается несколько раз. Песня рисует дерзкую речь уже схваченного вождя крестьянской войны, обращенную к последнему главнокомандующему правительственными войсками Панина. В опубликованном тексте не выделен диалог песенных персонажей. По-видимому, Панину принадлежат слова «Вы ведите Пугачева в Сибирь к Синоту». Ответные слова Пугачева таковы: «До Сибири доведите, меня покажите, сибирские сенаторы, все со мною знакомы, не велят меня судите, ой, велят пустите». Вероятно, в этом пассаже скрывается намек на статус Пугачева, объявившего себя императором Петром III. Поэтому некие вымышленные сибирские сенаторы, согласно песне, и не будут судить истинного российского царя. В XVIII веке образ Сибири, помимо ссыльной темы, прирос новыми смыслами. Сибирь рисуется как регион, позволяющий во время службы нажить, неправильно нажить, большие богатства. В сюжете корабельщики бронят князя. В одном из вариантов корабельщики ругают князя Гагарина, заедающего их трудовое молодежное жалование. Песенный Гагарин – это сибирский губернатор Матвей Петрович Гагарин, увлеченный в казнократстве и взяточничестве и казненный в 1721 году. Согласно песенному сюжету, Гагарин построил себе роскошные палаты, причем этот фольклорный персонаж мечтает послужить в Сибири, что даст ему возможность поставить еще более богатый дворец. «Кабы Бог меня привел в Сибири побывать, я построил бы палаты, да не эктопия, а получше бы почище государева дворца. Ничто те будет похуже, что золотые гербовки». Сюжеты же, где события происходят непосредственно в Сибири, фольклорная традиция XVIII века для нас не донесла. XIX век. Сибирь как место ссылки предстает и в песенном фольклоре XIX века. В сюжете солдат оплакивает Александра I, горюя о кончине императора и призывая его встать из гроба, солдат приговаривает: «Восстань, восстань, наш православный царь Александр Павлович, твой любимый полк в Сибирь пошел, полк Семеновский, барабанщички в барабаны бьют, господа-то шельмы по трактирам пьют». Напомним, что в Семеновском полку, одном из самых старых и престижных, 16 октября 1820 года произошли волнения. Командир полка Потемкин, уважаемый солдатами, был отстранен и заменен Федором Шварцем, человеком аракчеевских порядков. Солдаты отказались выходить в караул. Зачинщики волнений были наказаны кнутом, часть из них отправлена на каторжные работы, остальные распределены по крепостям Финляндии. Полк был расформирован. Этим событиям посвящена специальная песня «Семеновцев крепости», в котором топоним Сибирь не попал. В сюжете солдат оплакивает Александра I. Тема отправки солдат семеновцев в Сибирь реализуется как дополнительный, необязательный, вот мотив произнесла, а неправильно. Интересно, что тема сибирской ссылки в историко-песенном фольклоре XIX века возникает и в связи со ссылкой в Сибирь пленных французов. В песне Платов во время битвы, посвященной знаменитому казачьему генералу, герою войны 1812 года, Платов всю силушку побил, он которую побил, которую потопил, остальную его силушку он в плен забрал, во Сибирь город сослал. В песне «Русские войска разбивают французов», французские солдаты, уже терпя тяготы отступления, упрекают Наполеона: «Полно с Москвой воевать и силушку терять. 3 месяца мы у нее стояли, а Москвы не видали. Петербург – город столичный, мы его узнали, потому его узнали, через него нас гнали, в Сибирь отправляли». Сибирь действительно после Отечественной войны 1812 года стала одним из мест поселения пленных из наполеоновской армии. В песнях, отражающих события XIX века, упоминаются Тобольск, Томск и Красноуфимск, причем с очевидной схемой своих. В сюжете переселения на Елецкую линию из цикла песен о волнениях уральских казаков герои, которым предписано обустроить новую защитную линию, с горечью покидают освоенные, ставшие уже им родными сибирские города Томск,
и Тобольск. Прощай, Томский и Тобольский, Красноуфимский городов. Таким образом, образ Сибири в историко-песенном фольклоре XVI-XIX веков складывался первоначально как территорию, которую необходимо покорить. Это были чужие земли. Затем сибирские города становятся своими для солдатского сознания, для носителей фольклорной традиции. Однако не все локусы, где казаки ставили свои остроги, в конечном счете стали своими. Камарский острог в этом статусе не состоялся. В образе Сибири прочитывается представление как о крае, где можно разжиться богатством. Заметной составляющей в осмыслении этой необъятной территории оказалась и тема ссылки. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Григорьевна. Вопросы, пожалуйста, от участников. И в зале есть вопросы? Пожалуйста. Да. Татьяна Григорьевна, я отвечу. Можно я отвечу не сейчас, чтобы не занимать, а напишу тогда вам по почте, хорошо? Конечно, конечно. Угу. Все, тогда переходим к следующему докладчику. Спасибо вам большое, Татьяна Григорьевна. Сыченко Галина Борисовна, кандидат искусствоведения, доцент, независимый исследователь. Тема ее выступления – универсали шаманского интонирования, пролегомены, или правильно, пролегомены, как правильно, к изучению теории. Я думаю, Галина Борисовна правильно скажет. Галина Борисовна, пожалуйста, вам слово. Я всех приветствую. Сейчас я, значит, налажу тут презентацию. Так, ой, секундочку. Так, надо разделить экран сейчас. Так, ой. Как-то я не могу одновременно это все сделать. Как это было? Все делается так. Так, о, Господи. Простите, коллеги, что-то я какую-то это... Теперь я себя не вижу, ничего не вижу. Так. Где? Зато мы вас видим. Так, ну, это очень хорошо, но что-то я растерялась. А, вот она. Так, сейчас, секунду. Значит, нужно разделить экран, правильно? Разделить экран и разделить звук. Так, все, разделить. Есть, да? Есть экран? Так, теперь F5. Все видно. Так, да, экран есть. Все видно, все есть. Ага. Борисовна. Угу. Так, ну все, значит, прошу прощения за такую заминку. На самом деле, моя тема, она немножко, чуть-чуть отличается, и там вот пропущен союз «и», насколько я понимаю. Это у меня, значит, он так называется, пролегомены к изучению и теории. То есть это очень такие предварительные рассуждения, замечания вот к созданию как бы теории изучения шаманского интонирования. Но вообще размышления об универсалиях музыки, к сожалению, я пропустила доклад из Иосифовича, сегодня он же был, да, утром, но у нас было очень рано еще, вот, поэтому, наверное, он там что-то очень интересное рассказывал, потом в записи, я надеюсь, что это можно послушать. Итак, размышления об универсалиях музыки и музыкальном языке в отечественном музыкознании долгое время велись именно с позиции языка, то есть как музыкальный язык. И вот что там, так сказать, универсального. Об этом писали Сохар, Медушевский, Мальцев, Мазель, Коннор, Рановский, Бонфильд и многие другие исследователи. Подробную историю вопроса приводит в своей докторской диссертации Наталья Борисовна Зубарева о музыкально-лингвистических универсалиях, опыт реализации искусствометрического подхода. Я с большим, так сказать, удовольствием ознакомилась с этой диссертацией, но отсылаю к ней. В этом музыкознании я бы отметила прежде всего работу Эдуарда Ефимовича Алексеева «Раннефольклорное интонирование».
где, вероятно, впервые выявлена и описана система таких универсалий применительно к типологически самым таким архаическим пластам интонирования, к ранним пластам, как он их называет. К ним, безусловно, относится и шаманское интонирование, хотя в книге Эдуарда Ефимовича о нем почти не говорится и даже не упоминается, ну там пару раз всего. Вот, но понятно, что были на это причины. Оно же является наименее исследованным и все еще воспринимается как нечто экзотическое, такое необычное, диковинное, даже пугающее. Вот такой образ создается обычно на эстраде. Ну и в научной литературе, подчас описывая шаманское интонирование, делают акцент на какой-то его экзотичности, там, дикости, громкости, звукоподражаниях, криках и так далее. И очень мало исследований, где бы оно изучалось с научно взвешенных позиций. В этой связи я бы отметила кандидатскую диссертацию Юлии Сергеевны Горбачевой, вот целиком посвященную исследованию феномена шаманского интонирования у челканцев. В зарубежных трудах шаманское... прошу прощения. Вот следующие три источника вот тут на слайде. Если и рассматривается, то чаще всего в контексте проблемы связи музыки и измененных состояний сознания, или музыка и транс ее часто называют, и название происходит от известного труда Жильбера Руже «La musique et le trans», вот тут он написан. Эту проблематику изучают, с одной стороны, этномузыкологи и музыкальные антропологи, а с другой стороны, представители естественных наук, что вполне логично, так как проблема находится на стыке как бы культуры и биологии. Вот более подробно об этом можно посмотреть в статье, недавно опубликованной, вот буквально в этом году, моей статье «Музыка и шаманизм. Об основных подходах». Вот там я подробно рассматриваю вот все эти подходы, и сейчас не буду тратить на это время. Вот. И в контексте данной проблематики как раз-таки одним из наиболее важных вопросов был вопрос об универсалиях. Ну, не шаманского интонирования как такового, а вообще музыки, связанной с трансом, с измененными состояниями сознания, к каковым относится, конечно, и шаманское интонирование. И вот вопрос был такой: существуют ли такие качества музыки, которые запрограммированно приводят или хотя бы могут привести к измененным состояниям сознания? Или же это все-таки чисто культурный феномен и таковых не имеется? Ну, надо сказать, что проблема не решена, и есть разные концепции по этому поводу. Вот. Я изучаю где-то с конца 80-х годов шаманское интонирование разных народов, заметила, что оно обладает, вот я считаю, что оно обладает рядом характеристик, которые выделяют его из интонационной культуры и отличают его от остальных видов интонирования. Ну, это, конечно, не только мое наблюдение, естественно. Я вот приведу одну цитату из обобщающей статьи о музыке и музыкальных инструментов народов Сибири, опубликованной еще в 1932 году. Вот. Здесь шаманская музыка, возможно, впервые характеризуется в целом с позиции такого универсализма, можно сказать. То есть вот это абстрактные такие, значит, шаманские песни составляют особую группу, отличающуюся от массовых бытовых, профессиональной спецификой исполнения, имеющую целью воздействия на суеверного слушателя. Необычный горловой тембр голоса, чередование пения с криками, патетической декламацией, звукоподражанием животным и птицам. Напев, не имеющий точки опоры, как бы вращается в замкнутом кругу и гипнотизирует своей монотонностью. Ну, вот с одной стороны, вроде бы здесь схвачено вот что-то, схвачено такое сущностное, и в то же время все очень неопределенно, и все требует уточнения. Например, что такое горловой тембр голоса? А вот разве бывает не горловой тембр голоса? Чередование пения с криками. Зачем шаман кричит вообще, на кого и для чего? Патетическая декламация. Почему она патетическая? Вот для чего и зачем подражать, например, животным и птицам? И подражание ли это? Или это что-то еще? Вот можно много тут вопросов поставить. Также имеется некоторое противоречие. С одной стороны, горловой тембр, крики, звукоподражание, с другой монотонность, вот такая, значит, которая как бы вводит в такой неактивный, вот не в экстаз, да, вот в транс слушателей и так далее. То есть вот это все
И все это должно воздействовать на суеверного слушателя. Вот если не суеверный, если там будет какой-нибудь комсомолец на этом месте, то на него это все не должно подействовать, видимо, так. Ну вот, значит, естественно, что мы сейчас в наших описаниях стараемся от такого поэтического стиля отходить и опираемся на более нейтральный язык. Описания разработаны, в частности, Владимиром Владимировичем Мазепусом, ну, на основе всей предшествующей традиции отечественного музыказнания. Я вот это возвожу эту традицию еще к Асафьеву, к его трудам. Речь идет о предложенной им типологии голосовых видов интонирования, которая сама по себе настолько универсальна, что позволяет описывать практически все феномены звуковой деятельности человека. Ну, термин интонирование, как известно, широко используется в российской этномузыкологии, а также в музыкальной акустике. Наиболее общепринятым пониманием его смысла является, то есть интонирование – это как бы культурно-осмысленное производство звука, то есть не любое производство звука, а культурно-осмысленное. И вот два отличительных признака делят его на 4 основных класса. Значит, признаки такие – это напряженность органов речи вот по вот этой оси и разброс, вариативность этого напряжения, этой напряженности в звуковом потоке. И вот на их пересечении получается 4 основных вот таких типа, вида или класса, я не знаю, класса, наверное, как наиболее широкий термин. Значит, вокальное интонирование, оно отличается высоким напряжением, высокой напряженностью и ее низким разбросом. Тонированная речь низким напряжением, также низким разбросом. Сигнальное интонирование, высокое напряжение и высокий разброс, ну вот любые сигналы, представьте там, это понятно. И, наконец, речевое интонирование – это низкая степень напряженности и высокий разброс этой напряженности. И естественно, что это не точки, это не 4 точки, это некие центры, а все, так сказать, виды интонирования мы можем располагать тут на любых осях и, в общем, то есть на любом вот этом поле, да, то есть они могут быть куда-то смещаться. И Владимир Владимирович также отмечал возможность существования смешанных типов, что, в общем-то, подтверждается исследованиями. Вот эта схема, кстати, была составлена на основе рисунка Владимира Владимировича, который у меня в архиве хранится. Вот. Итак, шаманское интонирование практически всегда включает в себя сигнальное. Но оно очень часто выступает, и чаще всего оно выступает в сочетании с другими типами, прежде всего вокальным. То есть оно либо чередуется с какими-то другими типами, либо накладывается на них, как бы их прослаивает. Вот есть такое удивительное свойство. При этом в чистом виде оно употребляется крайне редко, что идет вот вразрез с таким бытовым представлением о нем. То есть кажется, что там должно быть сплошное сигнальное интонирование, вот эти все крики, на самом деле нет. Вот в свое время я сделала такое небольшое исследование относительно шорских материалов, которые были мне предоставлены Любовь Никитовной Арбачаковой от нескольких шорских шаманов. И вот смотрите, что получается. Значит, здесь они расположены как бы в порядке их важности, их релевантности. То есть на первом месте это вокально-сигнальные, сигнально-вокальные типы, которые отличаются удельным весом, соответственно, вокального либо сигнального интонирования. Вот, встречается сигнальное, видите, оно сочетается со всеми остальными, и в чистом виде оно не было обнаружено. Вот в чистом виде только вот эти, и они, тонированная речь, речевое и вокальное, и они находились, ну, где-то там на периферии у отдельных исполнителей и так далее. Вот, в принципе, вот эта типология, она очень подтвердилась на анализе, при анализе чулканского шаманского интонирования, вот Юлии Сергеевны Горбачевой. Там тоже такая схожая картина, то есть сигнальное, оно всегда присутствует, но в сочетании с другими типами. Вот, то есть вот сигнальность как качество шаманского интонирования, ее можно считать, наверное, вот некой универсалией. И ну вот те традиции, которые я знаю, это сибирские традиции, это там гималайские, немножко там корейские, вот там это все присутствует. И вот эта сигнальность, она тесно связана с широким использованием различных видов вибрато.
Ну, вибрато, если мы обратимся к энциклопедиям, значит, там, например, в итальянской энциклопедии оно определяется как периодическое колебание интенсивности и частоты вокального или инструментального звука для достижения определенного выразительного эффекта. Соответственно, можно говорить о динамическом и звуковысотном вибрато. Ну вот в классической музыке чаще всего это и встречается. Однако на самом деле ими дело не ограничивается. Я использую этот термин в еще более широком смысле для обозначения любого периодического колебательного звучания, неважно, к какому типу оно относится и каким способом достигается. Вот. Ну, в свое время я там выделяла и различные виды артикуляторного вибрато с использованием различных частей, так сказать, вот, голосового аппарата для производства вот такого прерывистого звучания. Использовала такое понятие, как спираторное вибрато, то есть дыхательное, когда толчкообразно подается с такой периодичной как бы прерывистостью, толчкообразностью подается сама воздушная струя. И здесь участвуют все мышцы выдоха, и брюшные мышцы, там диафрагма, в общем, весь аппарат, начиная там снизу. И, то есть вот, и есть даже такие формы интонирования, где вот практически одно только вот это вот вибрато используется. Вот, то есть вот это, вот такие формы, они очень часто встречающийся признак именно шаманского интонирования. Ну, теперь я предлагаю перейти к прослушиванию нескольких примеров. Вот у меня подобрано, значит, несколько примеров. Ну, так, вот Тади Семеновна Бурнакова. Это фрагмент шаманского обряда, в котором происходит, так сказать, очищение пациентки. Значит, я для изучения шаманского интонирования, как и других видов мелоса фольклорного, использую сейчас вот программу, которую хорошо знают также лингвисты, которая называется Speech Analyzer, и там есть возможность изучать разные параметры. Ну, здесь эти картинки, можно сказать, помещены скорее для красоты, чтобы получить такое общее представление, потому что нужно более короткие отрывки изучать. Но поскольку это у меня предварительные такие замечания, то вот послушаем. Значит, здесь на вот этом графике отражены мелограмма, то есть вот здесь у нас звуковысотность, вот, а вот на этом магнитограмма, то есть громкость, колебание громкости. И вот уже по одному только визуальному образу, да, вот можно видеть вот всю эту прерывистость, насколько она вот тут является частой. Сейчас послушаем этот фрагмент. Вот, но тут хорошо слышно, да, вот это слышно, вот как бы наложение вот этой сигнального интонирования на вокальное. То есть по форме это обычная такая строфа, вот близкая к песне. Ну вот следующий график – это осциллограмма и спектрограмма того же самого фрагмента. И здесь также видна, вот видите, вот эти вот прерывистые точки. То есть вот эта вся прерывистость, она очень видна. Сравним с обычной песней. Вот обычная песня «Кожонг» Тубаларов. Тоже одна строфа. Послушаем. Я не слышу почему-то. Не слышно звука. Я не знаю, другие слышат звук? Слышим. Ага, ну, значит, то ли это у тебя не слышно. Так, значит, вот та же осциллограмма. И видите, насколько здесь все, так сказать, гладко, никакой этой прерывистости, все так чистенько. То есть вот как положено в вокальном интонировании. Это вот в чистом виде такое вокальное нормальное интонирование. Вот, ну, послушаем еще другие примерчики. Мы как бы в сторону дикости идем.
вот, если можно так сказать. Значит, это Акулина Осиповна Куспекова, тоже фрагмент шаманского камлания. Вот, но здесь можно наблюдать и вокально-сигнальное, и уже такое сигнально-вокальное, я бы сказала, интонирование. Вот очень хорошо видны здесь вот эти вибрато, видите, вот звуковысотные вибрато, вот эти участки, они прямо здесь. И их можно промерять очень часто в шаманском интонировании, они гораздо выше, вот их размах. Иногда бывает даже вибрато вот в объеме кварты. Например, у корейцев очень они любят такие широкие вибраты. Конечно, в других жанрах это редко встречается. Ну, вот на соответствующем графике тоже все это хорошо видно. Кто вот лингвисты работают со спектрограммами, тоже вот понимают, что здесь вот показывается. Ну, я не демонстрирую вот детально, так сказать, что мы видим, но сама картинка, так сказать, она уже показательна. Так, вот такой вид. Обратите внимание, что там, где у нас должна быть звуковысотная линия, вот у нас какие-то там разбросанные точки. И сейчас мы это послушаем. Так, и вот это вторая картинка. И последний образец, тоже близкий вот к предыдущему. Вот здесь мы практически вот в чистом виде можем наблюдать вот это вот дыхательное или респираторное вибрато, да, то есть когда вот эта воздушная струя, она идет вот такими толчками. Фактически все остальное, ну там типа тонированной речи, вот. И, как правило, вот в шаманском интонировании всегда сочетаются по нескольку видов разных вот этого самого вибрато, то есть там и звуковысотное, и динамическое, они как бы усиливают друг друга. Респираторное тоже очень-очень часто. И вот присутствует. И вот возникает, так сказать, вопрос, зачем и почему. Почему это так? И это уже как бы та часть, которая называется теория. Но я решила, что это будет слишком... То есть пока что оставить это на потом, потому что время, я так думаю, уже, наверное, истекает. Вот. А я хотела бы, поскольку мы все-таки говорим об универсалиях, а я показала примеры, в общем-то, из одного региона, из одной такой зоны, да, даже из одного этноса, ну, двух этносов, то вот не могу не поделиться такой находкой, которую я нашла в жанре кавали. Кавали – это жанр сакральной музыки, суфийской. И вот просто хочу продемонстрировать фрагментик, вот фрагмент, в котором в какой-то момент мы вдруг услышим вот эту же самую вокальную технику. Это, значит, Резван Муаззам Алихан и его группа. Запись, кстати, можно найти в интернете. Очень музыка замечательная и прекрасная. Вот это первый образец, вот Ай Сарвейнасный. Ну, там прославление и призывание прославления Аллаха во всех, так сказать, видах содержания этой пьесы. Давайте послушаем фрагмент. Тут даже надийские слова приводятся, содержание. Ну, содержание там такое однотипное. Вот. В общем, сейчас тут будут и инструменты, и группа вокальная, и хор, в общем, все там есть. И в какой-то момент услышим
Ну, я надеюсь, что все услышат, о чем я говорю. Ну вот где-то вот в этом фрагменте вот это звучало. А вот этот фрагментик я немножко растянула, так сказать, на весь экран. Вот так это выглядит. Вот, и здесь тоже вот в этой вокализации я, к сожалению, не нашла термин, но вот такие вокализации, очень близкие по структуре вот к шаманскому интонированию, они всегда в жанре кавали, они всегда встречаются в определенные моменты. Ну, с чем это связано, я не могу сказать. Ну вот с какими... Там, видите, очень разная музыка используется, и вся она такая экстатичная, там, вот. Но это вот особенное. И вот тут, видите, вот это видно, вот это самое вибрато очень хорошо. Вот. Ну, собственно говоря, на этом я, наверное, и закончу свою презентацию. Надеюсь, что я уложилась там в срок. Думала, что завтра. Угу. Ну все, спасибо за внимание. Я не дома, не знаю, что делать. Так, все, коллеги, я вышла из своей презентации. Галина Борисовна, если там время на вопросы или на что-то. Да, сейчас Галина Борисовна, мы еще видим ваш рабочий стол. Угу. А, мой рабочий стол. А что надо сделать? Вопросы, пока думайте, вопросы. Да. А можно мне? Да. Ну, это у меня не вопрос, а может быть это какой-то такой вот реплика, что ли. То есть вот поскольку вот эти феномены, которые Галина Борисовна нам показывала и рассказывала, они имеют прямое отношение к звуковысотности, которой я так много уже с десятков лет занимаюсь непосредственно. Я бы вот все-таки все эти явления как вибранты не рассматривала, потому что когда лингвисты говорят о вибрантной артикуляции, то имеется в виду значит, изменения, которые идут под воздействием турбулентной воздушной струи и не регулируются сознательно. Да? А в данном случае это скорее идет тремолирование, то есть вот я выделяю там вибрированные, да, и тремолирующие контуры. Вот это все относится вот по разбросу, по звуковысотности, по неравномерности, да, то есть скорее здесь это просто класс тремолирующий. Маленькое такое замечание. Ну да, Наталья Михайловна, это вы совершенно правы, но вот это просто то есть вибрато, не вибрантные там какие-то тонемы или еще что-то, просто вибрато как вот общий термин такой музыкальный. Вот, например, допустим, в барочной музыке скрипичной, там вибрато рассматривалось двух видов, да, со сменой пальца, это вот к тремолированию ближе, да, и без смены пальца. То есть это как бы все одного вида, Елена. Тут главное, что вот это все регулярно, так сказать, каким-то образом вибрирует. Вот это свойство, как общее, вот как именно как какая-то универсалия. А там дальше уже можно их как-то определять, что бывает такое, и делить. Вот. Ну, то есть это одно другого не исключает, это вопрос терминологии. Вот. Евгения Николаевна, можно мне? Да, Михаил Григорьевич, пожалуйста. Вопросом. Да. Галина Борисовна, вы действительно глубоко проникаете в тембровые структуры. С музыкальной стороны действительно надо отделять от лингвистов. Вот. Ну а что касается звуковысотной стороны, и особенно звуковременной,
стороны, что-то я не услышал. Вы их пока полностью оставляете? Или они просто несущественны для вашей темы? Нет, вот именно для вот этой темы, именно шаманское интонирование, да, как то, что я заявила, они не столь существенны. И как раз вот когда некоторые ученые говорят, что нет там никакой вот этой универсальности, а вот все это культурно обусловлено, и все, и точка. Ну, действительно, если мы берем вот именно музыкальные параметры, там, лад, ритм, и все, мы найдем массу параллелей, связей шаманской музыки с соответствующей музыкальной культурой данного этноса. То есть там могут и мелодии какие-то совпадать, какие-то параллели. Но вот что касается именно самого интонирования, то есть самой реализации звуковой, вот это надо изучать. Это тембр. Ну там не только тембр. Там, ну, тембр, да, темброартикуляция. Темброартикуляция, и она непосредственным образом связана, ну это уже часть как бы теории, то есть она как раз-таки связана вот с механизмами. Хорошо, спасибо. А вы не используете, как это называется, теорию интонационного типа временной организации, которую Харлап когда-то нам подарил, Мирон Григорьевич Харлап? Это, мне кажется, вот это интонирование шаманское, оно вписывается именно в интонационный тип. Да, я думаю, что да. И там, знаете, там надо вообще, ну вот пафос моего, значит, доклада был в том, что надо самую звуковую материю как бы изучать. Вот не только тембры, артикуляции. Да, вот эти. Я, конечно, все это изучаю, естественно, там анализирую тексты, мелодии, там структуры, ритмические, конечно. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Музыковеды активизировались. Давайте. Да. Галина Борисовна, ну, да что такое тут? Видимо, нет, надо переключить, видимо. Ага. Совсем отключить аудио. Так, пожалуйста, кто-то хотел вопрос. Татьяна. Это у Татьяны. Татьяна, напишите, пожалуйста, в чат свой вопрос или свое мнение. При включении какие-то посторонние звуки возникают. Хорошо, давайте. Татьяна, пожалуйста, напишите в чат. Не используйте ваш звук. Так, на сегодня исчерпаны все наши пленарные доклады. Мы прослушали за целый день 16 докладов. Доклады очень интересные. Они, я бы сказала, глобальные по своим масштабам. И в основном делали доклады ведущие ученые, которые давно занимаются этим проблемой, очень глубоко все это исследуют. И, конечно, вот те выводы, с которыми они, и наблюдения, которые они сделали по ходу своих исследований, они для нас интересны. Это материал для размышлений, для использования в наших исследованиях и для знакомства, и для более глубокого проникновения вот в этот материал. Хорошо, что наши доклады будут размещены в YouTube. К этому можно будет обратиться в любое время уже после форума. И самое главное, надо всем участникам дать свое согласие или же выразить свое несогласие с размещением материалов в YouTube. Это очень важно. Потому что если мы не получим от вас какого-либо сообщения, то мы это принимаем как знак согласия. Молчание – знак согласия. Поэтому берем и публикуем. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, если что-то появится. Это только либо по недогляду, либо по, ну, скажем так, это спустили, так сказать, на волю волн. Также получилось и вот с включением в программу некоторых докладов, некоторых участников. Мы писали специальное информационное письмо с обращением: пожалуйста, кто будет участвовать в дистанционном формате,
об этом скажите. Если кто не может, то мы помещаем стендовые доклады, либо, ну, вот уже было несколько у нас примеров, когда в виде доклада просто озвучивали здесь, уже включали, то есть такие варианты возможны. Сейчас уже, ну, есть примеры, когда люди стали обижаться, что не включили программу, а ведь мы же обращались, то есть в ответ это не получили никакого подтверждения. И поэтому у нас программа состоялась из тех заявок и из тех тем, которые были действительно подтверждены всеми участниками. То есть нам было интересно составить реально действующую программу, а не так, чтобы это сам перескакивать через каждого докладчика или еще вот это самое пропуски какие-то. Так, сейчас... Так, Наталья Александровна включилась в чат? Хотела несколько слов сказать перед фильмом об Александре Бадмаевиче. Наталья Александровна, дочь Александра Бадмаевича. Но вы все знаете ее и знаете внучку Александра Бадмаевича. Вот она у нас вот, была в моей презентации на фотографии, Ая, которая сидела на плечах. Это она вот режиссер этого фильма, который сейчас вот мы покажем. Но этот фильм у нас, я напомню, он выложен у нас на Ютубе, но скачивать его или смотреть как-то качество там не совсем хорошее. Вот. Но вот сейчас еще раз напоминаем с тем, чтобы вы вспомнили снова. Так, сейчас в чат пришли какие... Так. Что еще есть? Нет, здесь предложений, рекомендаций и вопросов нет в чате. Наталья Александровна, вы подключились? Я не вижу. Наталья Александровна, включите звук. Вот. Наташа, включите звук, пожалуйста. Звук включите. Так. Алло, я... Все, теперь слышим. Я вас слышу, да, меня не слышно? Слышно, теперь слышно. Слышно? Говорите, Наташа. Угу. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Я хотела поблагодарить, что вы пригласили сказать несколько слов перед фильмом. Я не ученый, не оратор, я художник, и просто, может быть, несколько слов чисто по-человечески. Дело в том, что я свидетель того, как вообще зарождалась эта идея. И Александр Бадмаевич... Вот прошло уже больше 30 лет, я так подсчитала, как это все начиналось. И у истоков стояли люди, вот многих сейчас уже нету, к сожалению, в живых. Вот, ну, вот в этом фильме там очень много людей, которые уже покинули этот мир. И я хотела бы тоже почтить как-то их память, потому что они начинали с Александром Бадмаевичем. Этот проект «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Вот. И семья наша была полностью, конечно, включена в этот процесс, потому что тогда был именно процесс переезда Александра Бадмаевича из Бурятии, из Улан-Удэ в город Новосибирск. Вот, и это все были такие глобальные перемены в нашей семье, в работе. Вот, и я была достаточно еще молодым человеком, не совсем еще многое не понимала, но постепенно, поскольку в семье все время шли разговоры, переговоры, и много людей приходили и обсуждали эту проблему, создание памятников фольклора. Поэтому как-то постепенно я вовлеклась, и так вот случилось, что мне посчастливилось принять участие в первых экспедициях. Это была Тува, Хакасия,
Бурятия и Алтай. И, конечно, вот сейчас, по прошествии уже больше, чем 30 лет, я так понимаю, что, конечно, вот это просто было счастье увидеть вот этих вот народных сказителей, которые на меня еще такого как бы неопытного молодого человека произвели такое огромное впечатление. Это и ну, самое большое впечатление на меня, наверное, произвел вот алтайский сказитель Калкин, тувинские сказители горловое пение. Тогда это все только было в начале, еще широкие массы не очень знали таких народных исполнителей, которые потом просто уже все это пошло в народ. И сейчас, в принципе, это, конечно, достаточно уже такое имеет продолжение и пользуется популярностью горловое пение. Я не знаю, насколько сейчас вообще возможно, то есть сохранилось ли, можно ли еще что-то собирать, но тогда вот эти экспедиции, они были такие уникальные. Я не специалист, я не фольклорист, но на меня это просто было произведено очень большое впечатление. И те люди, которые создавали вместе с Александром Подмаевичем, вот я уже еще раз повторюсь, их многих уже нету просто в живых. Единственный человек, которого я вот на сегодняшний день знаю, это Евгения Николаевна Кузьмина, которая тоже стояла у истоков, Светлана Павловна Рожнова, вот она, к сожалению, болеет, насколько я знаю, да, и я хотела бы пожелать здоровья, Евгения Николаевна, вам, чтобы здоровья, сил, и, ну, конечно, и всем участникам данного форума, который выглядит достаточно масштабным. И, ну, я не знаю, насколько возможно сейчас экспедиции уже, то есть сохранилось ли еще вот что-то такое первозданное, но если сохранилось и есть еще какой-то материал собирать, то это очень здорово. Но тогда это в начале, в самом, это было, в общем, очень большое такое как бы явление, что тогда удалось очень многих сказителей, певцов, сказочников записать. Ну, собственно говоря, я не буду долго задерживать. В общем, в фильме у нас все это собрано, как-то вся идея это есть, это воссоздание. И поэтому я желаю всем здоровья, удачи в научных, творческих начинаниях, делах и всего самого-самого хорошего. Спасибо вам. Спасибо, Евгения Николаевна. Был и есть Василий Васильевич Илларионов. И вот перед фильмом я бы хотела сказать, что он был рядом тоже с Александром Подмаевичем, и тогда тоже был молодой начинающий фольклорист, а сейчас мы его поздравляем с 75-летием. И вот сектор фольклора, узнав об этом важном событии, пожалуйста, якутяне, если вы нас слышите, то передайте Василию Васильевичу, потому что мы в Зуме его не видим, передайте, что сектор фольклора Института филологии от всей души поздравляет вас, Василий Васильевич, с 75-летним юбилеем. Глубокое знание родной культуры, богатый опыт полевой работы, научная продуктивность и целеустремленность дали сибирской фольклористике работы, посвященные народному творчеству, эпосу, сказкам, обрядовым жанрам. Вы внесли большой вклад в подготовку якутских томов серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Участвуйте в подготовке к академическому изданию «Двух Аланко», «Кыздебелье» и «Могучий Ирсагатох», томов обряда поэзии и народных сказок.
Но еще за вами остался песенный том, напоминаю, который тоже находится в подготовке. Свой научный опыт вы щедро передаете молодому поколению, которое весьма успешно принимает эстафету и пополняет ряды якутских фольклористов. Желаем вам, дорогой Василий Васильевич, здоровья, успехов, научного и педагогического долголетия. Сотрудники сектора фольклора народов Сибири, и присоединяется к этим поздравлениям Наталья Александровна Сактоева, дочь Александра Бадмаевича. Вот. Ну, теперь можно включить фильм и, пожалуйста, вспомните. Ye mana nyo nyarmdoro bata miki yane yinyang namdwa me yungoko mana me yungoka mari ye injarako Современная этническая музыка или world music в 80-е годы вышла из музыкальных притонов Сан-Франциско и стала за это время глобальным явлением. Тогда передовая американская молодежь вдруг сделала для себя открытие. То, что играют и под что поют во всем мире, то есть все вариации джаза, рок-н-ролла, диско, вдруг перестало быть модным и интересным. Молодые люди обнаружили, что помимо локальных музыкальных традиций Северной Америки, американского кантри, песнопений черных рабов и ирландских эмигрантов, из которых вышли все модные в то время направления поп-музыки, есть еще и безграничный океан этники. Локальные традиции музыки, рожденные вне англосаксонских стран, и стали основой для world music, в которой каждый находит свое. Подлинная этника с характерным звукорядом и ритмическим рисунком дарит ощущение первобытной свободы и близка всем. Носители же чудом уцелевшей народной музыки вдруг обнаружили, что их музыка интересна этим странным западным оригиналам, которые ни слова не понимают по-тувински, по-русски или на языке банту. Этническая культура, музыкальная культура, вот она стала более популярной в последние какие-то десятилетия, нежели это было вот где-то вот в 70-е, 80-е годы. Этому повсеместному увлечению этникой был проложен путь сначала в науке. Грандиозные работы ученых-фольклористов, специалистов-этномузыковедов и, конечно же, создателей серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». То есть действительно впервые многое прозвучало, вот аудио, не в книге, а аудио. И вот, видимо, это вот попало в какую-то очень такую важную тенденцию внимание к этнической культуре в ее аутентичных формах, вот в подлинных формах. Сибирь сегодня – огромный заповедник, где ученые находят не только живых носителей подлинного аутентичного фольклора, но и так называемую эпическую аудиторию. То есть ту аудиторию, которая воспринимает эпос не как вымысел или фантазию, а как некую реальность. Слушать шамана или сказителя для таких людей – это способ защиты от реальных бед с помощью молитвы и совместного переживания рассказываемого сюжета, где добро обязательно побеждает зло. Группа исследователей фольклора под руководством члена-корреспондента Академии наук Александра Сактоева в 80-е годы успела записать на Алтае эпические сказания алтайцев в исполнении слепого шамана, гениального народного сказителя и члена Союза российских писателей Алексея Калкина. Калкин приехал, и они со всех стоянок скотоводческих съезжались, потому что они были убеждены, что его загадочный голос предков, его загадочные слова, умение сказать, они проецируют будущее. И Александр Бадмаевич очень тонко это все понял. Там 2 ноты звучало всего-навсего. Вот он смотрел в пространство, и вот это все
И вдруг я поняла, что я не знаю алтайского языка, естественно, но я поймала себя на том, что я готова была слушать его там, час, два, там, день. То есть это был какой-то просто космос. Я до сих пор это помню, и я помню, что я к нему подошла и сказала, что вы, наверное, гений. Он мне сказал, ну да, Калкин. Сегодня новое поколение сибирских ученых-фольклористов продолжает собирать и с помощью современных средств записывать в разных уголках Сибири бытующие здесь до сих пор произведения фольклора и сопутствующие его исполнению ритуалы. Буддисты и индуисты верят, что каждый из нас, перерождаясь, проживает миллионы жизней среди разных народов Земли и других планет. И то настоящее, что есть и в произведениях фольклора, и в современной этнической поп-музыке, позволяет любому человеку без труда представить себя танцующим у костра охотником, созерцающим природу шаманом, мальчиком или невестой, над которыми совершают обряд инициации. Начинающий литературовед, аспирантка Московского университета Ая Улзатуева открывает для себя планету под названием «Сибирский фольклор». Внучка известного ученого с мировым именем, члена-корреспондента Академии наук СССР Александра Сактоева, она исследует историю возникновения его детища. Издание 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», названной лучшим издательским проектом российской гуманитарной науки XX века. Юная москвичка Ая в Новосибирске и Улан-Удэ встречается с людьми, которые 20-30 лет назад начинали работу над этой серией, разговаривает с молодыми сибирскими фольклористами, которые продолжают дело ее знаменитого деда. Основатель этой академической серии ушел из жизни не так давно, в 1998 году. Но для своих молодых коллег, которые пришли в созданный им научный коллектив уже после его смерти, Александр Бадмаевич Сактоев уже сам превратился в эпического персонажа. Вообще, когда пришла, я ничего не знала ни о серии, ни об Александре Бадмаевиче. То есть, как бы, все это... И пришла уже, скажем так, после него. И, ну, то есть это уже был такой легендарный человек, о котором рассказывали такие уже полумифические истории всякие. Кто же он, этот человек, о котором уже второй десяток лет коллеги вспоминают как о живом и дорогом человеке, а знавшие его сказители, носители фольклора, посвящают ему баллады, песни и благопожелания, исполняемые в традиционной фольклорной форме. Так поется в балладе удыгейской сказительницы Валентины Келензюги, которую она написала после того, как в гости к удыгейцам в их деревню на Амуре приехала возглавляемая Сактоевым фольклорная экспедиция Академии наук. У Александра Бадмаевича волосы седые и кучерявые-кучерявые. Он со своими товарищами о том, как разные люди и разные народы раньше жили, и сказки рассказывали, и в прозе, и в песнях все записывает, чтобы подрастающие дети знали, как раньше жили. О легендарном фольклористе, который сам попал в фольклор, вспоминает этномузыковед Юрий Шейкин. Во всех экспедициях Сактоева они составляли одну команду. Я рад, что вот работал с ним. На моих глазах происходило, вот, он менялся вообще. Он изменялся, развивался очень сильно. И наши отношения не были просто так. Вот. Некоторые думают, что мы такие дружки, два друга. Там все хватало. И ссорились. Но самое главное, это человек, который на всю жизнь остался у меня в душе. Я его очень люблю.
23 февраля 2011 года исполнилось 80 лет со дня рождения Александра Сактоева. Александр Бадмаевич Сактоев, доктор филологических наук, член-корреспондент Академии наук СССР, основатель академической 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники за 2001 год, посмертно. Родился в 1931 году в Иркутской области, окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру Московского педагогического института, докторантуру Института мировой литературы Академии наук СССР. Работал преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой литературы Бурятского государственного педагогического института, ученым-секретарем Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР, замдиректора Бурятского института общественных наук Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР. С 1983 года заведующий сектором фольклора, затем директор Института филологии Сибирского отделения Академии наук СССР. Александр Сактоев – выходец из алашских хангудеров, небольшой этнической группы иркутских бурят. Его семья в начале 30-х годов в поисках лучшей доли переехала в Улан-Удэ из улуса Алзабей, что возле Алари. Будущая гордость бурятской науки Саша Сактоев вырос в городской среде столицы Бурятии военных и послевоенных лет. Отец Бадмай Гурович работал бухгалтером на Улан-Удэнском паровозо-вагоноремонтном заводе, а мать Анна Ардановна воспитывала детей. Во время Великой Отечественной войны, когда отец и старший брат Борис были на фронте, семья Саши в тылу потеряла 2 человек. Один за другим от болезней и тяжелых условий жизни умирает сначала средний брат Василий, а затем в 1944 году и мама Саши Анна Ардановна. Перед смертью она дала 13-летнему Саше, который остался с маленькой сестренкой Кларой на руках, заветы на всю его оставшуюся жизнь и практические советы на ближайшее будущее о том, как получить американскую помощь. Американская помощь тогда была в виде вот этих клетчатых полупальто, крупная клетка такая американская. Но это очень хорошее подспорье было, потому что не на что было купить вообще новую обновку, а эта помощь нужна была. Потом он должен был все справки, значит, собрать для того, чтобы отца вызвать с фронта, иначе дети-то маленькие. Главное, она наказала, чтобы он берег меня всю жизнь, вел по жизни, выучил, поставил на ноги. И Саша этот завет, в общем-то, полностью выполнил. После войны Александр Сактоев поступил на отделение монголоведения Восточного факультета Ленинградского университета. Будучи студентом, он в Улан-Удэ познакомился со своей будущей супругой. Ей стала дочь известного в Бурятии коммунистического деятеля, первого по счету среди первых секретарей бурятского обкома ВКПБ Василия Трубачеева, погибшего во время сталинских репрессий в 1938 году. Правда, выросшая в Москве Инесса Архинчеева в то время носила фамилию своего приемного отца и родного дяди Ильи Архинчеева, одного из руководителей первого бурятского представительства при сталинском наркомнации. Влюбленный в юную художницу и выпускницу художественно-графического отделения Московского пединститута, Александр Сактоев каждый день в течение года писал ей письма. Ответ от нее он получал раз в неделю. Иса, не могу больше ждать. Ты, очевидно, слабо и совсем смутно предполагаешь, что о тебе могут беспокоиться, тревожиться из-за отсутствия такой пустячной мелочи, как письма. Неужели нельзя уделить внимание, а не время для того, чтобы хоть коротко черкнуть несколько строк, которые мне так нужны, необходимы, без которых я хожу из угла в угол, не находя себе места, чувствуя, что что-то мне недостает. В год окончания университета эта переписка закончилась женитьбой. Чтобы сыграть свадьбу, молодожену и будущему ученому-филологу пришлось продать собрание сочинений Николая Гоголя. В Ленинграде в квартире устроили тогда свадьбу, на которой присутствовали все наши великие, там Ленховоин, знаете такого, да, народный артист, потом Манкетов, который играл по Таежного подснежника. Они все тогда учились.
Олин отец – это Шарип Васильевич Коротков, участник первой декады в главных ролях. Все поехали, ну это как раз послевоенное время, там все учились, и всю эту студенческую, всю диаспору он это пригласил. Еще учась на Восточном факультете, молодой студент Сактоев подрабатывал воспитателем в Ленинградском хореографическом училище. Среди воспитанников Александра Сактоева были учащиеся бурятской группы «Будущие звезды балета Бурятии» во главе с Петром Абашеевым. Близость к художественной и артистической среде и любовь к искусству Сактоев сохранил до конца жизни. Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Учеба давалась ему легко. Окончив с отличием ЛГУ, Александр Сактоев вместе с молодой женой уезжает в Москву в аспирантуру по специальности литературоведения в Московском педагогическом институте имени Ленина. Жили они со своим первенцем, сыном Сережей, в центре Москвы на Арбате. Ты радость моя и моя беда. Инесса Сактоева тогда проходила стажировку в Большом театре и готовилась к карьере театрального художника, но муж своей личной волей определил ее в науку. Научно-исследовательский институт художественной промышленности на нашей же улице. Огромный подъезд, там швейцар стоит. Пойдем туда. Я говорю, что мы пойдем туда? Вот такая, все немножко чужое все. И не собиралась я в аспирантуру. Я, в общем, любила свое дело. Мне после Большого театра дали направление куда-то, в театр дали бы. Нет, надо туда. И потом, значит, сам пошел, сам со всеми перезнакомился. Они говорят, конечно, мы ее возьмем. И потом я сдавала экзамены. Меня приняли, там конкурс был. Тоже это... Всем он тоже понравился там. Они всегда про него спрашивали. Ой, говорит, вот Саша, где Саша? После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации Александр Сактоев пришел на работу на историко-филологический факультет Бурятского пединститута имени Банзарова. Лекции молодого преподавателя, а затем и завкафедры литературы определили не одну судьбу будущих филологов. Ученики Сактоева и его коллеги, нынешние доценты, профессора и доктора наук, до сих пор вспоминают о нем как влюбленные студентки. К нам на кафедру литературы в Бурятский педагогический институт, на филологический факультет пришел работать молодой, очень красивый, высокий, стройный человек, в которого мы были все бесконечно влюблены. Влюблены в него так же, как он, пожалуй, был влюблен в литературу. Вот эта влюбленность в литературу нас покорила буквально. Когда он читал о Байроне, эти лекции были все пронизаны личностью байроновского типа. Ну вот представляете это? А Байроне читает такой же яркий лектор, разве что не хромает, как Байрон, но такой же романтик, такая же поэтичная натура. Один из студентов рассказывал потом сыну Александра Сактоева, Сергею, об этих лекциях. Но он говорит, я единственный записывал лекции твоего отца. Он мужчина, он сразу понял, еще журналист такой, он сейчас тоже еще работает журналистом. Никто не писал, а я писал, всегда говорил. А они писали не потому, что они просто сидели, слушали, смотрели, вздыхали там это. Сегодня на филологическом факультете Бурятского государственного университета открыт кабинет памяти члена-корреспондента Академии наук Александра Сактоева. В кабинете есть экспозиция печатных трудов ученого и его многочисленные фотографии. Когда кабинет открывали в БГУ, там все вставали, говорят, я была влюблена, там. А Светлана Искровна Гармаева сказала, я сразу говорю, я не была влюблена, я тоже литературовед. Но так, вообще тоже мне понравилось, как она там, потому что не обязательно быть влюбленным. Период преподавательской работы Александра Сактоева, оказывается, нашел свое отражение и в художественной литературе.
Бурятский писатель Геннадий Орлов, бывший студент Сактоева, в то время самого молодого в Бурятии доктора наук, описал учителя с большой буквы в своем романе. Существует такая книга, которая называется «Святые и грешные». Ее написал выпускник нашего факультета Геннадий Орлов. Он ее назвал, правда, романом. На роман, конечно, она мало похожа, но представляет собой некий документальный, вот какое-то документальное произведение, скорее всего, похожее на дневник. И вот он там очень тепло всегда отзывается об Александре Бадмаевиче и называет его исключительно учителем и завкафедрой. Но он там, правда, носит другое имя, он там Владимир Бадмаевич Немаев, но тем не менее, все знают, что это Александр Бадмаевич. Впрочем, не со всеми своими коллегами у Александра Сактоева были безоблачные отношения. Ученый пришел в институт во время, которое позже назвали хрущевской оттепелью, и принял участие в литературных войнах того времени. Это был период реабилитации бурятского народного эпоса ГСР, которого еще в 40-е годы объявили феодально-ханским и проповедующим панмонголистские идеи. Многие ученые и представители интеллигенции, которые занимались изучением и популяризацией этого героического эпоса, тогда поплатились за это своей карьерой. Александр Сактоев во время оттепели и позже, после очередной смены партийного руководства в Бурятии, активно способствовал возвращению этих людей в науку. И был один очень яркий представитель старого такого подхода к преподаванию, к отношению к студентам, и вообще он был виновником, как, наверное, это и было, так и было, виновником многих несчастий, и даже как на его совести было много человеческих судеб. Значит, во время культа личности он принимал активное участие в травле и в преследовании людей, которые были, по его мысли, не совсем советскими. И у них была такая история на кафедре. Был такой преподаватель, и они с ним как-то боролись. Серьезно осложнил жизнь Сактоеву очередной донос тогдашнему партийному главе Бурятии. Первому секретарю бурятского обкома КПСС сообщили о том, что Александр Сактоев выслуживается и носит чемоданы пожилому председателю президиума бурятского филиала Академии наук Василию Филиппову. Напомним, что Филиппов был предшественником первого секретаря бурятского обкома. Кроме того, партийное руководство было не на стороне Сактоева и его коллег в литературных войнах. Из-за этого наш первый секретарь был на него очень сердит. А когда ему донесли, что он носит чемодан, он сразу на большом активе сказал: «А Сактоев, надо служить делу, а не лицам». Александр Бадмаевич пришел домой, страшно его это расстроило. Правда, потом никогда он этого не показал, никто не знает этого даже. Я недавно только стала рассказывать эти вещи. А я носил и буду носить ему чемоданы, потому что это мне не трудно. А то он мне говорит. Я молодой, потом Василий Родионович же не потому, что он пошел, ему выслуживаться не надо было. По приглашению главы академической науки Бурятии Александр Сактоев из пединститута перешел в только что организованный бурятский филиал Сибирского отделения Академии наук, нынешний Бурятский научный центр, на пост ученого секретаря президиума филиала. Вместе с Василием Филипповым они добились в Москве открытия нескольких крупных научных подразделений, в том числе Геологического института. Позже Александр Бадмаевич стал заместителем директора Бурятского института общественных наук. Его основным научным трудом в литературоведении является книга, написанная на основе блестяще защищенной им в Институте мировой литературы в Москве докторской диссертации. Она посвящена становлению дореволюционной литературы бурят, создаваемой на монгольском вертикальном письме. В ней Сактоев первым из бурятских ученых доказал, что до революции буряты совсем не являлись бесписьменным народом, о чем раньше учили в советских школах и вузах. Как ученый он к тому времени вплотную подошел к изучению фольклора. А становление дореволюционной бурятской литературы – это вообще, конечно, труд феноменальный.
изучить литературу периода ее становления, рождения, как из фольклорных, да, анонимных еще произведениях, созданных коллективным автором, рождаются произведения художника, автора, пока еще безымянного. Проявил он себя и как организатор науки. Руководитель сектора русского сибирского фольклора Руфина Матвеева рассказала, как после смерти ее прежнего руководителя Лазаря Ильясова над этим научным подразделением возникла угроза закрытия. Александр Бадмаевич просто вселил в меня какую надежду. Он ничему не поучал, не говорил, не объяснял, что вот тебе надо. Он просто меня взял в Новосибирск, представил меня вот академику Окладникову, который сказал добрые слова, напутствие, как-то вот уверенность такую влил. Он показал, как-то ввел меня в круг вот тех, кто над нами курировал в Новосибирске. Любопытный момент возник и позже, когда в Бурятский институт общественных наук нагрянула плановая проверка из Москвы по поводу очередного сокращения штатов. Тогда Александр Сактоев и его большой друг, директор института Василий Недаков, при помощи весьма нестандартного хода вновь вывели из-под удара сектор русского фольклора. Вместе с Руфиной Матвеевой они написали в комиссию докладную на дирекцию института, то есть фактически на самих себя, о том, что злые буряты хотят сократить сектор русского фольклора. Сотрудниц сектора потом на отчете в Сибирском отделении Академии наук назвали мужественными женщинами, а штат сектора оставили в неприкосновенности. А это характеристика и Василия Царевича Недакова, и Александра Бадмаевича. Какая характеристика, это какие сильные большие люди были. Они не боялись, что вот это как-то их уронит или как-то их вот принесет. Они настолько были могучими, настолько они были самодостаточными, настолько они были весомыми, что это никак им не могло повредить. И они могли вот пойти против себя для того, чтобы дело выиграло. Вот это, мне кажется, самая главная черта в его характере. Идея создания отряда ученых, которые системно занялись бы изданием произведений фольклора сибирских народов, которые с конца XIX века и в советский период были собраны учеными и до сих пор лежали мертвым грузом в научных архивах, давно витала в среде ученых в разных регионах Сибири. В середине 70-х годов Недаков с Актоевым провели в Улан-Удэ всесоюзную научную конференцию, посвященную литературе народов Сибири. Там была высказана мысль создать некое издание или научный журнал, в котором фольклористы могли бы публиковать произведения фольклора. Организаторам конференции было поручено оформить эти пока еще неясные пожелания в реальный проект. Оригинальную идею создать многотомную серию, в которой были бы представлены образцы фольклора разных народов Сибири, предложил научному сообществу Александр Сактоев. И уже в 1977 году на следующей конференции в Якутске, на которую Сактоев не смог поехать, Василий Недаков впервые ознакомил научную общественность с проектом академической серии памятников фольклора сибирских народов. Тогда речь шла о 24 томах серии. В 1982 году уже полный проект этой серии из 60 томов на заседании Президиума Сибирского отделения Академии наук, который составляли авторитетные ученые, академики, представляющие исключительно точные науки, защищал Александр Сактоев. Уважаемые члены Президиума, мы, сибирские ученые, гордимся тем, что народы Сибири располагают фольклором уникальной ценности, которая состоит прежде всего в том, что в этом обширном регионе не исчезло рапсодов-певцов благородное племя, в отличие от эпических произведений Запада, где эпос давно угас и дошел до нас только в письменной форме, подвергшись при этом существенным искажениям и индивидуальным литературным обработкам. Издание фольклорных памятников является убедительным опровержением различных концепций и теорий о русификации и ассимиляции наций и народностей Сибири, об исчезновении и гибели их самобытной культуры, фольклора и искусств. Весь мир увидит, как на царственной короне Президиума Главного штаба сибирской науки в самых своих лучших художественно-поэтических воплощениях засверкают разноцветными многокрасочными огнями драгоценные камни фольклора народов Сибири. Весь президиум академики молчали. Гробовое молчание было.
И, конечно, был в состоянии таком, что то ли утвердят, то ли не утвердят. И только один академик, вот мне он называл фамилию, это академик, поднялся и сказал, что вот эта серия сделает честь любому государству. И после этого все единогласно, все академики единогласно проголосовали вот за то, чтобы вот издавать вот эту серию. Александр Бадмаевич так убедительно выступил, что тогда был председателем президиума Сибирского отделения Валентин Афанасьевич Коптюк. Он сказал: я даю добро на открытие такого сектора только под Александра Бадмаевича. То есть Александр Бадмаевич сумел убедить, что эта идея, она живая, она очень проработанная, и она подкрепляется действительно величайшим массивом фольклорных текстов, которые лежат в архивах городов Сибири и Дальнего Востока. И вот, оставив и должность свою, уже такую освоенную, и оставив свой дом, и оставив свою семью, Александр Бадмаевич просто вот с истовостью первооткрывателя, начинателя действительно отдался до конца вот созданию проекта нашего проекта фольклористического. Я говорю, я останусь, а ты, говорит, ты же человек свободный. Правда, мы поговорили, что все-таки здесь ему как-то уже так он перерос как бы этот масштаб в своей работе. И он думал, что лет на 5 поедет и вернется. Он там организует и вернется. И Новосибирск был тем местом, где его хорошо поняли во всех отношениях. А потом, когда он последний раз уезжал, мы это всю ночь проговорили, говорит, ну, все-таки такие, так и так, поеду я. Я говорю, ладно, давай поезжай, Саша, ты все равно не сможешь оставить, это твое дело, доводи до конца. Титаническая работа по собиранию текстов, звукозаписи, переводу на русский язык и подготовку к изданию со всеми приложениями и комментариями началась в Сибирском отделении Академии наук в Новосибирске со времени окончательного переезда Александра Сактоева из Улан-Удэ в Новосибирск в середине 80-х годов XX века. Самое важное преимущество серии заключалось в том, что с выходом томов серии в научный и культурный оборот вводились богатства фольклорного наследия практически всех народов, населяющих Сибирь. Одним из главных инструментов для этого стал перевод их на русский язык как один из международных языков. Все научные произведения фольклора сибирских народов до этого представляли собой лишь спорадические изданные тексты фольклорных произведений на национальном языке, либо их переводы на русский язык, по которым невозможно было оценить источник. Первым из зарубежных ученых оценил уровень нового издания ведущий американский антрополог-индианист и знаток индейской и русской культуры, ведущий профессор университета Джуны на Аляске Ричард Дауэнхауэр. Это он назвал 60-томную сибирскую серию русским издательским проектом века в гуманитарной области. Во всех сибирских научных центрах фольклористы были, а идея пошла от бурятских ученых. Это вот надо было быть такими, обладать таким вот провидением, я не знаю, каким-то вот первопроходческим качеством, чтобы вот этот просто грандиозный проект запустить. Окончательную и безупречную в своей научной строгости форму проекту придал член-корреспондент Академии наук Виктор Гацак. Одним из соратников Сактоева с самого начала работы над серией был не так давно ушедший из жизни авторитетный в Сибири фольклорист Михаил Тулоханов. Своеобразие нашего издания, нашей серии заключается в том, что это издание должно было быть с самого начала, все 60 томов, а реально сейчас утверждены 64 тома. Все они должны были издаваться и издаются на 2 языках. Главным редактором серии стал сибирский академик-гуманитарий Анатолий Деревянко.
Доктор наук Сактоев сначала взял под свое руководство сектор фольклора, специально созданный под эту серию, возглавляемым Деревянко институте, а потом и выделившийся в отдельное научное подразделение Институт филологии Сибирского отделения Академии наук. Одним из профильных направлений работы этого института стал выпуск 60-томной фольклорной серии. Сейчас во всех регионах и национальных районах Сибири и Дальнего Востока огромный, заряд такое, спасение, сохранение, увековечение образцов фольклора, лучших памятников фольклора, которым грозит опасность уйти в небытие, бесследно исчезнуть. Это наша просто святая обязанность вовремя не только зафиксировать, но и вовремя издать и сделать лучшие памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока общим достоянием мировой культуры человечества. Структура серии по принадлежности томов к той или иной этнической культуре выглядит следующим образом. На 10 народов Сибири приходится 40 томов. В серию должны были войти 7 бурятских томов, 6 якутских томов, 6 томов фольклора русских сибиряков, по 4 тома устных памятников алтайцев, тувинцев, хакасов, 3 венкийских тома, по 2 тома нанайцев, нивхов и эвенов. По отдельному тому отводилось для 24 малочисленных сибирских народов, таких как долгане, евреи, ительмены, ханты, манси, тафалары, удыгейцы, ульчи, украинцы, чукчи, шорцы, азиатские эскимосы, коряки, наганасаны, селькупы и другие. Честь открыть этот грандиозный издательский проект, в котором задействованы десятки научных коллективов и все лучшие кадры сибирских фольклористов, выпала первому тому под названием «Эвенкийские героические сказания», который вышел в 1990 году. Вот на таком уровне, чтобы наши тома отвечали современным издательским требованиям, таких навыков у нас еще не было. Но это для фольклористов вообще Сибири и Дальнего Востока, думаю, это очень большая школа. В 1991 году, еще до распада Советского Союза, вышел бурятский том с героическим эпосом «Аламжи-Мырган» и том русской эпической поэзии. В дальнейшем выход каждого тома давался с большим трудом. При жизни ученого до 1998 года вышло всего 18 томов серии. До 1991 года мы не знали забот, потому что Сибирское отделение Академии наук располагало средствами для того, чтобы финансировать даже это такое дорогостоящее сложное издание. С 1991 года у нас застопорился сам процесс выпуска. Вы говорили о том, что вам надо было в экспедиции. Да. У нас прекратились по существу экспедиции. Вот то, что является самым больным для нас местом. Да, он пришел, взялся за дело, основал это дело, и дело это движется до сих пор. И оно может длиться бесконечно, потому что, так же, как говорил Александр Бадмаевич, бесконечны богатства фольклорные сибирских народов. Но у него же была совершенно утопическая мечта. Вот мы наметили издать 60 томов серии фольклора. Вот сейчас издано только 29, там еще тома увеличиваются, будет больше 60. Он говорил, за 10 лет мы это издадим, по 6 томов в год, и я уеду в Улан-Удэ. Он очень мечтал вернуться на родину. Заместитель же главного редактора серии считает, что работа будет продолжаться еще не 1 год. Иначе нельзя. Это разные языки, разные памятники. То есть это нельзя думать, что вот считали, что там за 10 лет, вот нет, дай Бог еще лет 30. Сегодня из 7 бурятских томов изданы 3 героические эпосы «Аламжи-Мырган» и 2 тома сказок.
Изданы все 6 томов русского сибирского фольклора, 5 из 6 якутских томов. И особенно ценными стали тома народов, численность которых не превышает 1000 человек. В этой серии даже были народы, у которых не было даже письменности, ни алфавита, ничего. Все это пришлось создавать заново, все это алфавит создавать, чтобы тексты записать, чтобы звукозаписи воспроизвести все это, их культуру. Конечно, это был настоящий подвиг. И в этом, конечно, и стоило положить жизнь на эту работу. И потом он огромный коллектив ведь собрал. Ведь во всех регионах оживление было. То, что вот и в Южной Сибири, Хакасу, Тува, вот, алтайцы, вот это вот, когда стали работать над своими корпусами. Ну, буквально это же более 30 народов уже вошли вот в эту серию. Высокий научный уровень выдерживался с самого первого тома. Каждый том содержит обширную вступительную статью специалиста по фольклору, музыковедческую статью, поскольку большинство фольклорных произведений являются музыкальными, и солидный научный аппарат, комментарии и приложения. Оформлением серии занимался известный дизайнер Александр Рюмин, главный художник журнала «Наше наследие». Все тома серии выполнены в одном стиле и резко отличаются от всего, что ранее издавалось в научном мире. С первого тома вся серия печаталась на лучшей финской бумаге и картоне. Уникальность серии еще и в том, что в качестве одного из приложений каждому тому был продукт, требующий отдельных немалых усилий. Это аудиоприложение. Первоначально это были виниловые грампластинки фирмы «Мелодия» с образцами публикуемых фольклорных произведений, а затем их заменили CD-диски. В дальнейшем планируется добавить еще и видеоприложение. Ему помогали все. Это не потому, что они были хорошие, просто это действительно был человек, который мог убедить кого угодно, и любого врага, и любого, и такого, и сякого, и когда они с ним общались, они уже просто никуда не могли деться. Поэтому ему помогали все. Он был у Пахмутовой. Она сказала, что да, вот, пожалуйста, грамзапись «Мелодия» — это все к вашим услугам. Однажды еще в самом начале проекта Александр Сактоев выступал с докладом о серии перед московскими фольклористами. Не все присутствующие восприняли его речь одобрительно. Некий вот фольклорист, некий член вот этого совета по фольклору выразил недоверие Александру Бадмаевичу и сказал, что это вообще наполеоновские планы, это все иллюзии, это все разговоры, ничего у вас не получится. Удивительную наблюдаю картину. Идет Александр Бадмаевич, обняв этого ниже гораздо его ростом человека, обняв его за плечи, и они вдвоем смеются. Вот. И это действительно показательно для Александра Бадмаевича. Он делал человека своим единомышленником. Он ему лично рассказывал, он его убеждал в этом. Он просто становился его другом или, наоборот, делал его своим другом. В серию вошли и те памятники фольклора, которые были записаны давно и уже многие годы просились увидеть свет, и только что собранные во время экспедиции с участием Александра Сактоева. В 9 экспедициях на Алтае, в Туве, Хакасии, Бурятии, на Крайнем Севере и на Дальнем Востоке вместе с собирателем фольклора Александром Сактоевым ездили музыковед Юрий Шейкин, звукооператор фирмы «Мелодия» Михаил Дедык и фотохудожник Владимир Новиков. Они успели записать таких феноменальных исполнителей фольклора, как алтайский шаман Алексей Калкин, удыгейская сказительница Намина Кялин-Зюге, белорусская сказительница Федосия Заяц, исполнительница ульского фольклора Индике Вальдю и якутский Алын-Хасуд Василий Каратаев. Это живые потомственные сказители, которые эпос исполняли от начала до последнего слова. То есть на звукозапись это было. Это, пожалуй, вот единственный, последнему успели вот таких людей захватить и Алексея Григорьевича, выдающегося сказителя, и товарища Чаякова. Вот. И потом, после этого, он в своих выступлениях всегда подчеркивал о том, что вот удалось зафиксировать на Алтае потомственных сказителей. Зачем бегать по фольклорным экспедициям? И так есть Пушкинский дом, там и записи наберешь, и сидя, вон фольклористы в экспедициях понаписали всего.
Нет, настоящий фольклорист начинается именно как полевик. И в этом смысле я убежден, что Александр Бадмаевич стал одним из ярчайших, незауряднейших фольклористов, который очень со своим взглядом, оценкой, определением, мнением. За время подготовки к изданию серии, кроме экспедиции, все работающие над своими томами сибирские ученые-фольклористы постоянно съезжались в Новосибирск, к Сактоеву. Ежегодно нам вот такую школу устраивал Александр Бадмаевич в Новосибирске. Мы приезжали, все общались. Мы все фольклористы друг друга знали как одна семья. Мы потом очень долго, вот наше поколение фольклористов, которые были вот в то время, мы друг друга все знали вот лично, хорошо, общались, переписывались благодаря вот этим встречам в Новосибирске. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спел я гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Стиль работы Александра Сактоева заключался и в том, что профессиональные контакты и совместное дело всегда были связаны с человеческими отношениями. Обаяние личности руководителя сплачивало большой коллектив. Многие коллеги Сактоева остались связанными с ним общим делом и личной судьбой. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Литературовед Светлана Рожнова была принята на работу в сектор фольклора, несмотря на ее неблагонадежность. Подписав такое идеологическое письмо несколько диссидентского толка, я вынуждена была оставить аспирантуру, перейти на работу в школу. Некоторое время я там работала, но потом вот вернулась в институт. И я сказала Александру Бадмаевичу, когда он со мной беседовал, что, возможно, это тогда времена еще такие были идеологические, строгие, и, возможно, мой приход в сектор фольклора может как-то отразиться на репутации, может быть. Он совершенно отверг все мои сомнения и убедил меня в том, что вот мне понравится эта работа, и что я буду полезным человеком в секторе. Никто из коллег и даже родных людей Александра Сактоева никогда не слышал, чтобы он сетовал на здоровье. Болезнь ученого, а его поразил рак, была для всех как гром среди ясного неба. Он позвонил мне за полгода до смерти и сказал мне: «Наташа, ты меня не теряй, я ложусь в больницу». В общем, как-то никто не поверил. Через некоторое время все-таки позвонила: знаешь, говорю, я поеду. Потому что... И когда я приехала, оказалось, что действительно вот он лежал уже в больнице и чувствовал, что человек плохо себя чувствует. И на самом деле потом мне сказали, что, в общем-то, уже как бы это... Врач мне сказал, что папа умирает. Очень трогательный был момент, что, в общем, конечно, если некоторые люди лежат и некому к ним прийти, некому помочь, то тут просто чуть ли не очередь была из людей, которые приходили и спрашивали, чем помочь, что сделать, посидеть. То есть просто он не оставался один ни на секунду. Все эти полгода родные врачи боролись за его жизнь. А когда все надежды на выздоровление рухнули, ученого перевезли на родину в Улан-Удэ. Сгорел, можно сказать, может быть. Скорее сгорел, потому что он работал уже, он и везде работал так, отдаваясь полностью. Всегда и везде. И много ездить пришлось. Тоже но это все тоже нервы же тоже. И всех убеждать, это тоже. Так, у него здоровье, не скажу, что было крепкое по всем данным.
Есть и еще одна загадка, связанная со временем его ухода из жизни. Дело в том, что его неожиданная болезнь и смерть произошли сразу после того, как на далеком Алтае один за другим в очень короткий промежуток времени умерли 3 известных алтайских сказителя. Народные рапсоды и шаманы Алексей Калкин, Табар Чичияков, Савдалай Савдин и ученый-фольклорист Александр Сактоев, записавшие у них таинственные шаманские песнопения, умерли в 1998 году. Поистине фольклорная судьба. По рассказам родственников, друзей и коллег, Сактоев умел и любил красиво отдыхать. На праздниках, в дружеской компании и в застольях он всегда был душой общества. Кто хочет встряхнуться и силой вдохнуть, кто устал за неделю и не прочь отдохнуть, кто рюмку другую не прочь пропустить. И может к тому же еще закусить, а также попеть, поплясать, поострить, тому подумать, конечно, бы стоило о том, чтобы вечером быть у Сактоевых. Человек наполненный все время юмором кстати. Вот это очень важно. Не просто заготовки юморные, а юмор кстати, импровизационный юмор. Он настолько красив вот, и обаятелен сам по себе, когда юмор как потребность улыбаться, светиться вот эти вот жизни. Вот это было Александр Бадмаевич, это отличает его. Известной шуткой Сактоева, которую он даже обсуждал с известным пушкинистом Натаном Энгельманом, была легенда о том, что он, Александр Сактоев, был прямым потомком Пушкина. Об этом якобы свидетельствовали и его внешность, густые курчавые волосы, смуглость, веселый нрав и любовь к поэзии, а также калмыцкие корни ученого. Он свободно шутил по поводу того, что его предки произошли от связи Александра Пушкина с безвестной калмычкой, встреченной им во время путешествия в Арзрум. Той калмычке Пушкин посвятил стихотворение «Прощай, любезная калмычка». Шутки шутками, но об их общем прадеде, калмыке по имени Баса, рассказал двоюродный брат Сактоева, известный в Бурятии историк и общественный деятель Геннадий Басаев. У нас прадед был калмыком. Из-за участия в убийстве царского сановника он был направлен в Черемхово, Иркутской области, там, знаете, значит, это угольный бассейн. Причем 15 лет он прожил в подземелье, не видел ни солнца, ни земли. Он там жил, тащил на себе, значит, эти тачки с углем, там кормился и спал. Когда ему было 35 лет, его отпустили к бурятам. А наш Улус находился в 45 километрах от Черемхова. Вот. Там он женился, довольно своенравной такой, с сильным характером девушки. Ей было 16 лет, а ему 35. Родился у них сын, один, единственный, Ардан называли его, Ардан. Человек был очень такой энергичный, верткий, имел 4 детей. Вот. Первая Анна, это мать Саши. Потом Дарже, это мой отец. Дарже Арданович. Потом еще Василий Арданович был, еще один был. Того я не помню, он, будучи молодым, скончался. Еще в своем докладе на президиуме Сибирского отделения Академии наук в 1982 году Александр Сактоев предлагал академикам представить себе время окончания работы над серией. Таким временем, по мысли ученого, был 1990 год. Но из 64 планируемых сейчас томов серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» сегодня увидели свет лишь 29 томов, еще 10 готовятся к печати. Каждый из нас ткет
ткет ткань своей жизни, ткет, мы ткачи все. Текст, не ткань, а текст своей жизни. У каждого есть текст своей жизни. И текст это от латинского texere, что значит ткать. И вот эту ткань своей жизни, эту шпалеру он создавал, ткал, но, к сожалению, он не закончил этот дизайн, а и склонился над этой шпалерой, над этой грандиозной шпалерой, не вынув иголки. За 30 лет работы над серией в секторе фольклора Сактоевского института появилось новое поколение его коллег, собирателей и исследователей фольклора. Они молоды, талантливы, увлечены работой над величайшим памятником мировой народной культуры, жизнь которому когда-то вместе с командой единомышленников из всех регионов Сибири подарил бурятский ученый, литературовед, фольклорист и немного поэт Александр Бадмаевич Сактоев. Мы говорим: Александр Бадмаевич, ты будешь в наших мыслях, как утренняя звезда. Собранные тобой мысли разных народов будут светить нашему поколению, как утренние лучи солнца. Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь.